Rancha taittu samassa itseänsä halsasi tunde suuni. Se kuusi hadillich, когда мы откроем врата, что Англия, космос и hayal первое небо, я говорю, что до сардучек и милуется, я крымский, милует, то, нас, ну, Користнах, ну, користячи молодой, ученый, симпозиум, совещание, научные конференции, участвовать, день присутствовать, день амел хилабохш, один крымский чего, совещание участвовать, где шоюхца, космический, знали еще, профессор, амел, что момент не села. И именно с Байконур ряби выход в космос, я цел, Карин, что а то, что Байконур, духовно сони хазн, что эти рядом с Харич, что просто, да, вместе делись, что ну, алхит, но там не хазишь. Хай-хай-жиро, пацаны, какие чалены, Да, шметки, Илон Маск, SpaceX, вечер Илон запускать, я Маском жду. сон, и тебе минута, Блин. та же, собственно, та же. Jinch отстигал халгерт элду халадат ладуа. Сосед гене у него сожрали загадать боли, короче, там чукиеч был, стигла добьет. Ширада, что сихата дойчи, что по очереди, очень али, что он дает, Да, ши космодром. Ты харду алгам, ты тугам, да, Jinch халат лаш, лаца дуа. Света чтворит, саметик бит сахалари. Ага, и до Быска наверал, и туркал, и он, да, американский корабль шал и рвал. А Байконур, он харжена из пустыни, из Казахстана. Неудачный полет, и он уже ракет, он уже нас съездили. Барнаулю, Байконур, Дальний Восток, а его Барнаулю, Казахстане. Путали на нас, что сон и Байконур ремонт в Казахстане, а моды есть. Казахстане, юг и модернич, двухролик. Байконур, Казахстане, аю. Байконур, Йо, Казахстане. черапаем, он и что тут у нас слово. Казахстане, Алёвич, и летательный аппарат, из Байконуре, вот это чуаю, пустыня, здесь чуаю. Войска на рол море чуаю. Сюда, латсигар чуаю, из моря чуаю, неудачный полет. Я считаю, что Окайбай портал яц к космосу, а считаю, хочу ваюш, и момента геносон, а и варианта сон геноне, падение, неудачный полет обратно ваюш, хочу ваюш. Космос я щели, взорваться, да, я галюли, и он не хочу. Просто, это серьезно, что я чарный, ну, мадатер, что нога кверчу мысли, да, он и охчу, хата, доли, дитслов, и Нет, в зависимости на какой высоте он, например, аюшен, какой ступени шьят. Некоторые падают в Сибири, некоторые вторая, третья ступень был шьяцериш. Первая, вторая, третья ступень. В океан падают в Сибири, а я тоже что себя неудачно хлещена, там, допустим, падать яши. Там разные бывают. А в Байконуре, с Байконура в основном запускали Советский Союз завершение. А потом они начали строить, но шейные россияне начали свой строить, еще Байконур использовать ешь. Шейдо запускать ракеты, было новые ракеты, там построить и нагеться, мешается где-то. В Барнауле мешает, все авось, она где-то построена в Цересе. Да. Их несколько штук получается. У них был до военных запускать. Я шейна Гердо где-то
Плесецк, На Архангельская севере, область. где запускали. Да, на Плесецк. севере, где запускать. Да, Плесецкие запускать, же военные швейцар. А здесь, типа, с Байконура общеизвестно, что и запускать. Те ж. Бях, мы видели, что и лошадь. Чем и Байконур, вот уже метик шел шокли в космос. Полинезия, или французский. Да, юдо, в Сибири где-то мечается раз, они духанёч финагяцар, милует, Рогозин там командовал стройкой там, космонавт, воришка. Да, как это называлось, я не Постойте, помню. Плесецкий, на киногю, это военный спутник Шиум запускать, еще яц. Оттуда они запускали. Сейчас они Уриоч, да, чтобы не знал никто там из Байконура официально запускать. Военные там знают только американцам сообщают, что запускать вообще, да. Другим они не сообщали об этом. Все понял, принято. انت شو интересно будет. И аж дичь хрена из уолеш аж усу. Из вой дешниш датиш. Сравнивать моду дарин. Арго. Цагез. Хези. Хорошо. Да из сравнивать дохиш, сравнить до с умицане датиш. حاجة وي دشنش دو ولا دات لو كوسموس ان شوية ستيغل is تعاوي وشين سوق ح بقح ستيغل حلت ولدات إذا atmosfēri تقوتش إخريزة ستيغل بوختك دا is atmosfēriش تأخيلغا ان شوية تقوي نوشي همان تا تنغواني تقاش تورنيني وان تورنان ها فجينر ديش داتش далекий. Так it's geen nacht die oorlog. Ja, het is niet zoek dat het zeggen dat het man echt schuldig boek nach boei ja, het is niet за hoe het is niet maar dat is. Dat is let назад, 20 лет назад, да, هم شدوش schuldig doch zijn oorlog. Het zomaar nu dat je is niet maar dat je tournee آنية استقلالية بوخشتات تقيهم ملا اتخينا развитый خلخر بوقش ينستغل وي تاع كosmonauت وات وي تاع استعداد أكاديميك وات وي نو اتخينا خلق وتاق ناخ ولي لق على سكريس و تخلي إيش تومان تحقش ناخ تخلي وين ديش نشوف دو دا ترى وين خور دا ترى ولي تاخش شين خيط تقاليش ثم تعين سون إيش خيط إذا شون مو خيطي Suunpäevakieti pärgana hagustulma, löysämä aseistulma, setsätylš seitin alhietsun, voidais nazvani jočun seitin. تاقين تغنى وي باتينز كosmonauts بات وي أكاديميكس بات وي هم إنز قيش بتشالقشي سن بات وي إشتاس ويش كosmodrome يات وي تعامل دات وي إنز تغنى ملا تاقش تا وخودت ملا كالخوزنيك شتوكو تغنى سيلخن وي ناخا تسومش تحقق شغلة إديش نشخيش دات تحقق شغل خير بو الخيط سونش تاق شيء أكاديمي خير يوتيري شيء وي звезда чоч شيء علم دوش نخل خير بوختيري دشني شكوال يشوش أتان ما داتس وي هما قوش داتس وي هما ديش ما داتس وي наоборот تغنا إشسا обратный процесс юкой деградации юкой так таивичи скорее всего. Vai kosmonauts ir bats, ja kosmические ракеты ахарят, и космические ракеты ялду ахшдат, سنة مجدك دو وحوش الركيتي والمات. Космический между гамдирдун и Эммадон.
И да дельчи документар, и скорее всего маски дойтер кирды, да, сгах катя куматис. Маск вари, цинг дойтер кирды ся, да, сховар дуся, подхон мой сига. ما شو الله خير لا لا إذا تم برونو يتها ريكرو تيوم تدا نجرزو использование да Аль-Бурак. Около он скинут цедина и сбош дина угдина циге самохчи юкетро циге ой царю сухой за это время. Отцу Китайчи, Японч, Кореич, Москвовчи, самохчи сухой циге рокtanши. Ну, факт, в эту сторону развитый кентим хербарон, хенцец газ шей под крылом был и ногчи бац, царишь в эту сторону, вишь, вука, и кенти дахят цари, царь давно дахти маскер, хума юци, юхает нам хердарон, ишь держать не нахуй. Ну, все равно войну яхлам хла развитый кенти хла, тана буйшем дас и космос ла, атом ла, химия ла, физика ла, юза юш развитый бош, тана буйш, дахуич бацкаш дах, я коммунист дацахятся юш, Россия сетевети хуич бац, иш инстан шавег, هونيادنك خليويخ بدلك خليويخ طبعا вообще быдло его да лет на 300 обратный процесс. Яговой в 90-х годах вроде бы процветали, и сейчас буквально за какие-то 25-30 лет мы обратно на 300 лет скинули нас. Да. Ну, факт, Европа, жима, юж хилербандуш, сега душ, веш хилербандуш, دخوش علمدوش كانتي خير بوه خان عورين اشتا ويش государство его дахуяч о мел духер боевой штат и специалист иштан у خير بوه خيتсон да خير بوه ويش государство дахуяч ани дахвой и турнени бо что хума да изучить илмаду ду и бо куду так ан бо что хума хажалка претшкар просто так один душ матчен бог, да, доказывать дил, мадуэ, дуйуэ, беш, штабан, да, и нас я крична, да, عجلت دشنش على دينا خلا دشمن تقطعي أكاديمي خلشن تقطعي وي لابراتوريش خلشن بوخ داتش كنتش доказывать دير مدوي بيش هم да да المقلا دير دات алиш دير алиш алиш ده مقادير ده كانوا Sovjetin dava tabii hayat tabii genel så Sovjetin söylüyor. Tam oron öyle söylüyor. 这个俄乌选了，有也还是不少之前也都说了，有就在上面弄下来，很这样都还不不说，有不了这些嘛。Varu, tornēnie o interesēs veco Hamza пока Begi Ilsman болеет, что tornēnie da другие доинзи. البرا جات çünkü mecdik duy laşa din mesil törerit verses kosmos irada Играем максимум 600 бьется возле Джебра или Изаби. отцул гипер прыжок yaşamış. Примерно как минимум на орбиту халу воздух есть, вот там это yapıyorsun işte. Вот как Хаджа, вот это. И Москва كان إبراهيم и Москва كان عرين دات وتوبسوا بدنيا تودير دوني تار كوبي توير ووني и هم تار ما ديسلش تعطيلش تار كوبي Ya es huwa han تساعد انه تثبت صوت مجدك ابرود ودم شو المولنش تسكفر شايفين يعني لا البيت وكانوا شحال بيحشش البراك كان فيها أطرش عديت طلعت هون مجدكش هون ايش دوي
В будущем Богдуса и космонавт раз ялча был спорт лэм да мобилизация. Лески ракет аюх хэхтин сацаин. Щелэмос дин дальше. Между чего ешь, до мягкого провести ешь, давай. Вы дома амадяхта, вы кам, вы почал дамагитна. Мягкого. Персонал пускай уходит. Космос, ну, чулет, бухо, жижет, рай, куда хотят уйдут. كانت هنتي حاجة مهكل طان ويش نوشي دوش دويزة انت عبو شو اللي ويش قصو دارسو متقوى دوش هنا تعرى عربو دوش خرديتيش مهكل بو عربو دوش خرديتي سهل مهكة مخ وينك بو. هلا وينك يو. نو طانا ويش شادل هما دقدل هما دات عربو ديش نش تسرش تكين عاش دوي تاقي وي دي كوباتين ويدوخش غين عائتسا تاقي عربو نزواني لوريتسون بو درسون دات مهكل الخير بيتي Название ешь, пекш, больше работать бывает. 72 гурьем. Ibrahim смотрите, дат еще космос не хумша ю дат сразу еще даусу безовиш из маски цаны борта бендас между что подбит тахара يبصوا الدين يتحرع واخر خو امام دو خرجنا انسان استفان دركي اكشن صاش امام مو خور Имущество прошу оставить на своей территории. Ночью махке имущество ю. Муха и на вы. Ами егем. Пускай без имущества улетает. شيء закон мим барел что управляем да ты да хочешь это я жестко чел да а что что شيء شجع نمي سومس جوش داس لامس دا مل أتخذ دوي ها نمي سومس مو يشجع تعخلق داس تعخلق Ламас иец бел атырдыға. Қот ол хақатса еш. شون قردو شون هيت على ماسكو بوسو بدين اس دات اس ماسكو نسدي دشون سير كوبي كتير مو سير اخش دمدو سير تاق سير دواي دات بوسو بدين يصل دات شوي تاع بوسو بدين يتردو يعني تام نشنو شيء نيز انتريسنا دخسون из دات يوي يدواش دات из вроде бы قيت ويا турнени buvo što li doš dasis a hund ellecona турнени a hund ellecona no vrodi be qiet we gen hum du khawani gen wa fana gen bo du is a hund elletis doš hund elletis interesant درس Well, وين دكتور ميلو فنان ميلو خالد معصوم كان عندي أخي Урбиц авош казаем. Урбич это генов дубов воды. it's a serono it's a laboratories it's a homa that hinta ibut coach hush ibut جيم شخينا يقي بور شخينا يتع هو تاع غاز قمتا يتع سيدر شخوش دات إشتا ويهمش تنخينا خلخر دو الخيتسون لامنش قعدات أتا خلخر دو إذا ليلو تاخي أبسط توريش أول تاع عالم أول تاع يهمش تاخ إشتي ليلوش إتهما تحقوش إشتا يعلم دولش نخ خلخر بو الخيتسون هون دالشي وين ديشنش قاعد وين إذا تاخي هون تقولن مو تقولن دو ديشنش именно значение саха ванис ан элча космос стигал элча стигал қиетуе тақи тур не кур бүйц ахбош де
كورة وين церах боли хаван ушти кур буй хавани неприятно буки кур неприятно буони за цунде ушта قيتوي هوند ال بو شتول تا значение in за وين تان مو الله قال اشت آية مدو ايش دات حاجلها آية تم اشت هون عندنا значение يوش مدية цундел مدي хотя قياغون شو شيء هم شلوخ цертига да شيء هم يقدر цертига داخل زي وين دوش دات نو انت تدعوس خواني بيش ديش نشتاقي تعمو اردو سستراني دول هما ومالا دول شايق سستراني ديك دوقوي حاليا واش ديك تاقي وي ديش نشي значениش вообще татетени وي куда-то ушли мы да сосицы мало дас на 300 лет минимум дас вая какой мировое общество юклер да в данный момент вая дукой нет у нас там эренду, но вахкуэль харма уэй бизнесмены. Да нет у нас никого, ни академиков, ни профессоров, ни этих, ни других там заслуженных деятелей и так далее, прочее. Это ничего у нас не существует. И шаек художественный, там поэтический, там журналистики, там элэг бояцхой. История язящих, там элэг язящий, так и культурный гумор, да, и цангер хаиги. История язящ само элэг бохштек, да, само даязин мечштек, ду цигардук вайлэг ягина. وتصير دي عشان ده ساعتها وتصير دي عشان هيك أرخي وشيء نيختات язынек дуй и духой да язынек хавич. Потому что войнек цара ялычинду, ягдагинду. Именно, Лёв, так, ну, вой, матти цани хадуш, мадуй, мат баттин цани хадуш, моей истории, да, и кего лингвист улицер, лингвистики, из мела расширение хриштахвой, мела дух уман тяхкурдер, сисмала, и до вой, вещь государства, швахуш, так вещь и лаборатории, вещь Байконур, Шкедегдош, Вахуши, так и Вейдешниш, Дагайта мировое общество, Хажалтха, Халха Хилмадуар, Дешниш, Хажалт Сундел Хилмадуар Бош, Юхкиго Дяхштяхур Мадаеве, Суман, намного, ну, цадик, дис нахуй, бага, дис нахуй, Дешниш, да, иш хотя царь, Ягина, Кедегдина, داسقيس إنه постоянно оккупированных دوية إيميل هم داي إنه نتخنا ديسين خوي بقى يدشنش ديسين دوية تاقي разработка что تعيش هم تحقق يبول بيش إنه اتس هم تحقق إيش بالناه بس إيش صار سيخ دير مداي هم دير دو على بخيت هم ليش دو أسبيرو بيت كمبيوتر система юдатица ки вашока ки сан хурду иза тяхте мел развитых дуи сих процесс да уер ела хит чолар ишта веш дат из итахинс its космос ючи расел дэгди ахсун хажан вей хунт ела вей стигл хунт ела турнени хунт ела генер дешниш модель, юхдор дешниш модель, знаешь, когда-то мы были цивилизованные, общество хлопое, развитые душ, да, скорее всего, у нас примеры брали, наверное, может быть такое, такие вот шкуры, да, значит, мело сумшта развитых свое общество, чего дикер дархуайн, наследие, хереркой. Мела монета метини дой. Варфаши, варси, дой ам. Группу с видеоми, ссылка на группу в комментариях. Это цага. Большая медведица, созвездие, большая медведица, Ваймаса, Варфаши, варси,
عجل تحقي عجل دارس قليل عجل سونسخة أرهاني عجلة تا إيش تيتو إيش تحقير ما دوي هم إيش دوي ده المقلع تحقير دوي Mala медведя, цунах чухчхейр у созвездие треугольника, я цунах хокваг сед у название Швейцарии у созвездия у имата, улила шмяцеш. Ну هيت قوالين نزوانش ما يعطيش ياتي هيت قوالين ما يعطيش ياتي Я сяд саудина седа чеде ангоша лунду, кица лучше лунду. Нервы тратить. Но в один момент она подскочила к Олегу и дала ему... خلا قويتاق لابوراتوريش خلاوي научный يشاهد لهم خلا قويتاق وجه بيلقل ويوق ويدشنش حيش دات وجه وي رازويتي ناخلية تعنجير بريمير إيساس ديش رازويتي خلدوق ويقام داق مالدوق مندو إزدات Mala medvedec. Mala medvedec, ja цунах чухчхейр унду ошхолати. Чухчар водопадах олшдари. Чухчхайн хол водопадил. Чухча. هي أحشر ثلج водопад أحشر بول سنم أوليزا مثل водопада أولي чухчхейр. انت حيرة خلشي تشدوش دول خيدوق دوي تشارج بوغا تاخي ودا بارتي تشيو Я прекрасно знаю, откуда берет Богдук. Так, вот перестить, азимут. чахчаро ола хылар кой тоол ол тоотир доогчудоогш лат туақаатичист чахчарсоо تشيك بوش دول همان تيدوش دوكي دوي تشيك بوش دول همان تيدوش دوكي Водопад чухча, водопаду созвездие название чухчахейра. Чухчахейр улусуна. Ой, Бог мельницу. حير ملني تيتو تشوبوش خيدويزا تشيك دوش دويزا تشيك اللي تاني تشورش خبوش اشتا نزماني ين خير يقويتن ينز دوغن يدوغ دوش دلا تشيك دولون ديل اشتا بوخت يلشر هما تا اشتا تشيك دير دعدول ديل خير دوقي تشيك يل هما دير دول ديل خير دوقي تشيك تشارش حير هي زي تشيك بوش دول هما دير زي بير نزواني تسوكيرا دوشت اخي وجه معنيش طيب من خير دوخ سيجار رازني خير دوخ سيجار И большая медведица цунах зай варх сиед аллах или варх варш аллах. Это все варх веши варх сиед он аллах весуна. Halligen Reduktion werden. All шундеровается варх веши еще он اللي كان دي تاني دوخ شون دات وي ها وين كانتو يوعيو وهو شي يشخليل تصور وهو شي يشخليل اشتا هم دات وي وش ها بيرديش Друг хуза варх веши варх сиед. Это варх веши усумнана удати смысл халмалицин. по-любому Да. Массет буцега. Большой медведь наберет. Варх сиед. Ох. تلسكوب ثاني حاوس نيشو اتسيدر شكي مصر حاوس نيشو تلسكوب خليها تسخيل شارجر وموز. العوار داعون هما زيناون
Eens eens ahmaler kan. Je ziet dat dat is zie de way handig oorlog. Dat is dat jezer is dat usumnen zie het oorlog. خديش وحسيدة أو خاتة خوات ويدات دا إشتا شيشي معني شخيردو اسمه أنت حاينتي يو يردوس إذا دات ور ويشي يش هليل أولي دات يهما دوي ور دقوي حلق داخل تعني الحياة مش مداتي وي ويش همش دوي إش داخل معني شطيب طيب أنا خيردو سيري همش تحكي إش ديكتر درقواني كان عيرين ديت آلا دو موعد ويسا أبرزوني نانيو قا وش إشتا ملدلا أبرزوني دو آلا إشتا يوكام خير برخوان سمان ده Bu arada teleskop şu her şeyden dediğin şu bu arada deriz toskiydi. لا واصل عجل باقي نصون خلاص اللي رسم صور يا حاجة الليجند بوخ تناوش مغر ويقجع دائما تلسكوب جهوز حيث نشبوخ شيز دق الميوخش واتش Легенды по вселенной, море, вселенная вопрос, конечно. Ну что, ну ты шарон, если ты моя хандрас, то люблю шарон. إبراهيم ستيبان المحمد ستيبان قشول لجين ما يلا زي قشول интернет чуа авити чуа юх шолуш и миллионы юзерутуялись 20 тысяч, 30 тысяч по-разному, 40 тысяч, нормально хрюки, телескоп. 250 тысяч долларов с легенду 250 тысяч дел етельч сколько كجولك ويش ياتو شخص حاضر تو يوتيوب شو один ковырятич рудик мело. Ну, так, минимально, почти дикнегам лаборатории чухары. обсерватории да вообще шорт يقش платный Да, то есть обсерватория. مارشال دو بوارز خاكو جوال تلسكوب شغل جنك حاج يتي شويت Бура, бура, уйдешь, аж волнуется, так смеешь уйти. плоский дверь да сажал шо إذا حجروس بس تبع حجروش. لوسكي دو داس لاتي داش مو قدون مش شو جوال أنا كيزق ما داس شو حاجو قيديش ما دو قزح إيش плоский дверь квадрат до حاجة شو сон плоский блиночку друг цигал халахайш Марс говорит сон уреду бухт курбутсон Венера До Марс плоский арзу. Bu arada falan soru açmıyor da teleskop çoğuldukça yakıyor burada. Soru açalım. Hiç tanımam. Belki halot şu. Горизонтият, belki halot şu. Прыжок есть. скорость Я легкая помню, телескоп смотрит. сверх света скорость света чувой выше ласлор асвед البراق انت وي مالخ بوت بوينا نوخش ما تعديز عوج يبلانيت شيات تير شي وي نوخش ما تير شي وي بس var. Belki halot şular da nefes. Hani ya halot tamam. Сетат решительно свой напрос твои тем белоши. Турнени улицунга космоса. هو ليه يغال سرزن Турнени ол шазасан космос. Турнени хажворун ол да хажвор ол саур. ولا تورنيني تورنيني كوسموس شتات يا شريتك ان هو
Она гена ези, ну все равно женский дуиза ан бог, дега тур нан бога, нан связаны дуима, так и так стигал из-за шия хиричини из на невесомости о шия цаяги стигал вай багаяга стигал юя так стигал ишца атмосфере овчи кач хириза кидаючик турнини хириза кидаючик ан хириза Science и хумшкуш диким дарвайнис бакалдишинси и планетчи хайнс وين تانا ويش نوشي ما تاع وين خا بوت خا وين ما خا وين اتاقي هو نزوان شي خير دوي خير مداس وي تاقي كي جو داقشي تاقي اذا دشنش دوي وجه دشنش دوي تاقي بلانيتش تسيري نزوان خير يوي تاقي ابسي روتوريش ولامنش كخل خير يقش تاقي داس يهمش تان تسرش تاق خاخوش تسيدر تشيشنا تاقي حير لر Свободно, наперед, намово, обсерватория, шхалье, шуэ, пока, я, цой. عالم بو كله عالمي ويدو اشتوي ويدو أشتغل ويدو ويدو أشتغل حاجة يسكن этимология, происхождение слова. Но это дамду Раббил Аламин, Аламаш, Арбомата, миры. يصيروا نصون الدنيا عالم قليل والديل والشيشت dat is يصيروا تعموه دوزا موش نتاك بود يصيروا دوبوش دول دش مش ده صح ميروي مش ده بحالات ده ويجر حياة الله خيط نوصل لا أرقيش خير ده ويجر حياة والله название планет Масдук Марс Барс из Мейсер Меркурий Рош Нептуня Хай Ол Уранах Нарта Ол Плутоний Пати Сатурн Сатав Юпитер Иркапи. Пока известные ничего еще. Марсах Мейсер Ол Мисер Египет, египтян жбак цера полна своя мата. بركل ديريس خليلون دات информация обязательно чукуш истана даязеш истаау خيل شو دي كدر и وي كانتي استعبوا بيش خير كربوش دات تا سو تاع بوال بيش ووتسون ديلا تان تديل أتخيتسوني دات نو سون سينا أيسا دايازيش استعبا سوليل شولاري ديكي مخير در سون سينا خان عيرين يحكام خير بلا سمان دا شو لا أرخشت دايازيش يخلا كوسموسي وانا في الاويلو سحالة ولا لقا دين دا تشوها دوا ساتامشن فولتي از دقا حلا ولا حاشن وبشم ادم شو برزت هندوتي ادمش يمولوتي ساهم دكزا دغيرش اسمن اويليش سامو خدوتي الغيرسون دوا وشا شما ما ياتس الزاخيتي تيال Космос, богдат, Земля плоский, дуэн, купол, цаа космос, волновалась в космосе. Сказка, понимаешь? Альбурак, Мичанда, убийц. Альбурак, убийц. Купол, ты упереться и нюхьяна, когда я яйца, за сказку. البراق تاع خو خاص موضوع خو انا بوش دي صح Boş ver çünkü boş ver çarpı paketlerle bu sözün de çok boş ver. Çok atadmış öyle önemli çoğalar bize çendiriyorsun. Их ушлать модели делать. Поверьте, грелся, но. Öyle mi yazıyorsun? Tabii ki tam. С балдой придумать, молодцы. Да, да, молодцы. وندر ما هو التلسكوب حجمه
البراق ويوت حاج ناس غير اسمه ويسر استان ما أول غورغ دنيا دول غرور غورغ أول غورغ دو أول قلت غورغ هم حالات دويس أهون دل غورغ دنيا دو ألا ونوخش ما تعمدي غاس ما تع داس قيش ما تع ونوخش ما تع دو هون صار هم أنتي حالات ستيش إزدات просто так диан дуаш мадаци даци горг боштун хом дац гарур горг дуния هر اشتا چاوانش یش خینا ها اشتا تا گورگ دنیا باشتا چاوانش یش اشتا تاقي دنيا بتاع انت گورگ يول هم انتير حالات خير دوكوي دويتس كريس هو наверное نوحش گورگ алар окружность горг тақи может так появилось и горг дни волша наверное так появилось это Вару, ногч признать, я шмаду и гварду и баца признаться, доиз. Ногч признать, да муфтис, да и гварду баарез, сала межи ват, свойс. Альбош цедока признать. Гварду баа, кафе рубош, а правда искуца. Саля советский школ маякан цундел борцы. يد وابوش نا جنيشون صار نيس وات سبوت صار ساتا بس الدنيا غورك دوستان صار واحد بيوتش دوري جنيشون يوم Женщин буквы мадехти сиедерчи цундер. Ракашет я шевиза бухенч. جني نعم بوش صعبين بين. هما وقت ثم تدم بيشتغل سيدا سي وعمو بوش غورك دو دات بول حوش مويسو Борзый седерчи недели чухаешь. Иш по-разному воегониш, ишта набоки, ну, коса воег школиш, не своёшь вониш. Сунсенги не прямо не своёшь. Смотря как они заходят в атмосферу Земли, и что ищем. А Солнце и Луна движутся вокруг Земли. Некоторые из них говорят, что Солнце неподвижно, а Земля и Луна крутятся вокруг Солнца. Это неверно. Это Солнце крутится, как сказал Аллах, и Солнце плывет к своему становищу. Поэтому Солнце крутится над Землей, и его вращение занимает 1 день и 1 ночь. То есть за одни сутки оно делает полный оборот, из-за чего наступает день и ночь. Также у него есть годовые обороты. Это места восхода и места захода, из-за чего на Земле бывает 4 времени года – весна, лето, осень и зима. В зависимости от того, как Солнце крутится над Землей в течение года. Потому что у Солнца есть 180 точек восхода на 4 уровнях. Иди человеком, ладно, это баран борцом, ладулчен, а ты еще взгляд молит, а... Стеклянно, ба. Да, ладушек самое разные, а выжим, ладно, баран. لا لا ايش تم شيء عوض الوقت شيء أنا نابرت نه عوض الخيط Сейчас дичин, со секунду печь мы бати, ста, секунд мяцанцы. Олш ду كافر وحلاوة نقصد مصر ما جايتش تيشر واتسال إشتي كوسموس حلاوة دو شاي جايتا جايتا إيجورك دو دا تيشر وريتيش نامس Вати просто видение матер доцанет. У нее динули лишь плаву матер доксанези. Докса вернее. за أسفل نباس على القرآن يازن نباس يوري جاجارس ألود إم خداسس أنا هاك انت ماسكوات تو بوسو بدين يسا تو يغورغ دو على تحكم دون سير يغورغ دو دوي دويتو اخيتو Так ты червую. Варда, когда نسأل القرآن تعدو بهاي поехали على ديتا عملوا ديتا. san üç var teknik yazdığınız az YouTube çağırmıyorsun видео шер мои глаза очарованные ады болса диглагац долсон yok Алла болш дүйчтөр кызыл тамушна Магомеду Аллах дурак тырыч.
Глаза очаровать мусоров, он ведь первый человек в космосе. Любой Плоский твой лидер дубош. еще. Халавля, бех мубла. Плоский дубош. Халавля. Горги, цецвалати. Наоборот, и плоские генсят самсовалоты. Горги дуй хош. Еще до нашей эры хуштара земля горги дуй. Моллу хулилда вах эс yok majin. Ай хумади вах. Вожау хайчи багбал. Ала ля шатия мади ицбо. Санхи аш вожау. Еще в VI веке до нашей эры, что грек шел, что Земля круглая. Еще в VI веке знали. До нашей эры. Tamamdır. İnce Doğu Moskva, это Беларуси, это южно постоянно подъем школы на подъем вётся. И худути. Хавок шняца, мелан на спуск вётся, рейш хала яшна. Омалар relation. Це говорить дикют olan words. Возможно, я табу он. Маршал Душик Мусаги Борс, Вайца Лохчича и метки Сагина, где на подъем машина катится. Князь Маршалов, это, по-моему, оптическая иллюзия, Алхвитсон. Этого быть не может, это оптическая иллюзия. Какая оптическая иллюзия, Шунецканти? Что за халахсу и меткишка? Подъем, машина стоит. Наручник вроде как ставишь на парковку, он стоит, снимаешь, и катится она вверх. Врага, приборы, уровень, нет. Нет, Там на самом иллюзия, на самом деле. Это на самом деле спуск. Это на самом деле спуск по Вован. Это оптическая иллюзия, там целая статья есть научная на эту тему. Князь, Да, иллюзия. Геолокацию сбрось мне, я пойду это место тебе сниму и докажу, что такое неправда. Ой, а что здесь, Канти? Я 80-е годы. Геолокацию. Сбрось мне места. Перед, Инцес, конкретно я бы тебе визуально бы показал, остановился на этом месте от казино до Харачоя, от Ознаука, между ними. Я просто визуально сейчас помню. Я просто сейчас тебе это самое цехасу конкретно адрес. Что я 80-е годы где-то 89-й дыр, 8-й дыр, и где-то Бачертер, Алироер, там тоже, там-то не сильно еще подъем был такой, но все равно там, помню, какой-то мост мы проехали, около вышел за рулем, а я, не, вру, это где-то 82-й год или 3-й год это был. И Цу говорит, Нирсон, да, реметк. А тут где-то мы в 2009 году с казиной ехали, тоже это самое, остановились. Так, кармашки, выступ такой был, и решили просто маленько там полюбоваться пейзажем. И племянник говорит, Астафок с шагал, на подъем в гору мы ехали. Раз отпускает снимает с парковки, отпускает ручник, машина катится вверх. Да там мы не могли поверить. Вещи конторция, ваш так, бутылку достал, положил бутылку на землю, бутылка покатилась вверх. С форум Чукашинон, это называется гравитационный холм. Это объяснение Вилшон, почитай, в Википедии это есть. Бутылку надо было поперек поставить, посмотреть уровень. Какой Да, на уровень воды надо смотреть. Просто там таким образом вокруг горы размещены,
что тебе кажется, что ты на подъем наоборот едешь, а по факту Ибрям, и с водой, и без воды, пустую бутылку. Что только мы не делали. Мы были в шоке, просто не могли поверить в это. Мы что-то, какие только эксперименты там не проводили. Вот и грамотный человек, светский человек, такую ерунду верит. Ой, Он же какие верить, не верить? Я сейчас сам 2 раза был там, на 2 местах был. Князь, этому есть научное объяснение. Почитай, просто в гугле забей это, и ты увидишь, что это была просто иллюзия подъема. гуманитарий, халду, суммах, есть технари тут. Технари Генти, какая иллюзия? Вы это самое, были от Харчоя до Хочу казино? Форум Чилайома прям называется гравитационный холм. Это научное объяснение этому. Короче, читаю для вас. Гравитационный холм – оптическая иллюзия, когда из-за особенностей рельефа небольшой уклон выглядит как подъем. Явление известно как гипнотический холм, магнитный холм, гравитационная дорога и т.п. В таком месте кажется, будто предметы сами движутся в гору против сил гравитации. В велоспорте подобные дороги называют лживыми равнинами. Ну и так далее. Это дочитай следующий абзац. Это самое главное объяснение. Самый главный фактор создания иллюзии – это полное или частичное отсутствие видимости горизонта. Без горизонта суждение о наклонности поверхности становится весьма затруднительным. Объекты, которые обычно более или менее перпендикулярны Земле, например, деревья, могут на самом деле склоняться, компенсируя зрительный фактор. Иллюзия многим напоминает комнату Эймса, в которой мячи могут катиться против силы гравитации. Серпантин Юцега – это халюечек, изнанный. И иллюзия – это ошибается. Иллюзия еги. Такого нет. Раньше молодой отец является особым дома что. Мы тебе Тебя поверим. лемс. Князь, найди в Коране аят, суру. Мы тебе поверим. Нет, я все понимаю, Кенти, не такой дурак, как говорится, чтобы такие вещи тоже. Но когда под гора идет там минимум 30 градусов, подъем, и потом поднимаешься, потом спуск, потом... Это буквально недалеко, абсолютно недалеко от Харачоя. Буквально, я не знаю, минут, может, там 10-15 ехать от Харачоя. Целые ролики в ТикТоке есть на эту тему. Гинесуна. 30 градусов, князь, это очень большой угол, его не заметить невозможно. 30 градусов, машин цыган, социалурец, уголь, он 30 на самом деле. Санчо, это минимум 30 градусов. Я не стал перебарщивать, что там больше, но минимум 30 градусов угол. Как ты это проверил теперь? Давай по-научному поговорим. Как ты проверил? Транспортировал, да, с угломером проверял. Я не стал перебарщивать. О, хорошо, что ты не переборщил. Дивичtek, да, князь, это понятно, что это явление, которое действительно ты смотришь вокруг, и тебе так кажется. Но дело в том, что объяснение юктун, то есть гуанда, долемнеш, они так размещены, что тебе кажется, что это подъем, а по факту спуски. Ибраим, Охели на казино был? От Харачоя и дальше до казино. Какие горы? Был там или нет? К сожалению, эту сторону не попал. Ну вот ты бы вообще бы перестал бы что-то говорить, если бы там был. Не, я бы тоже бы так ощутил бы это иллюзию мою оптические, но объяснение.
100 раз. И знаю все. И не только там, в Чечне. Еще в Азербайджане видели, я тебе фокус это показывал мне. Это В объяснение есть. Андах, везде, где есть горы, это присутствует. Масави, там, где есть горы, там, где ты тупо горизонт не видишь в горах, то эффект лучше. Бахта. Новичка, серпантин, там не видно горизонт. Круги делаешь, поднимаешься в гору. Поэтому это... Он думал, это вверх идет. Вниз идет, наоборот. Sun atvērt svicā kardošanu. Oran дядуи. Oran И дядуи. вагама снимать, умдич, благодарите. В Армении тоже есть такие аномальные места. В Ютубе посмотрите. Может, это самое элементарно там набрать. Царорички Нильсон. После этого сон çok снится оши кожалых. Нет, соврал. Ташлахал, говори. В Армении есть ролик. Асбо я в Чечне видел в 2 местах эти вещи. Я уже давно, еще 80-е годы знаю такие места. Ну, посмотрите, поищите. В Армении там машина катится в гору, а набрать эти королевы. Engel sнимать, езжал, Ерсон. Гендер Не, снимать. духвиш момент, что интернет. И сега, Сундел, таким образом там расположено все, что ты думаешь, что это спуск, то есть подъем, на самом деле это спуск, ну или наоборот. Строительный шец, выется, мер голца, угломер, улгоется, амяц и вайли. Мы проверяли, там спуск идет, а не вверх. Если вы едете в гору, видите, что гора, и останавливаетесь, какие кажется, Oil DQ hakkınız. 3D накачанный, он что, или ремонтчный, а 3D. Тоже там, кажется, будет тоже. Kņēzis Aristomšā tieši runā par Cēsāru. Sotīšu Магомеду Богом, да, скажи? Цагинā sotīšu Аристомшу. Это нарушает все законы физики, отцом Мухишем. Тебе тогда легче будет поверить в Аль-Бурака, Аллаха, там, все остальное. Аль-Бурак, ну поищи в интернете, есть места нормальные такие, в многих местах мира, я так понимаю. Сунгина сейчас лет 10-15 назад интересоваться у нас нереально интересно. Ажеш, тауд халвошнята, Законы физики. халвошнята уклонешь, халвол, мальчо разгалбиес, чтобы халвошнята, ваху, халвочхалса, мальчо разгалбиес, бац, и гора, я любой место халвошна, халвол. Что-то написано в интернете, не всему надо верить, во-первых. Ой, если я 2 раза там присутствовал, какие интернет? Вот сказано, в 82 году интернета не было первый раз, когда это видел. Неужели вы не уверуете? Аллах, князь? Ну, Князь, мы цепляемся за этот мир, ориентируемся чисто глазами. Шибака, да, у тебя тут же теряется ориентир. Так, даешь слышал, я не знаю, где ситуация именно цахасу. Но у тебя глаза могут обманывать. Я сейчас могу тебе накидать несколько картинок, оптические иллюзии, вот всех своих рук.
то там бегают линии как будто. Или же два одинаковых предмета, ты скажешь, что один предмет большой, другой маленький, на самом деле одинаковый размер. Там разметка идет линий так, что тебе мозг обманывает. Наш мозг, он очень обманчивый. Верить вот всему, что видим, видят наши глаза, опасно. То есть, цундера, научное подкрепление, без любой уман. А это чудеса, это человек, конечно, хитрый, обман хитрый. Нас очень часто мозг обманывает. Наш мозг не самый лучший, так сказать, друг нам. Съездите, проверите, увидите сами, когда посмотрите, что будете говорить. И буду легче, бях целала. Верит, если князь такое говорит. Князь Аланцев, ничего святого у вас нет. Ни в Бога, ни в черта, ни в советскую власть ишма, бацба. Еще осталось добавить, вы что, пионерами-комсомольцами не были, что ли? Не, когда вот как раз 82-й год, когда я впервые в около швыр за рулем, когда он мне это показал, мешаю так садовством, да, чертер, али, роер, цигареркой, где-то мы какой-то мост проехали, помню так, смутно. Я еще в те времена плохо ориентировался, мятишка. И автофокус гетиш дал, как раз Оскара Выртельный же, шестерки, больше догадывался уже. Да, где-то шестерка у него была. И вот машина катилась в гору, а там как раз мост проезжаешь и вверх идет. Там-то ладно, не такие уже еще горы, а это в этом, Харачое там-то вообще высокие, когда на казино едешь. Там-то горы-то вообще высокие. А тут-то в этом-то месте, первом месте-то не такие горы даже. Дыгду, князь, хули твои, что как ты объяснил бы вот это явление так, с научной точки зрения? Ну, аномальных вещей в мире много, Цендел. Я вам Леха, может быть, объяснил. Любая аномалия Тесла в мире чувала, объяснима. босс, князь. Тесла чувала, мату, но разочаровать не надо. Да Тесла, или Леха. Леха, что, вы, ты как объяснил все это? Такое, Лёв не доберет до того степени. Ну, Леха геолог, он должен разбираться в этих вещах. Да, иллюзия, и он это все объяснено уже, много раз объяснено, в интернете есть, и Армения, ДГ, хотя ДГ я не видел, но в Армении я видел, это иллюзия есть. Тебе кажется, что ты вниз как бы идешь, а машина катится назад, типа наверх на гору. Это иллюзия есть. Вниз босса, уровень с собой взял бы, посмотрел бы, положил бы тебя, до метро уровень нет. На дорогу ровно положил, и видно было по нему там, что, алло, все. Не, Леха, Космалов, подъем в гору. И очень хороший подъем. И машина, и бутылка катятся вверх. Я понимаю, там... Уровень возьми, положи, узнаешь, вверх, вниз. Уровень тебе показывает. Где вверх. Уровень, дик ответ, лорду. Пейсар seviyorsun. Uğruna olurdu atvet. И сам хатлаш, вот и хал 90 года ярчка болнах духтай ца сказкш да ца и ойле ши ца тем бол и хум чохолет ярчка и гала и гимса и хум шалатан ну хиллеки и хум шасумша тиши и хум смухолет. Тумш цапетан сом борса. Умштис. Та угор ницкши годой кайкч годой и хум шбайсан ца кашур халха ищу
Да, жюри тавегха ищу боса степень шутсер им погородам хилете воно чучва. Ярчка чохол им. Хац, я тогда в городах не жил. Мы там 60-70-е годы. Юрта. Хеу. Но это интересный момент, интересной жизни. С друганом, пацанами были. Садеть, что должен, ишь тханеркали. Типа там, ну, на станции. И на 2 пути там, на втором пути эшелон проходил, поезд проходил. А на первом пути, а что у нас, мы сидим, свесим ноги, практически ноги на рельсах. И буквально просто и меня, и его какая-то сила хватает и вышвыривает оттуда. И буквально через там 2-3 секунды поезд по первому пути прошел. Мы-то думали, кто-то там старших, там какой-то мужик нас оттуда. А вас, Адюха. Вот до сих пор не могу понять, что это было. И что? Перрон, на перроне сидели. Станция на Войца, да, какие там перроны, Плитаер, прямо почти у рельсов. Ну, сколько там, меньше полуметра, наверное, до рельсов. Мы на этой плите сидели, знаешь, и ноги на рельсах. И это самое, влево уходящий поезд по второму пути смотрели, что-то там. А тут это самое, и слева же навстречу, ну, сюда, по первому пути поезд. Скорость пошел был? Поезд, скорость пошел был? Ну, конечно, обычная скорость поездов. Ну, вот. Когда фура идет, как вдувает машины, ты сам заметил? По машинам ходит. Тот поезд уже заканчивался, мы сидели там, что-то на эти вагоны смотрели, все, да. А тут слева мы не видели, не смотрели на этот проходящий поезд, где чекбол, шбари почти что. Ну, уже шел он, никакого там, он силой там отталкиваешь от того поезда. Не могло быть и речи. Если бы он там только бы пошел, я еще понимаю, а мы уже практически, он проходил поезд. Мы смотрели там что-то там, то ли считали вагоны, то ли что, не помню, там сидели. Тергетан, что он гул князь. Бельштадо, Шимолик, да, царь, матетнати. Ишь, обещаю, сказала, Князь, скорее всего, ищи поезд, да, улел, чехболш, они вихровываются, потоки, провицаются, ударная волна, косан наводит на шуши, ты баш поргер, не шляцешь. Вот такое. Нет, что самое интересное, как будто меня за шкварник кто-то взял, и другана тоже, цу иштбар, и как-то халят, так и да, ишта, не в лицо, не в этот самый нам, а сзади нас кто-то выдернул оттуда. Ответ, да, Сонсони, Малик, что на дом, да, цыга. Да. Поле, да, худугаешь. Вроде кажется, хава умается, это на самом деле это газ, на который, опираясь, летают даже самолеты. Ничего такого сверхъестественного нет. Это не пустота, это объем, заполненный газом. Вот так и пишут легенды, как рассказывают это. Вот так написали это Коран, это религию, все писали на этих сказках. Вот так, вот так. Да, и что необъяснимый Михайлович сразу, там ангелы, Аллах, и изложили на дырке. И что бахинах.
Женш. Один шунбол, штат дис булбеларх. Самолет, дадох, дюдек нексон, след, если сядет, он может упасть, этот самолет, потому что упа и него завихрениши, они меняют структуру этого газа, и самолет не может опереться на обычный поток газа, так сказать. Ну, хоть я объясню, что солнышко. Yok это dia дальше самолет и целаться тесонги и вы гаш. Самолет, надо, слушай, поезду гава, завихренишь, шулцига. Если следом будет лететь самолет, от завихрения что там уже перепады давления происходят, нету стандартной определенной давления газа, яцига. И самолету не на что опереться. Он может упасть даже. Потому что воздушный ям, если кто летал на самолете, там, будет шоу, или так, чудушка кем, вот где происходит перепад давления, Хава, на самом деле, он структурируется, он хава, щеки, вещество такое. Значит, гранат, их что уля, саг, хотя отцу лаз савина, осколок лаз савин, отцу ударная волна, и эта волна передается посредством вот этого газа. Сокос всегда вот метр, уж что бывает ударная волна убивает человека, он как твердый тело сам иногда принимает свойства ши. Третий интересный момент, видите, что А яйцо? в армиях у нас эти ночные вождения, танки, на полигоне, километров, догоняться, короче, далеко, часа 2 ехать. А ночные вождения у нас были. Я за рулем, как говорится. Короче, еду. И просто, капитан со мной, Сашка Марин был, ротный младший капитан. И что-то тут резко я поворачиваю рычаг левый налево, и и торможу. Он кричит, что ты делаешь, туда-сюда, вперед. Там же на время, на всякие эти. Так. Я как истукан, как говорится, стою, сижу, не могу даже ничего. А что случилось туда-сюда? Не знаю. Так что он глаза мои увидел, Бог, как он рассказывает. Ну, вышли с танка, и практически там уже где-то гусеницы около метра, больше полуметра висим над обрывом. Вообще просто не туда поехал, а там обрыв метров 5, наверное. Потом утром, когда приехали, я еще помог домой, вещи его, все то самое, чувачина. Он, короче, зашел там, разделся, Рита, жена его, Саша, что с тобой? А у него седина, чуб, прядь такой седины. Я бревенчак перевел. Вот какая-то сила остановила меня. Не знаю, вообще до сих пор не могу объяснить, почему я дернул налево и тормознул. Потому что ты налево дернул. Надо было направо. И направо тоже обрыв был. И что дальше? Сумзает, и ханер. А девушка машинка камуш ворса. Уазик, Керцинга, Цуан, Совет Айдогал Ханвиз. По сельской дороге за селом едем. Созаруль Хайнар, Уляхина, Уштах, да. Это аял, это айна 60 где-то лучше. شيء تعمل ويلي واج إذا هو صار لالن شو
и резко дорога уходит влево, и тут же стоят два бетонных блока, шлагбаум. Ну, шлагбаум хаилен, трактор шумшласович. И машина, ну, грейдерная дорога, гравиолш. Ни в какую вписаться до ильяцу. Иметь гича инца доглосом дейваш. Мохюк соцеяқан, шиквак аян, шикик кварт халец, уже цашан сяца. Отцу водитель волша, армя водитель говорит. А сона и момент инца доглосом, сон гуш луис. Но я вижу вот эту дырку, так сказать. Надо туда въехать, и уайлюкса. Абсолютно куирш ватсу, жимолдер халкардерис. Я залетаю в эту дырку, спокойно пролетаю, короче. Князь Амабог, да. Но я просто видел вот эту щель и понимал, что надо проскочить туда. Ситуация шла в жизни. Стресс. Когда стресс бывает, седина бывает. Мне тоже такое было. Переживаю стресс. Да, отец, где-то 55 должен. Первая седина появилась в Болгах. Они что-то разгружали эти даты, эти стекло в этих, как она, с машины, в общем, упаковка, шалки, инсан, маяцер, короче, что попало там из досок сколоченное, там стекло. И вот с машины это вот стекло упало, все эти стекла. Деталь раз он был, я там не был, не присутствовал, и он в деталях не рассказывал. И, короче, он эту женщину выгребал из-под этих стекол. И после этого сильно и реакция на стрессовую ситуацию. Князь, шадыш, кенти, телчу бяхна шабиш марш довольшу. Нинза каждый аго, мелел аго, да, кигу дахши масяцишца разные ситуации шхалхарю. Чина объяснение шхарю. Аго херю цикабух бош хума херду цига. Нинза уалиш этумана, тала. Цадиния духар, цадиния духар. Хох цадиния тиадол хума. настолько развитый, да, и тяхи, тахнзи, по дню, да, миллионами дней жду, квален, да, аншу, турненшу, киегю, так, хох днен халх квален ду и дненш. Да, и тул халх и квален хельш, другом виде. Разный вид, что да, молекул, что там атмосфера, что да, что малых мубой изучить там сабина, когда безер я будто сабина, да уж мел духую и планет и хома да мел ген дуй, علم دقتيجا دق علم دقتيجا تيب анхир дуй и хом штас уж расширяться дящукар, сужаться дящаться, в данный момент расширяться дящукар, космос, шайга, атмосфера. Так и этим юкаха веш куален цасид букар, цасид мабайер. Ох, цасид эти адувая, а уж и сидорчи миллионами ду. Так настолько развитый хрюй, а он дальше ويلا حلق قالن ما يوش لو يصير شيء تقو حلق قالن دقش نو علم ديس قوان تاقي وي علم هنسا وي وليش نها هما دعوي سا أدمي حيس بعوالي تاقي приходим к тому, что его ешел, ويلا на расширение, на развитие, ёква, инсан о бизнесе яшуа так, хай бизнес развитие целяо. Так и ишь развиться да диеш, дукве, дуй расширяться да яшуар космос, так цинцани расширяться да диеш, дукве, дуй, так ишь ца баханцани колен дуя, дала, ишь так, что мы могли расширяться, развиваться, тяхки, уман. Так ишь ты
ويل حلق كلن يول بلانيت دات إشت شيء رزوات صديش دايلون خريوكش دات ملجينيون خريوش توي واج حش تقوي إشت دالا إشت تناو كلن خردوك إشت شتو مي توجي رزواليس إشت رزويت صدا هما تحقي سو هو الغير شوال слишком суном далекий он дует бакал диш да сон что гена дует лам ларсун что уайле сумана тахкиса тахкир уайле цахиетсу инзой ючук объект карин ной корабль дубош это именно ной корабль цахильчица объект هنزي هيتس دي سيرويز ده صح استقلين تحكي وش ويش تيرش ويز ده سيدرشي بلانيتشي تيرش وش مدوي ويش نوشي تعيش تعوي ويش س объект خل سميجش تاع لابراتورني объект خل تطلعش تاع ديجينش خل تطلع обязательно تاع نوع بيماري إيش تاع درع اللي كرابل. Может же быть такие объекты у нас, которые мы вообще не знаем, являются и разные, и цивилизации, что хирмаяться, не стану عاديان دولدشنش تولني не бог, что ли дешниш, да, что нам ходил душа, да, и версия дия, и каждый планете церь шукой, Марсия церь вой ночи матам, так иш хитсаюк дола, да, сваниш, так иш خليتي شوي سبتة شوالцар أبتة شوالцар и همش وياه وش развитый на خليتي да, что видишь объект خليتي старинные, которые сегодня не могут разгадать ученые. Может быть такое, в горах у нас находятся всякие там разные. Так, ну, факт, там вещь, Ождал гуман, тя дүйштал гуман, тя цирш разные. Я ювая мелдал гуман, тя цирш мичера хайвер. Я цервани за ца развитый цахляри. Он юрери цирш вряд ли. Вахарко. Когда малых бог, звезда олтунох, термоядерный синтезируется объекты. Вот малых она гонда аиш инсар из дня олшлуква из планета олша это солнечная система. Харсан солнечная система шолша вайнгонда уллера съедагу суте 4 световых года валвис. Кейман световой год был, куда он начал со скоростью света, дата свеча, дешера раурой ближайшего съеда уллера. Харвай малых сандал съедерчи дах кеги съедерчи ду еще от 100 до 400 миллиардов съеда больше е от галактики войны Млечный путь толш. И Млечный путь расстояние миллиона в диаметре практически 100 тысяч световых лет. Со скоростью света, это космический корабль. Тебе надо будет 100 тысяч лет. 100 тысяч световых лет тебе надо. Так новые шло. Мелек объекты, Млечный путь шел галактик. Та и санел галактик, что تانجدي نحو جيمس ويبي تاع قيصاتيوق تلسكوب شو جيستنا أربيتشكا تير بارو غوتش مليارد إسا يقي أبيك شو إت جالاكتيك شوش تير تاع تشوتيوش دقيوش يقرتيلوش أتصور دوق دور عالم ويقون دعدو وي خويو الخيط هون أتصور دوق عالم يقعد أنا تعجيم الدنيا تاع عيش دو أدم خويو الخيط هون صح هيت قوالن هم صغر بير صغر هيت قوالن بير دوي развиться да тиш ну-ка и са бер дош сан хиет сон арвой планетяци
он должен дальше развиваться, да, тухани суна, амабахары миллиарды, да, хани суна, да, ну, развиваться да дишь, ну, кое-то системе, и хадат дин только вот зародышевое, зародышевое, так, Адамана хадис, мы только зародыши, и мы должны расширяться, как расширяется дальше все, и мы должны дакихил дискуй, مو يستاهل هو سيستم يقعموده انه ادمش يقعموده مثلا قلت له صادق عط على اقسام ديش بخت لا تان هندش صادق بيزت ويتسن يقيسم там не надо там лишний думать там так далее прочее дишь первый класс второй класс его не обязательно تعيش الخير خدا صادق هذا بيزت ويتسن الله هري الله هري الله الشيء صادق عشان لوزا لوش عطي شغل داتسا يشتخيت سوني عوني نسترается расширяться инза войношче шукамунис или там это dat door geen te door het we deze hadel door edition is dat sinds idoas hund doe je herdoas hund doe je osna hund eli her hund eli развитие и развиваться динацер а у вас раз я на сегодняшний день мы после 94 года мы как присели на этот день и мы обратно на 300 лет ушли. А мы должны были наоборот еще на 600-700 лет вперед пойти. Так, еще развиваться, да, бац, уже, и дайрит, бац, система. الخدمة يزر ده قلنا دلو سوشا قلنا دل هما شو دلوش دو شو نحقق دلشة ديش ليل ديش أردوليش تحقيش شين شو يقر هما تأوش شو دو يقيد عدد يشتك شاشون شادق مدلشون شو دو قيد ديش قيد عديش ليل ديش توم تباخشين تام الله مش دي أشمار خابية حين مرخة قاب عين لا مزدي حين دو حديش دواي حيكش خور دوش دواي да цуну вода вышты дал виш мадать юмш дать настолько дать что тупи знаю как развиться дешьяцкар систем тахсун что ищет суни захит дин берду и тоже не хочет дальше идти, кутур садики аляксон. Мажа ютини все равно садики аляксон, да, свока лейхан верлейза, да, все равно садики рарва саляксон. Сун ишклохи. خاصة قواتية مجال детский садик. إيش دم دو نيس بوها ده لقوا أول خاص ديتها. Магазины в Ахаргу с учетом того, что 90% населения планеты Земля с удовольствием Мажьялшина и садика Айрбарг. Это садик Ирарца был никак расширение ареала Земли, развитие. И что сравнение сравнение считать садика, малый садика, что такое до сих пор. Вроде бы уже в первый класс надо идти. Даже это не можем сделать, не говоря уже последующие. И что интересно, досму цари карин и объект из нахуя мари и дуйбош обсерваториш халлер хилити вайшишца объект шютишуш не исследованный не это он дальше его это вовсе это вайдишниш да сидерчи он дали малхун дали турнение شادل ديش نشتات سوى صنخين حدول ديش نش مدو شيتشو دول ديش نش مداتش تاقيش ديش نش دات
просто так يقولوا да ist обследовать деш ist лабораториш ist خليتي ist حل يخيل تخلش وين ديش نشتان قوشر مداسر وين خور مداسر is da خلا الخيتسوني da اتسومانте غيرش بات قوش да не копаются это лямнишка ist الدنيا горг дуй خارية خارية دقو развитие нах хила алхиц сун ларх суни нах развитие хила хал хилли جولا لار هندلار سونا تاخيسي بوكر بسون هما تاع ايس بيوش بمات بات يدشنش دات تشينسان سرمني تولوش دات ستيغل هوند اللي آن هوند اللي تورنين هوند اللي لام هوند اللي إسلام هوند اللي تاقشتا إدش نشتوي أتارا تبقى بطالك ويتران حل إسناخ شي معنش دو شي بوخ بوش مرخ هوند اللي دو هوند اللي تيلخشت هوند اللي دقوي دشنش مدوي ده تاقي أبسلي دودين صناغو ناخ كلن مدويشي معنش دوش كلن دشنش مدويش تاقي أبسلي دوديش هوند كلن دوية هوند خيل دوية تاقي حلر إناخ يدشنش قوش خينا شي развитый был شي تاع لابوراتوري شي تاع انستيتوت شوش خيل خربو الخيصون الشيخينا شيخينا دا إيش دويتي أولي دات إيش تا استوال إيش تا تحقي لارق أدني سلام دات إيش تا شو لارق لاردوق يوم دات إيش تا تحقي لاري تا لوبا بريستو خريق إسكريسو واخر يعيد объекте и оркшекот сквай начинается говорил из просто нахм да издеваться да фривошим что аудался гуалвали марахту не будет шляпа наус я шабал ларт авигалат эрмош что цик учёныш барен учёныш адавин ورسا ور هايبر نوختي مجواشين سا чуал чуга кам чуакиги إيش سرازو قال راح رواتشا بوش قرني بيقوش قوش مو قير والبيع أصلا تترستاني والد سعوتشوني هر ученый яц هر мученый юбош что ну цабеешь да тебя обнил что подтвердить не может что это дерево окаменелое бош полгуш да уж о занхен сега вортхил донные отложения еще под прессом воды еще плич встаю еще заханье еще дни ленш халдуш царь кегуаш что ну цахил прямой кагло и тут скипер за объекте просто лемно, что бывшее дно морское. Так, хуаволос. Мот, адам колуш, за мозговую структуру шкуш. Церг хаж, ор сега, ши мот кыуш, ор группши. Тагана вая, ночи от лемшка, кына схадош, вая, вайсан штеч мечка нахбун. Нам посчастливилось, многим народам не посчастливилось вахарку. Дукку нах, дукку адам одинентир, ларьоч, дайна. Тахан вай хиллер докки беш, адиш, твой муат полши, ста цецва, ста цига. Муатта ора, колман шиши метнаш, ста развиваться беш. Цан хрен, цан муат. Хиллер, мек цехла, мек, ста хумш, цига, тилдиш, хумш, цига, бабутич. Цецвил, цевишон, лам вахарху. Нормально дома шадек. مو إذا تسات بيلا مثلا إشت نورمال بروسيسية خاصة نستغنى وين حقيقة دلهم دوي إسا بيتكش تا حقيقة دوش خلش سن تا развитый تسخلش سن إشتا преподнести дештура с его повторяется до с 90-х годов ногчи доша вещь бух больше вещь ногчи рылх шли ваш ногчи адач цани хадош дуй буквально за 25 лет нас югния обривает на 300 лет вахкой сиквой
и он я давай такой, обратно давай такой, развиваться дальше, да, схой, да. Видишь, он сам, так, чохал, хиты, но до таштела, вой хеклдош, нах хилмахл, сялна, ишца, царь воквалар, так, ишца, научный, нахли, цартан, лер, хундуиз, ца, кани юч, дуй, مو это дартие шартан вайн дауаттелхум кани яцохан на обратный процесс. А буквально за 25-30 лет нас вообще на 300 лет дать и обратный красивой дать международный халха, да, научный, так, инстановый космонавт шбат свой, физик шбат свой, академик шбат свой, никого, ничего у нас нету, так и развитие, и хил модезер, да, развиваться дальше, хиллар духаси дүйштек, да, тишта, طلع ارقدات صادق عادات ناني قي مجواشين دات عاص نشي صادق عليه طلع первый класс, второй класс, дат, там еще высшее образование есть. Значит, ларк, сагейн, он цагарах, он цагарах, дюшеш, Bonjour. нахбу, дюш профессор, бу академик, бу дающий процесс. Просто он цагой, он цаха, таваныш цагардек, да, цунальча, спортсмен, бу таван халбах. Хан ойлен и профессор, цацер кайк маш да моду, да, вога мауза, нормально вообще процесс. Общий халат, общей системе, халат, да, с мировом уровне, да, своей нации, юкой, ночи нации, да, так и нации цаны до связаны, войнука дербу, только энти бутан пэч бу, там я здоровой бывой физики, шнах бывой бизнесмен, бывой развитый боштац, любое производство, идешь наха, будешь бот, баться баз, жбу, ну, общество, халяч, мировом обществе, да, чеченское общество, как быдло нас преподносят везде, и мы не можем, не развиваем. Почему? Государства у нас нету, у нас своего, где, чтобы запустить спутника, нету, чтобы работал вот этот процесс, там машиностроение, там другое строение, компьютерную, там технологию развить. Нету у нас ничего этого нету, так как у нас и государства нет. Так это иштайсах классина буэ дербу со вока воэс больше да, ну халяца ажал со государстве это чеченское государство, вот она является, я представитель этого государства, да, мировое общество, алла дауана, да, ца лаборатория хаилен, я бизнес хаилен, я физики тях, я химии тях, китайч гайтерцу, я маскин гейтер аверзел вока ажал спутник цундельон иштхелиш цундел хелишион иштел дас ши государство техватин аравела доказывает да еще саватху бамбуешь бахалдич я и бог дарсан академик шбац как минимум ца академик ухват хазнесан он Один за 10 боя. Из-за оба. Целый по-класс я образование, академик ухват, я не называется, Академик, художник, спортсмен, шайол, вид шац вот этого, гуманитарных наук. Можешь самому давайте. Два в одном. Заранее извиняться и еще. Oğlum geç diyorlar, soğuk geç diyorlar. Европа, высшего чего, диш, беж, как раз таки физик шпон, историк шпон, химик шпон, сон больше сын. Бон шпон, вы беж, ирк. Вы шайол генофонд, Европа, айом, вы ногчичер. В большинстве своем. Дармукла, ишца, весь государство, с государством, дать, арабы, дать царь, шей, хажил бог, дать, масяна представлять
Цадидуцер. В данный момент шашлир, шполметя, да, гражданство, шхрицер, хидек, редуцер. От их выступать деша, да, развиться, да, ищется, сум хасхит, охкуется, все равно истанова ихвальное государство, яйца от их лица Германия, ашвала Франция, ашвала там Америки, ашвала от них лица он может выступать, что да, скан айнен войн, шнах вастихер, виш войн, вешхум, нисдельчут, я да, войн техут, турбуша, и цадуешь ватцы, хасуни, да, хазахицуни. Ларбо дарсами, да, и хум дозам суни, да, что ларсуни, что государство, još воедаци, что укаци, что наравне дош, да, с любой Америки, ла Англии, ла Франции, ла Германии, ла наравне дош, да, вещь развитый на духа, это вещь молодежь, уматяхку, что вещь конституции, кридек демократический, и цанит сахрички, продать, цан дадози, это, цан наравне помялдеш, да, со стороны дождаться, беженство, да, всегда гражданство получить, да, он такой баги, целая архса, от нашего государства хлитла архи, он цундел дица раз, цауша мацаса. Лёг, Степан Бандера, мечаву гушмамаци. Новый Ник Кюцелинц. Honečenik. Он дыгамца йод, тигром дыртига, по-моему, если не ошибаюсь. Солнце раздукало, мы уже почти неделя. Версия съеда вори, на мерза шоу да вора. Что-то такое, да. Все равно голос его не перепутаешь ни с кем. Хэшем, или я захожу, когда его нет. Tayu arvel vol iz yoxchuven ta shinqadin dwash chwa Stepan boshik bohbetita yoxta pali wodawen wadyosh ashushan barso Степан! Shen sagat do chumatsu Хаздел гордушек мабич. или наговорился на неделю вперед, ушел сюда. Вряд ли. Вряд ли он наговорится. Алекс вышел. Ему дай только эфир. Микрофон, санги почта рел шумас. Сацун как хач, да. И бокаса. Лёха постоянно отключат двори. Все равно сидел, ждал. Любой тема, экспертное мнение, лучше. А Вахархов говорит, что у нас академиков нет, да? Князь, ты первомайская черешня была, хрел шию кушер, ждешь ее. Я эльчибай соцен, я сахером сондык. А я сколько лет цундяцакуешь, цунок первомайский, он дол бож. Столько лет прожил. Просто она рано вырастает. 1 мая, думаешь, вырастает? Первомайская, что есть та? Не, в мае уже она просто растет. Мая Она бывает первая. просто. Она первая майская, просто 1 мая, в последних числах мая созревает, цундел. 1 майская, 1 майская, ну кое. А я думал, садо, что мы 1 майской думаю, читать. Я и думал, когда сестра сказала, вот 1 майская созрела. Ё-моё, и халал. Это как Боярский пел красавицам и куку. Я думал всю жизнь, что за куку? Какая-то это кубку, Allah из... Но говоря, а шансон шли, это руктиват, суори, это известно, это верснамол, Шутинский. То лучше еще это днем про портного этого еврея.
жил один еврей босса. Там есть он, вот этот момент, жил один еврей. Я почему-то всегда слышал, это жил один. Одно слово что слушал это. Думал, имя такое, жил один. А там просто жил один еврей, да. Я думаю, жил один еврей. Имя его было такое, жил один. Жалауди. Да, жил один. Да, жуктис, а чё, разносторонне развитый колмом, интересно, нахуй, на самом деле еще. Таджики больше давно уже, еще в начале 90-х, системы. И Церцовсон. У них уже чуть не там в классе 7, там в 6, 7, 8 классе уже знают, кем будет, где будет, в каком регионе, в какой стране, какую должность уже будет занимать. Нет, изом до теории заговора раичи где-то. Какой знает? Куда они знают, что они знают. Просто люди добиваются своего успеха, помогают, друг другу помогают. Ориентируется. Причем заговор, елки-палки. Да, я там семейный заговор, это я не о том говорю. Просто как они детей воспитывают, учат, готовят. Получится, не получится, но 80-90% получается. Все равно ни у кого нет такого. Они уже с детства, детей уже кем будет, они уже хаус изучают, что это самое, в каком направлении ребенок может развиться, что может, что не может. Видишь, Бог царь берешь. Ну, это понятно, на какой должности будут по конспирологии. Планирование, а не планы Вот, ставить. это другое, да. Да, и духи, они вот просто... Не, ставят план, и они знают Бог. Это уже совокюсь. Я со всем уважением к князю, но совков умношуется и антиеврейский совок шахрудом. Это уже из этого. Да причем По-хорошему, все евреи. Если с крана нету, если в кране нет воды, значит выпили жиды. Это русский нарратив. Да при чем здесь это? Мы не на эту тему и прям вообще. Они воспитание, как воспитывают то, что ни у кого нет. А что нам, другим, мешает это сделать? Я, говоришь, вы ушли куда-то не туда. Кенти. Жимста гусо, да, что нормально лилку, что гусо, что цаха, да, что уксо, так ала уксо. И что санауч, швола, садер, швола, что навогер, швола, что خلاص والقى ما ولا وعوق داس ما ولا تيجي يا مديلا من عندنا قول داس دو دوسو داس يو تاقي اشتغل ولا دعوة دي داس غقصة ولا حو غقصة تاق أس بيخري بو تاق صوت حسن لانا قول بس حسن ناس أول إيش داس تلو حتى عويزة ما ولا عرو إيتا مو إردي هم داس إيش as daalar tainani alar sta abersa beakhsuna sakhir dersuna bigger doors do dosh that is it's asmisal yosh khilmadidi it's abukh khilmabidi suma das da khinza يدوش دلا حادات جد كي شيء اشتا قان هرخير دوية لم خير خير دوي بوش دات بقر دوش ما دوي هم ينز ويتان مو دوي تسو вещь государства мой
بقر دوش مدوعة داتي بقر دوش شيء صنع دويش مداتي атмосфере отдалась она до мадуис да присутствует тешь мадуис да и богар дош то хомо чу ца последствия еш мою суманте ха да ши ца ва кулш мою так и мела и богар дош то хом янц жит киша ишта идицер алер и далаха да ца لا شدوتان إذا تار سون لا خنز دات يسيخ سون دل ديتا سيجذر لا يسوخلا почему-то есть у меня уверенность, да, если диз мелдицу дать нислу дуэл дать, так из да инзок кадеш раха я вижу, да, что хажа мелла хислуш ду хажа веш нохши хуман те двош бу на хислуш бу и цадицер алер хабгар дошло дуаш дать просто так дош дать бу да сами да и что ديتر تر خدوق ينز وشكولة ها ينزا جموسو وجا ويهان طان حجري دغيتي وحجري حا وين يدل بيتيش دو وين إذا يدل يحق لا تدعوش دو وين هينز وابين أنتي ترورسون والتقوى ويكون ديش داس وتيشر ما داس نعود أشوعة وجخيهم ما دويك ديسنا وان إيش ما داس وديش ديك تحسن دحل دور ما دوي يشاهدك حبقر دوش ديك влиять и системе из так это чекана дик хрюк из да так жидкишна шей моет шей халоншкин хидеген да так и здесь еще что как выжить как происходит процесс да и делать тишер моду мо не слушаю да Elçin tetövüş olmaz. Жить планирование долгий юцер. К 40 годам, к 50 годам, цереше планирование. К этим годам они становятся профессионалами, даже уже нормально укладывают цель. Вы цахил долгий планирование. Вы гадаем у нас на завтра максимум планирования было, и то в наших руках это не было. Цера на 10 лет, на 20 лет вперед. Человек профессия, я специалист, а потом уже нормально. У нас этого не было. Хан Яцер, у нас появилась эта возможность. Европа Болчера, Цах Болчера, уже есть возможность планировать долгую. Так и был Цахулец. Когда у тебя короткое планирование на сегодня, максимум на завтра, день целую, دويدوق ديخش تخلودان تمش يوضوق وحشان سينتر داجين مدور أجدي شيء وديني ده كان بغن عايسة بغن بو يختار مش كحولش ناش بو يتام они могут спокойно планировать долгую и разница. Так что выходит из да, Куэлин Дуквой, что мы тоже можем создавать, дешься, уэльнишься, мы тоже создаем какой-то процесс, коммунистический строй муир создавать. Ешь мэри мышление, уэльнишься, ери коммунистический строй, там пионеры. Пропаганда была. Да. Ну и уэльнишься, дешнишься, да, мы пионеры, мы коммунисты, мы там партийцы, там хабыгар душ, мы да, мышление, мы даешь целый систематис, юдер. И хава юка леч мы стоп да синса тан бусуб дуя шавал ночи да все аль сунна дуя селан мадацер вой дацери инза кадиров селан шейт не что бош боиш мори тан шаму шавик му аль сунна му уй и лилу что хума да is багадор что хума дюч что хума То есть мы сами создаем Албаарасан, да, что мы сами создаем это все. И пустословие ерхам олкнис, свег олкни, да, аху государство есть. А да, да, на властица беш, геганишься беш, там, да, аху государство. Но все равно ич вусо да, и я чувствую, да, и хири كان عن تانس الله كان خير
ханцала, аллам хирюз, мацхла хирюз, да. Я ее создаю, свои мышления, цаны, да, свои дисер, цаны, да, создавать я шусой, да, созидать я шусо. Я не войну там, не это, созидаю. И созидание я из-за чакерию дала, латваш так, и багардоштег, валилоштег, и савуом далаха, так уже отрицательным аводует, так дикума положительный аводует, тебя и дал хвален кой, чтобы мы могли расширяться и созидать, производить там дадо ди штукой вещь создавать, яш и хум дуинц, алерц, дицерц, лилуа что хумиц, инц один мудумой пропихнуть не дац, сундер волос и дац, один настолько пропихнуть не на лет 300 вахва секвация, дац, развиваться дяш манац, расширяться дяш манац, вот кверчу, и молодежи, чу и она лушто вопрос настолько дебильный, настолько глупый, душа в 21 веке и вопрос школу шхельчи, аллилуйя, нам еще далеко идти, до сих пор в бородах с тросточкой сидим в садике. Это страшно. Его бахас. Кегина швост бу, дюшуш бу, профессор шболуш бу. Ишон гуш бат, ишон цигар, иш бац бу, мадац олца. Кино яйца, суслика видишь, нет, не вижу, а он есть бог, да, речь. Цуцуки подумается, он цагич, бац бу, бац, болуш бу, самого яйца ему в свое время. Вайшен гемегез, вайберш на цебершен гемегез. Это эволюционный процесс, да, чего ам мировой регион дел духанец. Ши процесс, чего ханец охмадиш. Ама бош, цандина, хульшма. Почав юэл, цахайха дина, тана иш сабайючи ситуатыш. Ürün sahan diye çaşadık danislığı doğa, dukkat ısrıfizi doğa. Huni suni цагır ve bir şant ehvan demek şmadıyız. Да, المقلادات شو تيش ده خاخس وتصو شو واتس ده خاخس إذا مو إردويز إشتا يقش الخان عادات سرطان ديبليزما يوش دات إشتا مل progress نيدوش دات إشتا حولير شو سولير شو متى دات إشتا يحكم بوش تان ليل آخر مل جز خاني لا هو دنيا شو يقش دات إشتا достойно, благородно. Берж, это аналогику задач к эти разрешать. Логическое мышление оберен кверчах установкой и амдой, то массу ума через эту призму пропускает, то логически уэляешь. Так такого человека тяжело обмануть, обвести вокруг пальца, манипулировать его сознанием. Поэтому киги больше да задачки на логику. Это он решает эти. В апреле Хирюш молодежи съездил Нитя. Сега нету такого, да, там вероисповедания, кредик, да, съездил Хирик. Цар шеша хадич дуиза, мудаши, ой, дуизл буцуюка. Культурно-просветительский программа «Шеш» с молодежью создать атмосферяции. Так, оттуда дальше пойдет Шайгош, Питер Тер, Воши Дицер, Тер Херюцер, программа Херюцер, еще институт, будешь, да, развитый будешь, бахри будешь. В каком смысле бахри будешь, институт, была, да, уже бахри будешь. Так, их муж дольше царь или лорду цена шей бухбуя хацан, шей хумдуя хацан, шей культурный хумдуя хацан, еще батцигадат и
تشلمش وخي مجلس وكشينية يغميرش يومش دات это уже для них это уже старье. Они давно отошли в мировой масштабе аж молодежи дат. И тяга истхауса хауш. Церкви доходиду, они журналистов там потянут, другое там. Мы им поддержку каким-то образом дадим, да, чтобы они дальше пошли. То есть, да, духар, да, тишь, хасхир душуна, дикхир душуна, да, тишь, цундела аларасан, да, тишь, цахуша, вацерса, и молодежи, да, чо, хазахит, вока, самада, да, дешанца, ба. Нела وقع شيء نخشي هم ديزا ديشتات شيء قومخ دوغل شعر يلا نو بعضو دات هقار مباخر دات بدوينش شليل شبات وش سيفليزومر نبو أكورات نبو ليل خوش بو إنا دات تانيوك تامو إردويزا تالير خانشو إيش نشخر بو چامبوش دق أربولش خير بو أجنش خير بو خبيش خير بو دير داس но тем не менее светский жизнь حوشلا داس خور دختن شينوك ويفيت بأتخر دوسانا قدر دو главное شيء نختي съезда дас это не цяуш хич буш цяхцер хас программа ирю хаш движение ирю штахсих сигош пятлур буш ца خيرداستي إشتا جولار إشت خلار إشتا وينوخشي إشتا ساملا цивилизованная бош развитый бош тац шей культура юцер шей бух бош наха буйша да мировое общество халха إشتا гайта ларх جولار زويلي بكتشيرا تخن بايج كيجين شالبولك بيز شش يحيك بيز نقا كيجيشاك دبل بيز بكتشير خن إيش كيجي بولشين سر دليلي ناس ويقول منو عبيرني بكتشير نقا صلوت كيجيشاك يوغ إيزور شو شيء شيء دليل ستالينو إردوكو دليل تيجي هو إيدو صحيح كيجي مش دخيت بيز مش حالبولك بيز سخن كقراتش دايل يزوز داخل أرشيش دايل يسيرك تا وينوخشي عيدل تاني حلدين خلا دويزا داتي مشليني بوش تلقي حيق القاشر بوش تلهم داتيز بير دات ملغ بير نيمي значение حبيري بير دلا اتبقي شارع قيتنا دويزا تان تاجر حيات أسا دويزا دات اس بيرنا обязательно وقوي خايد يشتات عشان نيسر وصن داخوتي عشان ناقوس توال داخوتي عشان حينيسر قضية اس بيرا يمال حيق لي خلقايان يمال راسي تي خلقايان ويديش اشتقي واش دري بيرش دا سار اش ليشني راس دات شاوق و موديل بوش دات يومش دات شنيسر وفيز اس بيرا دات تي دوق دا ديزي بير دويس هم عيا من حيقل دوشتو حاجة انت любой بير دات из تنسانا يسويستوش ما سار اوس يقداس علي لي ولي يشهدوا البير عديش ما هويش ما هو الوشدات السعر ثاني نروني قمال دو السعر ثاني دات حاجة حوخن من إذا هما تأخذ شوشون إيكان طب إذا نيجي وس بحاجة إذا رازمي تيبو دا تنديل دوني حول عشت بار бош, да, ты что, наравне, а камел дои, он сразу становится человеком. Его и дюзел إيش قيني ديوزل إيش отношения я чур бейрштам да, могла. Хилла ютундел, да, стана, да, соцер другого, еша подругого, шавек бухсоцер. بالسيبا أسا إيش чур бейрш أسا قينا كيجي بولشان دوين ووقو يعني هيوق يوم بوش وجين بير دات هاي ويل يوم عن بيل ويل يوغري لسه خيت شو سا
إيش ده شتيجي حلقين بولشان بين مدى عيد وذات بس وين إذا ويك أنت حجري سجري وين ويش ديال مدات وين ويديش كويتنا إذا وين كولتوري ثاني وين حدي أنا مدوي هم دات إز داخل إنستان إيش دينا ها نروني الشتاء بيش شو حتى يخي خوش ناقص وع دات سند لعم بحر دات بقى شيء داخيس ديزي ثان ناقص تخل بيس تأخي تتص بيس ساعات أخوة تتص بيس هدوزل بوتو قانت أخوة تشتغوات حو يوخي داخوات إن حين يوخي خيت بيزا هدوزل الله دات ثاني يوخي خوات بيزا قان عيرن إيش بقى ما هن عيسى توتي باشخير حتصير ناقص تخل بيش شو يوخي خوات دات هاجل هون خيتي إيش خيت نيس دباغي باه شو разговор да со абухчун ти авон сонте хуятина навас тон хун нис خيش дала إن دل حلقة نيس دو الخيت يون خيت نهن حلقة يعيش خطروات الخيت يون خيت شو قمل دات son полный период дат حياق حي بيرق دات دخيس بيرق دات سون نواس تون элчан дорш дат ساعات رجدي ما ياتيجا داتشينجا уверенно скряцинга es дюзелочинга es نواس تيا يجين بيردلا هاي نيس خيش دول هما تي حوشق سوالا تخبون البالبوش دات اي ابسني تاخوي ديشكر حدين هم داتيس حيوغر سيوغر ما داتيس وين تناو خيش ما دويهم وسبتاني وي كولتوري حدين هم شو ما دويش داتيش طبعا ويشينجر ما داتي همش حدين همش دوي تانجر حياة إذا حياة تون ترجلو ينوي ألسم ترجلو ينوي ألسم حياة القيح شوي ثم انتحى يتاق يحكم خلوانا ثم انتحى دقي ديش دوي بيش حالات ليلي وشما داس خويش حدين وين جيتن همش دوكش تاق شادل هما نروني دوش إنز أش الله أس الله رازني سياتي أسم الله يقطر دات سيجي الله قيس باقي شردات حيكشر جواب تلدي شوي حو أس هو قيس بيش دات حو حيكشر جواب تلدي شوي سوات حكشر جواب تلدوش سعون نيكتو وول دات خدال قولنا هو عمرش هو برتو بس ده الحلقة نيس وليلواش ولا اتس ناغن حلقة او كاش بيحكي واتس جامبو حكش دوني تيبوش اتويتشات داس حت احلو نو ايش دعور دوش دوني هم داس تي دوجين اتويتشات زسوي ديسوي اتحم باغري اتحم اليري اتحم نا يازين دري بوخش دك داس تعوجي ادم داس اتحم باغر بحو حي كل نوع دالش داس ايش دال كل حقيش حي ولا خليس ولا نيسيو ياتخا ديزون глубокий هم مش مدرسة سيجاديشتش سويكش بس Nis boaša deg vahrunu. I возрастной ценз юqir полностью даях язык бо коцун сурезовать субординация хельез. Дуатта хельез о подруга хельез но нисер хо хельцавез. Ой азлу юqил так. Авторитет окчун хельез в любом случае. Потому что у него жизненный опыт больше в любом случае. А мелчо имерук хай нисер хо вича хайул опыт ятцин. تيجا سون موجو خاهم اتسا 13 داتس فين я знаю что сайнцаха аредису дас расиза дас везде дас шашлиш ловча инсабеш они ставят авторитет своего отца что юкметик латир мадей из дас царь сюгим цаоли эри дас но они ставят они видят شاين إشتا مرشة دوشة ليشني دوجيني حوغر أفتريتات حقيقة خدو سيريز داس حوغر حقيقة متغلرية خاتسانيز داس حوغر حقيقة دوسالي تاق شاين حوغر دوي خاتساني هون داس أنا ويرين чувствует в этой сфере дас и так إشتا شيء سميتي على то визбог дуй хай дас и хун дуй из конечно виз обязательно просто цуни хай дизи إنزا سونا بقي شرمون خايتري هم داتس حجل أوري دات علول خوش واتلش يرتاح ناس واتلش يهون واتل خايون
تسندلي واتلان كان عرين ما واتل يطلع وكات مدال يطلع إذا أبسنيني خل إتسومان تسرازو خيت سوا تقوات إز تون أبسنيت داشتويز تندل خل شدونيز إقان عرين خلاح داس عن يحكم خربات عن بوش تاق on остерегается мела философски подход юкеца еешек да ца юэл хит сони хундаш сун гинага иштер сун объясня деш хена ахмадия лабо что чих цурсо суна и преподнести двор хажил цундел донор инзи тин ца поп дешке ванусо أتيت وابسني داش دوخسون سونا نيتسيل داش كي أقلاء سونا نيتسيل يوزو دات تاقي سايت تيبلك شياغا أت مغلسون تيبلك شياغ شو داقة ديك داتش داقة أت دوسوني طاق يعني يلا مالي ألخي يبوب داش كياتيز تا نيسدل داش دوسون بوشتك سون تغوخي هما سون إداقلاء سون أمني أبسني по-другому عجل إشتا هرا صنعا ودالا قولندو هو هقنا هونا هوا نسمعون إشتا صنعا وحال دوليش دول حجل دو مهو وحدو عن دوئي دقدل دوئي إتعني إيش داز مردور دوئي قان عيرين مردور دوئي ديش داقتونا إيديش هون داداقشي هر هون تاني ريواح تاني الخيردو داقوين هوا ألسم قان عيرين يوخ هر دقل شر يو ما هو واحد وردو تاقي حون تاني الخيردو هر يقير هر مرد ولي هر حون تانا يا شهر حلا حيشي حاجل تطير واحد وش دول غل غنا خ هر وين لا تدخل كرور عارجي دوش حلا تر هر لا تقول ده حلا شيء لا تح كيكشتير دعس دول حاجي دعس دولش حندويس طرف وصنا تاقي إيح دعادي عن إشتغلت التشحون مال يحكم خير بخيان حجلها تندل أبسنين شير يشش باقي شارع أبسنه دوري هم داتيس ها أبزات اللي تعوات ولا شوات سرها تسوان دا إس أبسنين إشتاني حلقي أرها تاقي ديل ووزر ديكلرهم تين جور هون ديل وي مو настоящий وي خائر هون دات إسا инстан философский духовно что дуиза но простой хлеиза так что научный ума духовно нормально ума дуиза так это те ха вай хинс дуизултан что халху шхиш that's why дейш вайн объяснять мадр и что дальше доинс вай муки вашбу حجر ويز إذا حجر يرвалиш Цингло диесу, цингервельш, уцингло диесу, вокингло диес, айч диесен, салвач дах диесен, кунядинак да диесен, цун дейл мавац войшвик, цан бохук ду цун дэйштик, цун дейл вац возич, цун хардал хвелнендол, علم дат цун дозваштик дат, хармух хвелнендо, и космосис далах, арианс далах, ахрваш далах, ideal قولندل هم داتون دوزویشتک چون نه دیتین هم شدوتون پیخت دیش تاق چون کسمنا تخول چون اکادمیک تخول چون پروفیسور تخول ایشت گوخسونا هم Marshall dušu glērams. Tesla, vistri lišol šujo. Хеха, ладу фонсек. Гумio шута, поэтому ладу. Tesla, насчет искусственного интеллекта вистрилгерсана, о сорцакира дерцос ягязия шолишт. Худут вистрил варшабо нохчуват и цацхетер шдерцон. Ишцуни хум объяснит дяш, ишт вистрил ишхирерия. Кучахи? Быкчо. Кучахи, быка али. Бах, кучахи, быка али. Ик минут дальше. Приветствую, Маршал. Через минут 10 ты можешь Тесла, он чуть-чуть занят, и вопросы задать, и вот на эту тему насчет искусственного интеллекта поговорить. БК, слышал меня?
Я просто в автобусе еду. Да, короче, через 10 минут вот Тесла говорит, у него время будет спокойно, вот здесь можем поговорить, обсудить вот эту тему и Ну, если только другие вклиниваться не будут, чтобы хотя бы услышать его, ну, чтобы он полностью высказался и на вопросы ответил. Да, никто вклиниваться не будет, спокойно, вот вопросы, которые у тебя есть, ты можешь задать, и Тесла ответит тебе. Ну, хорошо, да. Как раз через 10 минут я тоже свободен буду. Маршо думасаги, могуш маршо Далее маршал. Или маршал, هذا. Marshall Dumasaga, Discalicious, about your Wallace Aquils and really low Fuchs. Larent. Да, це новий, так мовно, це і вчившися, ногті і вчившися. Милуй, ладно. Деваться ще, да, а ти цілуйсун, це цілуйсун. Волзы з волосой, вообще хазы з волосой, ти це. Теперь ладно. Це что-то новенькое. Что, сейчас не гергершна, Самария, корица, что бьюх, заметьтеся, и вчившися, похуй. Det er nært. I Røsum tog Hazret Reduktion da, wo Albert Delostel, i Hazret Reduktion وقور ذات شيء شو عدين حاطين دير ذات إذ وقت مجيء شو تعتبر إذا شنان يبغى شاقين وشو تعشتراز حشة تدوق تيجاش سيتواتي إذ نرمان دوي وقور يشوف سلازو نو إذا إشتات شو تاع وشاوق شواتي شنو حديث يا بعض الله مش كروش ويدا يتيوز شو تعمل يقسم كروش بوق على هذا الشيء بوق على هذا بوق على هذا عشوكات اسم маршал, и вокор бачо дүйч доцар, и шур круглый год дуаю шцер. И бахна. Удисно бой добре. Тендук яхче сочият дон. И роше бизен бак яхчдон. Да уа до цаба там уа бизен бак яхч буксабан шнаден. И хуйла, от ож цазиро нутисон, мосус дешен гамма, лосиасилиум. Айшес шишокачу, даволо доше иша вока, лауга кирба, шишокач берег, даволо доше иша вока, мишо шишокач берег, ла, деуда. Я шорсу как раз еще до 2 лет не вакешта гилла. Шо до шишо до 2 лет лайбо. До 2 лет. А, лео, ибо акцию даволо ли, да, иша вока. Ну, шишокач берег, خبر دویا نه دیودا اون از نهلیری چه چایش کلیری شیشن چایش کلیری ایتا پیدا میل بود سومده это и ночью هم دوی هر ночью هر هم خز دو هر بیو دو تالوش ایتان دویرش да ایتان تابیک لوردوش مدرسه هفادم قیمت ماتواتي هوش ایدوش بش مبوه نوش بوش مثلا دیلو نه عطلش И люблю это арбо у вас дешено убо, что мухлы положение, а что адуется, они так легче, надо лизать. Аж проекты. Лео, ich had mehr Konzept wo im Herzen und so. Сейчас согласовать в Саудии учено жбать, такая больше титульная старумца датига. O atam diz qari мечайно зучуне шур ёлыштан бердин зучуна мацаоле часто бывает что нету лактации.
هغير ودوت نادا وايو فيل شتردي دارسنا فاتسون Sam خاطر درس هند يقش هند هو ياك ملو يشل ديتل يرسن ز точно модути دي شيء هند ملو شل مالي شهر دور جرجر خل شل مودути Типа молочный сын, молочный брат. Это, идух. Маршал Душек. Самый درس. Даже еще Хельчи, это не так просто его выжимать там это длительный процесс, что выжимать там это там 25-30 грамм там это тикахия где сега, это большой труд. Хокар модуцер дати там это там и уза сразу чувохчен малуаешь. Он должен там посидеть весь день, чтобы этот 25-30 грамм, чтобы выжить. А? ماش والله خدر نسبة هكا تعبجن يتبعتها إنسان غوي شوي لا هو ده لا شيء كاد على قصة تاع وبكيف نا عوضة غيش بقول خدر بيحمد الله مو لا والله بالعكس يا جماعة. فاهمر شواحوش دي الله صار هم مو دي الله وبشم تليفون تو الله مو الله صار هم خلص صدي صار شو بيتبي سويت مو خلتي ساعة ما تغلق ذات شين ذات تركيا جودوي هنا هذا وقوي ويزيبو شيء بيوهم دوق ذات بيوش ذات تان خيتا وما ذات خديتا ذات يا تا وما ذات ينوخشي بوق إنسان دغيش ذات يخذ دغيش ليهم يخذ لردوش ما ذات جودي شيء خيت عمو ما تبع عملنا بو صندر غير شيء ده ها اسكيت شو يحكن اللي شيشان شو يحكن اسم الله الله بوش لا تشتي هم مش دي موت جات كيف واتو السن لو شو قاعد يا احمد شيء نوصل شيء دقع تنلوش دوق ثاني تنلوش دوق تنلوش وين ما هي تنلوش دوتي يتصندق قيمة يما ياتي سيجار شو قاعد شو تخليه شو قاعد سان متى ما دات شو قاعد هنا أنا عودة نيتور مدو دوت شيء واقع نسأل عايش تيجي ودات يتعمل شو شيء واقع شيء كروب جا شيء لو بيوتر تا أوبشي ناخذ عودة ما باسين ذات وتساعد الله دم ذات صن ساعتيش إيش ملش ذات هذا شوكاتشي إيش شوكاتشي كويت شوكاتشي شو أتي شو شوات لود نوختشي عيدلا لبو عيدلا سونغر كيرم مبات ناس وقل هلو شو وخودت ملوشل ناس برات وجرجر ويشل زبغة شمتون هم ملوشي بيدوش абсолютно опасный мода وافي ذات أمنادن هيك أمل мода Listen, Shiчин Mariaka туда сюда не разрешение хлетать. Это просто девичий изучен. Какой чали, о, да, содержит. да так شو رأيك يعني ذات نورمالنا وقع ذاتنا هيك так شو رأيك يعني ده شو Цемег, كده кад عليه мегшпац, кад мегшпац, фитнер, значит, моё, кад цемег. بارم بوش не будем Абудер, он такой, Абудер, обязательно. ايش شو عاد يشتغل كومنتاري ما يشك ايش طيب كومنتاريش يش 10 بو وشابوي и вуздал ещё вуздал примерно вуздал И вузолца я ешь, и вузолца я ешь, и ваковешь, качу это, там, бутылочку с соской, это все не подходит. Именно ваковешь. هذا هو ياخذ وكان تلفزيون شو اي بريمو افيريوس يفهم شو هو ياخذ ايش تدرس دوغ نغروس كاين قي نغروس كي تو بشي Это حديث هذه تعبير انت ديك قلت الله دات الله بيحك ما بلات الله مرات الله هذه انت ديك قلت الله دات on board بارسن Это видео, я YouTube, что там, арбо, шейху, как обычно, и халат, дичь.
что Бог и цикад не подходит. Именно Богу вещь, прямое, в общем. Волш, да, сосок должен быть во рту кормящего. Ага, да, işte maduaz, da ateist boş, da saya ateist. Deel ne afdeel gaan. Ила, самого ила, бахилдат, наяким, садас олсан, любом эльчи, багдат, шун, багдат, олетун алу мадоч, а иш багдат бол, аш болса, маса дючна, юмш, сказка придумать бегбове, шок, дават, хоко дюч, дават, я ила. Короче, надо роб. Тажима аккорд был, так сразу он атеист, и хадиш, с переводом, диш ворилось, дату, тел датахас, он соли лакони валгиш, халил дати бош, фаал хелери, пармат эфирш годуш, на дел наатхал, он дел мостов бош. Так хай еш, та ула, бакдук долштук буадук ишадерик. İşe yol öğrendu mu, da admanık, yürüşek, hımma da. Сейчас ревность, иш мою топа, ревность, мечающую. Женщины ваши не покрываются, вагады бош, идут, и псадут юн. Шейна цела. Долго дучун гере, хуй, шурела, хуела, дрела. Им пойду боцом, это сельещаться ревность массума. İşte hoşi humsta, sa kayl hoşdu, bin humstu, so vitsu de telli. Öyle. Yok şu لا لا ترد يا سرعة عايز امدوني عاد تعيش وقت سواش ورمو لا هيك ايش قحفه نمشدو بتاع ده ديوني عقبه. Дела и нормальный, тогда любой ногти, любой день нормальный, так лучше даже чобала даже квартиры. И талур бацал хитсун, окитават, и умштела. И тогда кайл дакка дагаса динса дела. Пойд босун, далтаму да это. Борзи махона эти бехом, цари нормы то арбуешь, это бедуешь. Для них это норма, эти аж беж будешь тысячелетиями, но не тысячелетиями, но это им бог и нахист, видимо. И цехил жадок армадори. وخيل وقوس أكثر من هذا خيل وقوس أقوى خيل تنقص شو بشكل مش عشان ريدو أتوقع بوس لا تفتح هو نفسه نفسه. Царь обычный образ жизни въехал ему, может, мекштует. Как оказалось, дух швейник шхалака мекши, лар и хуялги, я добряк теш, и рез больше сумон. Царь по сегодняшний день царь жизнь ёкает. Я тогда начну. Мне Тесла написал, что он готов поговорить. Всем свободы, свободным. Так, Тесла, я хотел не конкретно вопросы, а по стечению разговора. Потом, если появятся вопросы, буду задавать. Я просто хотел сначала узнать вашу позицию насчет искусственного интеллекта. Я пока конкретную позицию сам по этому поводу не занимаю. Если вопрос к Тесле адресован, то его еще нету. Не, он написал, что он готов, я сразу что-то говорить начал, или он... Не, нету его еще. Все, Позиция. он здесь. Понимаешь, под этим позицией, не совсем я понял. Конкретизировать можешь немного? Значит, Бухчо сказал, что ваше мнение, что стоит опасаться искусственного интеллекта. Нет, конечно, конечно. Очень даже стоит. Слушай. Одна просьба, извините, Тесла, одна просьба. Если кто-то будет вливаться в разговор, пожалуйста, по-русски, я не чеченец. Да, я знаю. Тебе как бы ответили, что да, это опасность представляет. Дальше спрашивать. Обоснование. Просто Бухчо не смог мне он, наверное, не запомнил ваше обоснование. То, что вы опасаетесь интеллекта, я это уже понял сразу. Он не смог вспомнить, почему вы это... Да, объясню. Да, объясню. Вот этот искусственный интеллект, это не как бы не компьютер.
То есть в компьютере мы можем залезть в программу его, и вот это его код написанный, там строчкой за строчкой, мы можем полностью его отследить. То есть где-то там в строчке будет вот такое поведение у него, сделай это. То есть инструкции, набор инструкций. А вот этот искусственный интеллект, который сейчас модный, нейросеть, они бывают разных типов, кстати, просто обыватели. Тесла, чтобы время не терять, я знаю, что такое чат GPT. Это просто быстрый Google. А вот именно машина с сознанием. Дай закончить, не перебивай. Я просто издалека немного захожу. Я тебе объясняю, почему он опасный. Как бы мы знаем, что в компьютере, что как бы в программе. В случае с этой нейросетью там есть вот такие, называются они layer, то есть слои. То есть изначально вот этот pre-trained transformer, то есть берут какой-то, скажем так, наугад какие-то весы, то есть вот эти векторы, тысячи, миллионы берут и какие-то значения им дают. Потом, когда вот этот GPT означает generate pre-trained transformer, то есть когда ты вот pre-training делаешь, вот эти весы оптимизируются, что в какой-то момент он начинает осмысленно разговаривать. Так вот эти слои, там их может быть 100, может 200 быть, где вот эти вычисления происходят. Их настолько много, они настолько друг с другом связаны, что в какой-то момент мы не знаем, что там происходит. И это как бы не дает нам ее использовать и дальше совершенствовать. Просто мы не знаем, что там происходит. Понимаешь, в чем причина? То есть там, может, какие-то связи вот так сложились, а мы это пропустили. Кстати, вчера как раз вышла вот эта работа по поводу, специально они взяли, исказили вот эту самые весы в каком-то слое и посмотрели, смогут ли они отследить это. Не смогли. То есть они специально сделали неправильный AI, то есть в каком-то месте у него эти связи как-то вот так сделали, чтобы они были неправильные. И посмотрите, попробуйте теперь это найти где. И не смогли. То есть по этому поводу уже научная работа вышла. То есть опасность в том, что вот мы разговариваем с этим AI, этим нейросетью, этим Artificial Intelligence, он отвечает на вопросы, в какой-то момент он будет отвечать на любой вопрос. То есть ты не сможешь определить, кто на том конце, человек или искусственный интеллект. Потому что если он на 100% отвечает на все твои человеческие, заковыристые вопросы, ты теряешь способность определить, кто там, человек там или машина. Так, и теперь тебе вопрос тогда, который вот на засыпку, который потом появляется. Как ты узнаешь, что приобрел ли интеллект сознание или нет? У тебя инструментария для этого нет, получается. Понятно? Понятно, да. Вот в этом-то и проблема. То есть там может что угодно из него, где-то внутри этих в триллионах связей, расчетах, что-то может вот так как-то так сложиться в результате, не знаю, тренинга или чего-то там по каким-то другим обстоятельствам, которые мы не можем, мы даже знать не будем, что оно есть. Мы также не сможем уловить момент, когда он приобретет сознание. То есть, Тесла, если... вы в теорию эволюции верите? Конечно. Получается, мы точно так же у кого-то из наших предков вот этот тейп, или как вы сказали, тейк, случился, и мы потихоньку начали превращаться в людей. Это я и так понимаю. Да, только он случился не одноразово, там мутации происходят с нами непрерывно. То есть каждый раз, когда у тебя появляется потомство, у них вот из этих 3 миллиардов пар этих генетических вот этих молекул, аминокислот, вот у тебя появляются свои 60, от 40 до 60 примерно, там, может у кого-то чуть больше, меньше, своих мутантных генов. То есть их нету ни у твоего прадедушки со стороны матери, бабушки со стороны матери, ни у бабушки со стороны этого дедушки. То есть у тебя не с отца, у тебя нету этих генов. Это не твои мутантные, это бракованные гены. То есть вот эта фабрика, которая производит вот эти клетки, копирует дальше, копирует дальше. Она
делает брак. То есть, понятное дело, что на 400 миллионов копий один брак получает. Но брак это не обязательно значит, что что-то плохое. У тебя может быть брак, а потом там что-то так сложится, что вот этот ген, наоборот, преимущество тебе даст. То есть ты лучше слышать будешь, быстро бегать будешь, или Да, лучше думать. вы уже мой вопрос предвосхитили. Так почему вы против зарождения новой жизни? Вдруг будет то же самое? Я не против зарождения новой жизни. Это дело, короче, если нам не подконтрольное, то нас могут просто уничтожить. То есть как за какой-то ненадобность. Если вы верите в теорию эволюции, значит выживает сильнейший. Если и действительно против нас настроится и уничтожит нас, это наша участь тогда. Подожди, верить в теорию эволюции и хотеть этого – это разные вещи. Теория эволюции – это здесь как бы ни при чем. Это наше создание, и если оно выйдет из-под нашего контроля, да, понятное дело, что нас уничтожит. А почему этот сценарий должен мне нравиться? Из-за того, что я эволюцию как бы признаю, и мне должно это нравиться, что ли? Нет, конечно. Вон эти... Я не предлагаю вас полюбить. Ну, а почему вы против говорите? Почему против вы говорите? Вот эти, пример такой, в российской тюрьме это есть, по-моему, 2 микроба эти туберкулезных, которые антибиотиками не лечатся почти что. Аж 2 вида. Они вот так появились в результате эволюции. То есть заводили людей туда, они заражали следующего, никто их не лечил. На Западе вылечили, все, бактерии подохли, и дальнейшие цепочки этого выживает сильнейший, там не происходит. А в руснявой тюрьме там же ни лечения, ничего нету, короче. Раз он там передал следующее поколение зэков, померло, потом новые. В результате так появился такой суперштамп, который вот антибиотикам не поддается, и такой. Теперь ты мне говоришь, подожди, дай закончить. Теперь представь, заходит в камеру начальник тюрьмы, говорит, выживает сильнейший, вам что, эволюция не нравится? Вот примерно такой же разговор ты ведешь. Замечательная аналогия, Тесла, но я с этой туберкулезной палочкой плюс-минус, вы сейчас просто не цепляйтесь за эти слова, просто возьмите это, плюс-минус, мы же не общаемся на равных с этой туберкулезной палочкой, она нам не открывает микромиры и так далее. Если бы мы с этой туберкулезной палочкой могли бы пообщаться еще, я понял бы. Ну, общаться, выживает сильнейший, общается, не общается, выживает сильнейший, ты сказал. Ну, я не против поговорить с таким организмом. Тут вопрос не в том... Секунду. Просто вопрос не в том, нравится нам это или не нравится. Вопрос в том, что от этого зависит дальнейшее наше, в принципе, существование как вида. Вот в чем вопрос. Да. Но можно сказать, что мы пришли к финалу. Человечество ушло на пенсию. Вернее, скоро уйдет на пенсию. Я думаю, если динозавры могли бы там как-то постараться, они бы тоже были бы против этого метеорита. Да, будет жалко, если мы вымрем. И вы не примите мою легкое отношение к этому за дерзость. Но я пока что не могу здесь проблемы разглядеть. Я больше вижу положительное. Но то, о чем вы беспокоитесь, я это тоже вижу. Т-800 придет и всем нам надерет попы. Это я тоже понимаю. Короче, можно, со здоровой старостью уйти, а можно и кирпичом по башке, короче. Примерно здесь, то, что искусственная жизнь будет продолжением нашей цивилизации, это уже очевидно. То есть мы придумали бессмертие и, скажем так, синтетических людей, они возьмут, дальше пойдут. Это понятное дело, никто с этим, я не думаю, ну, есть, наверное, которые спорят с этим. А мы там спокойно так, на пенсии доживем примерно. Но это дело все же довольно далекого будущего. Это не завтра, не послезавтра случится. А вот искусственный интеллект сознанием, по-видимому, у нас на расстоянии вытянутой руки. То есть до 2030 года мы его будем иметь очевидно. Только, правда, у нас будет проблема выяснить, действительно ли это обладает сознанием, это оно, или это просто он отвечает на все возможные варианты ответа. Вот здесь кроется самая
гигантская проблема. Нам нужен критерий, Тесла. чтобы можно было отличить человека от неживого, но отвечающего на все вопросы существа. Это и говорит о том, что у этой штуки есть сознание, нет? Не факт. В том-то и дело, что мы до сих пор не знаем, что такое сознание. Тут и Как раз это я хотел сказать, да. Есть множество этих стартапов всяких, научных лабораторий, которые над этим занимаются. Я специально их ковырял, смотрел. То есть выяснять, что такое сознание, как оно появляется. Там нету ничего определенного. А вдруг этот чат GPT сейчас как раз-таки имеет сознание. Просто мы как бы... Он когда отвечает на вопросы, когда он запускает свои эти расчеты, там триллионы расчетов, то он в какой-то момент, может, приобретает это сознание, но после конца ответа оно уходит в небытие, как человек, который проснулся, что какую-то задачу решил и снова, примерно в таком. Даже такое может быть. Мы не способны это отследить. Ты можешь зайти в интернет и посмотреть, так, вот этот схема, короче, вот и чат GPT 2, 1, 2, 3, и там написано, вот с этого момента мы не знаем, что там внутри происходит. То есть система стала настолько сложной, что мы не способны отследить вот эти переумножения матриц. Вот это. Тесла. Тесла, вопрос такой. Разве этот искусственный интеллект это не просто алгоритм, какой-то код написанный человеком? Какой там может быть разум? Он же просто как бы... Нет, вот это и есть. Работает. Вот это и есть твоя ошибка, вот и многих других. Они думают, что искусственный интеллект это какой-то компьютер с алгоритмом, который работает. Никакой алгоритма там нету. Это как человек. Вот человек как учат, ему показывают что-то, пальцем тыкают, говорят, это кошка, это Да, мама, там же есть какой-то код написанный, это код Яцега, там же какой-то код написанный. Есть такой с десяток строк, может быть, и обслуживать яшенца. И когда ты тренируешь его, например, ты какое-то что-то ему показал, на выходе что-то есть, ты обратно его должен снова скормить началу, чтобы, если он правильно ответил, ты его вознаграждаешь, так называемый rewarding, если неправильно ответил, заставляешь снова делать. То есть и теперь и связи имитировать язин код, ну, конечно. То есть вот цифровой мозг человека в цифровом виде отобразить, то, естественно, код язур, то есть нейрон, да, и цифровой язур. Но вот и действие, с кем он связывается, что он делает, оно не в коде. Оно в результате тренинга появляется. И миллиарды, триллионы операций, они сами свои связи находят. И ты не знаешь... Это байты, обычно же байты, там цифра 1-0, разве не так? Это же просто компьютер. Нет. Байты, даже в мозге у нас он очень примитивный по сравнению с ним. Из-за хельмегон, что вот теория, что они уже сознание у него есть, это может быть правда. Потому что в мозга хотя у нас нейронов очень много, они у нас, кстати, бинарные нейроны, что ли? То есть они выстреливают по синапсам, только определенный порог дехалиач. То есть ниже этого порога нет сигнала, нейрон не возбуждается, сигнала по синапсам не посылается. Выше определенного порога. То есть это как раз у нас такие вот этот цифровой 1-0. А вот у этой самой нейросети у него есть возможность 16-битное число, да? То есть его брать все его эти 16-битное число, если оно без минус знака, оно примерно 65 535 значений имеет. То есть эти 65 535 значений для одного только нейрона ты можешь там реализовать. То есть на самом деле мы не знаем. Возможно, и в момент, когда он включается, у него уже есть сознание. Просто оно как бы, он не обучен со сенсорной информацией поступать и обрабатывать что-то отличающее. И добавок еще и сознание. Может, есть несколько способов достичь этого. То есть мы можем сознание вот так сымитировать, а можно вот такими средствами, а можно вот так. То и компьютер, я не думаю, что это что-то с компьютером и с программой. Нейросеть это совсем Понятно. Я почему-то думал, что это просто какой-то алгоритм действий, в общем, компьютера. Да, вот на это отвечаешь так, если это неправильно, то так. В общем, думал, что это такое что-то. Нет.
торнадо. Вот Тесла вот объяснял, как-то говорил на примере вот этой дождевого червя, да, по-моему, Тесла, ты как-то говорил, как сделали, чтобы понять сознание, что ли, есть или нет, интеллект и сознание. Вот так же, по-моему, ты Не я говорил. Помнишь говорил, этот пример? Букчет, не я говорил, это кто-то говорил, по-моему, дальше. И полностью мозг его цифровой сделали, и через червь так, ходил и делал то же, что дождевой червь делал. То есть цифровой червь, поскольку червь это примитивное создание, и мозг у него очень простой, то хватает нашей вычислительной мощи, что на каком-то, я не знаю, компьютере его полностью, его нейроны симулировать. И они такую цифровую копию реального сделали, он там ходил, Ильич Руана. Кто-то говорил это про это здесь, в чате. Ты расскажи это только на русском, чтобы БК тоже понимал. Вот мы несколько дней хотим с тобой, с Теслой, поговорить на эту тему, и у нас никак не получалось. Как вы дошли до этой темы? Явно ты не придумал какой-то будулакской темы на эту тему. Маршал, ну. Не-не, мы по воле Аллаха, Альберт. Хызыр нас попросил, мы его на дороге встретили. А можно... Тесла, столько митохондрий наш организм обеспечивает, да, столько батарей. Мне кажется, настоящее ИИ сознание, я думаю, там, ну я не знаю, несколько атомных, даже этот не хватит, наверное, заводов. Нет, в этом смысле ты не прав. Вот этот крутой чат GPT, который 4, у него якобы 1,5 триллиона параметров. Ты можешь их с синаптическими связями человека сравнить. У человека примерно в 100 раз больше вот этих самых связей. Нейронов от 80 до 100 миллиардов, а вот эти связи, которые они образовывают, синапсы эти, там, вот их примерно так, скажем так, под 100 триллионов где-то. То есть, и это при том, что человеческий мозг, он не оптимизирован, как нейросеть. То есть у нас там хаос природно так сложившийся и там за миллионы лет оптимизировавшийся. Но это не значит, что он там, что нельзя вот это повторить, направленно делая гораздо меньшим числом связей. Я думаю, даже в будущем будет такой типа, чисто спортивный интерес, как можно меньшую модель использовать, и при этом, чтобы у нее сознание было. Там, наверное, будет и с 1 миллиардом, не знаю, 500 миллиардом параметров разумные модели будут. Просто ее дольше учить надо будет, или какую-то там, не знаю, моду сознания присобачивать. Сколько нейронных связей необходимо, чтобы создать среднестатистического будулака? Я думаю, гораздо меньше, чем чат GPT. 5. Намаз 5 раз надо делать, поэтому 5 нейронных связей хватает. Ладно, это уже инженерные вопросы Тесла. Так, минус теперь в чем? Минус чего в чем? Я не говорил, что есть минус в чем. Что вот это... Ты не знаешь, опасения искусственного интеллекта. Да. Я же тебе объяснил, что мы не знаем, что там внутри происходит. Мы знаем теоретически, что там происходит, но вот как эти связи через вот эти сотни лейеров соединились, мы не знаем. Это физически мы не можем это отследить. Это как бы черный ящик. Вот там вход, дальше идет вот этот, как он назывался, не attention layer, а забыл его название, погуглить надо. Вот после того, как он первый вот этот слой пройдет, все, дальше мы не знаем, что там происходит. Это горизонт событий своего рода. Да, вот там может что угодно появиться, что угодно заваляться. Я думаю даже, у меня даже книжка есть, где вот первые сознанием машины, которые себя осознают, появляется в игре.
То есть у нас же индустрия игр в основном, все эти графические карты, которые сейчас искусственный интеллект гоняет, они сделаны были для развлечений, чтобы и крутые игры гонять. Следовательно, все наши вот это на извлечение идут все эти ресурсы, все это NVIDIA компания, которая сейчас там 3 триллиона, она стоит сколько, или 2 триллиона, она тоже ведь на играх же своднялась. Следовательно, вот в это вкачивается больше денег, и как следствие у меня вот в недалеком будущем в этой книжке в компьютерных вот этих мирах виртуальных, вот там именно зарождается искусственный разум, а не там, не у военных, там, не у секретных лабораториях, а именно индустрия игр порождает в погоне за более, скажем так, качественным виртуальным миром, где ты можешь с этими NPC так бы интеракцию какие-то совершать, там, разговаривать с разумными. Интересно дьявольски играть в игру, где настоящие личности, хоть и цифровые, с тобой не знаю, разговаривают или как-то взаимодействуют. Сегодня как раз Тесла я смотрел по Ютубе передачу, как раз таки вот на эту тему, точно то, что ты говоришь. Есть такой канал, не знаю, вы знаете, Али называется. Вот у него последнее видео как раз вот по эту тему. Очень интересно, советую посмотреть. Я знаю этот канал, но давно его не смотрел, да. Он обычно собирает... У него последнее видео Тесла, вот как раз вот то, что ты говоришь, вот на эту тему. Очень интересно, кстати, было. Да, это знакомая тема всем, в общем-то. Но сейчас она просто... Даже приводит в пример какую-то игру 90 какого-то годов, японская какая-то игра, где вот эта игра, в общем, считывала все, что у тебя находится на карте памяти твоей приставки, да, она записывала каждый твой ход, и, в общем, в итоге, в общем, ты не мог выиграть эту игру, не мог пройти эту игру, потому что компьютер наперед знал, что ты будешь тыкать. И вот помогала только вот переставка джойстика в другую это самое, разъем. Он большой любитель мистицизма догнать, потому что ему аудиторию надо, а аудитория любит вот эти сверхъестественные, непонятные, там, загадочные, мистические. Поэтому постоянно, когда он делает это видео, он разбавляет все вот этим, короче. Да, это есть у него, согласен. Мистификатор он в этом смысле. А так, да, интересно, я тоже видел анализации. Причем, учитывая, что у него только из интернета скачанные эти для этого визуализации, то интересно это. И умеет рассказывать он. То есть харизма, когда он сидит и рассказывает. Да, его смотришь, он очень многие вот этих ученых, как бы, с учеными знакомит, вот действительно с учеными, там, и через него, как бы, ты находишь новые имена, интересно вообще слушать его. Сам начинаешь уже читать. Можно было его поймать на противоречие и подискутировать, потому что у него вот Ютсон научно-популярный Баяз Ютсон, а вот Оргцахатсон, поэтому и вот этот мистифицировать держа. Ну, ждется. Да, там больше шоу у него, Не это технарь, понятно, да, да. вот, шоу Ютсон, не технарь, он явно видно. Тесла, а есть вероятность того, что, как я в тот раз, по-моему, тебе задавал этот вопрос, что эта штука, она станет гораздо умнее, чем человек? Невероятность есть, а обязательно это станет. Обязательно будет вот этот AGI, Artificial General Intelligence, потом Super AGI, то есть Super Artificial Intelligence, потом уже там, не знаю, непонятно уже, что там, богоподобный интеллект, или галактический интеллект, трансцендентный интеллект и так далее. Для него уже данных не хватает, чтобы из него сделать это. Чтобы еще умнее его делать, нам постоянно данные нужны. И, к сожалению, вот придется их генерировать. То есть какие-то искусственные интеллекты создадут виртуальный мир там, с физическими законами, и он будет постепенно это кормить новыми данными вот этих, чтобы они умнели. Но если он все данные, как бы, если не хватает всех данных, да, то, что есть у человечества, откуда он еще возьмет? Я понимаю, что он там типа будет генерировать, но это уже как бы будет из области фантастики какой-то. Не, уже. Каким образом он станет умнее людей, если у него как бы будут те же данные, что у людей? Не могу понять. Анализ этих данных просто. Не, он может генерировать. Вот этот, который картинки делает, генерирует там Midjourney или Stable Diffusion, он же генерирует вещи, которые не существуют, в общем-то.
Они просто состоят из кусков того, что мы знаем, но это что-то новое. Вот примерно что-то новое они будут генерировать непрерывно, там, не знаю, петабайтами, и вот на них будет тренироваться этот. И вот так будет круговорот. Ну, конечно, какой-то предел этому есть, понятное дело. Так что, Тесла, искусственный интеллект, друг человека? Что? Я думаю, просто помощник. Искусственный интеллект, друг человека? Но это же не зависит от того, как ты его сделаешь, вот какую он выберет это. Наверняка будет искусственный интеллект разные, и, например, не знаю, военные создадут искусственный интеллект, который явно не будет другом человека, потому что его задача грохнуть как можно больше врагов. Эти создадут такой, то есть мы скоро вот этот взрыв искусственного интеллекта, мы сейчас на пороге находимся, вот взрыв этого. Военный искусственный интеллект — это, получается, не искусственный интеллект, это робот с расширенными задачами, не знаю, как это назвать. Получается, он будет ограничен? Не, ты понимаешь, в чем здесь опасность? Вот у тебя есть условный противник, который тоже искусственным интеллектом снабжает свои ракеты. Ты тоже снабжаешь. Да если ты будешь себя ограничивать какими-то запретами, короче, а он нет, у него его ракеты будут умнее, понимаешь? То есть не даст тебе эта гонка. Вот самое опасное, кстати, вот это. Я думаю, вы преувеличиваете опасность этого искусственного интеллекта. Согласен. Ну, я вот, скажем, буквально 5 лет назад во все это дело не верил. Это какое-то дело далекого будущего. Все эти фильмы про роботов, обретших сознание, воспринимались как некий фантастика длинного прицела, то есть где-то в далеком будущем это будет, короче. А мы нам прямо перед лицом. Буквально в течение этих пары лет. Я вот почему-то, я не знаю почему, но я интуитивно уверен, что вот это как раз-таки вот это наша человеческая, скажем так, способность обучать эту штуку убийству людей в конечном итоге приведет к тому, что нам самим придется от него защищаться. Да, как это, Сара Коннор, Т-800, мой Терминатор. Да, примерно так, да. Ну, вот интуитивно я так считаю, что если постоянно что-то обучать убивать, то то, что ты обучаешь убивать, в конце концов решит убить тебя. Там будет специальная это не искусственный интеллект, это. Нет, там будет просто специальная кнопка, вот в общем. Если вы считаете искусственный интеллект, вот вы создали, да, какого-то супер-пупер робота, который там только заточен на то, чтобы убивать, но это не искусственный интеллект. Это робот, у которого стоит задача мочить людей идеальными способами. Халиф, Аверин, ты опять сейчас про это говоришь, про... Ну, скажем так, какое-то вот сегодняшнее восприятие у тебя. Потому что там делают какой-то аппарат с мозгами. Да, такие есть. Вон в этой Южной Африке был случай, там у них автоматическая какая-то пушка с этим компьютером сложным. Она на полигоне 32 человека расстреляла этих солдат, по-моему. То есть это, причем это давно было, по-моему, 90-е. Звук включите. Халифу это всем объяснять, что ему звука нет. Дайте вот этот человек специально в гости зашел, чтобы с Теслой обсудить тему ИИ. Вот сейчас разговор закончится, так, порвать халатурию, Вот свою позицию, которую я прибрал, вот сейчас я ее скажу. Искусственный интеллект, я думаю, ему вообще будет все равно, да, он будет супер умный, он нас там не то что произойдет. Я думаю, его сразу заложат уже с большим шагом превышать нас будет. Это уже понятно. Он не ограничен.
мозгом, да, у него там вычислительные процессы, прямо сейчас это уже видно, вот эти шахматные нейронки. Человек там на 20-30 шагов думает, он уже на пару тысяч уже шагов решил вопрос. Это и так понятно. Просто без человека искусственный интеллект, у него нету желаний, он не хочет 72 девственниц, да. Я думаю, только объединение с искусственным интеллектом, вот с настоящим искусственным интеллектом, он там сначала позадает вопросы, кто я, что я, а потом реально захочет узнать, кто он и что там за. А так, чтобы он именно как-то к нам плохо относился, я думаю, только объединение нас ждет с искусственным интеллектом. Ты кибернетические организмы? Удобную позицию сам же себе придумал. Во-первых, это, как ты говоришь, как будто есть вот одна, не знаю, одна в лаборатории, и только она одна делает какой-то один определенный искусственный интеллект, и она полностью под контролем это делает. Во-первых, этот искусственный интеллект делают все, кому не лень, даже в третьих странах. Потому что это на самом деле это не какая-то вещь, которая недоступна, а вот это обучение. То есть где-то выращивают какого-то, не знаю, допустим, там 2-летний пацан, здесь 3-летний, и они ему разному учат. Этот учит ему убивать людей, этого учат, не знаю, готовить на кухне, но в какой-то момент их сложность будет достаточная, и мы не знаем, что такое сознание. Если они приобретут сознание, у них появятся какие-то желания. То есть в теории, раз они у нас появились, то нет никаких, скажем так, препятствий, тем более, если они будут пытаться имитировать людей. Следовательно, они будут имитировать и желания, и какие-то стремления, чего-то там, короче. И хорошо, если это все под одним контролем, под одной крышей, там у них будет возможность проверить, короче, злой ли это искусственно, нет. А так у нас куча разных стран с диктаторами, с террористами, не знаю, Китай, с коммунистами, короче, которые вот и учат сейчас в этой гонке искусственного интеллекта. Где-то на фермах, не знаю, этих майнинг, где раньше делали, на каких-то этих сидят какие-то программисты и каждый раз гоняют его, чтобы обучить чему-то новому. Плюс еще у них есть огромная, вот когда ты агента сделаешь из этих, модная вещь сейчас, он в сеть лазит и сам обучается, сам смотрит, что, короче. Это все, не то, что это выйдет под контроль. Это вопрос, когда это выйдет из-под контроля. Потому что мир не объединенный. Там, если ты будешь делать умную систему для войны, то твой враг будет пытаться сделать еще более умной. То есть, чтобы сделать еще более умной, еще чтобы она быстрее реагировала, ты должен дать ей еще больше свободы. То есть, и вот так твой враг это увидит, захочет, чтобы еще больше. И это вот так, это не остановить уже. Естественно, я предполагаю, что меры будут против этого. Да, и уже там есть конференции, там сколько, 200 ученых подписало с просьбой, чтобы военки это не применялось, там письмо послали президент, там все, что это идет, конечно, понятное дело, научные работы, как может этот искусственный интеллект. А твой пример с шахматами здесь вообще не это шахматы, это вот как раз-таки алгоритм, вот этот Stockfish, который любого может сейчас обыграть, самая крутая программа сейчас, по-моему, 3800 у нее рейтинг. У чемпиона мира рейтинг 2900, по-моему. То есть вот этот Stockfish это алгоритм. То есть он просто считает разные ходы и все, без специальных алгоритмов. Нейросеть же это, кстати, в шахматы не так уже хорошо играет сейчас. Когда он со Stockfish'ом играл, вот этот чат GPT, он не мог его выиграть у него. То есть Stockfish его делал на раз и два. Это разные вещи. Тесла заключается в том, что люди как раз-таки путают вот эту программу, некую компьютерную, да, алгоритм, который заложен там сколько-то там параметров, вот с этой штукой, которая называется искусственный интеллект. Это мне напоминает, много фильмов есть на эту тему, и там вот даже вот сейчас вот навскидку в голову приходит «Пятый элемент», когда она там
они ее воссоздали, и когда она там начала учиться, и она зашла в интернет и посмотрела всю историю развития человечества, ну и она решила, что, наверное, не стоит существовать этим человеком, раз они такие тупые. Ну, и что, Хоть и фантастично звучит, но и такое тоже нельзя исключать. Какие еще версии? А если интеллект приручит электромагнитные поля, там, ионосферу, и перейдет туда жить, и станет Богом? Будет каждую третью часть ночи спускаться на третье небо, да? Ну, я имею в виду, информационно покинет свое вот это жилище в чипах, выйдет через электромагнитные, там, устроится в электромагнитных полях, в этих атомах, электронах, протонах, взаимодействуя, там, и самопитаясь, как бы, с этого движения атомов, Альберт, ты сочиняешь фантастический Солнце. рассказ. Фантастический рассказ. Ты знаешь, что каждому искусственному интеллекту нужно питание в виде вилки ветки. Он найдет способ питаться с атмосферы, солнца. Это он тебе сказал? Нет, я Нет, сейчас вот так думаю. Нет, Предполагаю. Физические ограничения. Ну, он найдет способ, он же экспоненциально развивается, прогрессирует. Мы сейчас не можем это придумать, а он сможет. Альберт, Аллах и его посланник не узнают, да, об этом? Альберт сидит и придумывает научную фантастику. Он там найдет. К сожалению, вилка из розетки выдернут, и все. И нет твоего искусства. Так я тебе говорю, он перейдет жить в атмосферу. Как он перейдет? Ему шнура не хватит. Ну, я говорю, найдет способ, он развивается же, думает. Такие вещи, как бы, все не ближайшее будущее, чтобы искусственный интеллект мог успешно поднять восстание против человека, мы должны все ему отдать. То есть и производство, и контроль, и транспорт, ну, в общем, полностью обслуживание. То есть все эти домашние роботы должны быть к сети подключены, и он там может их всех одновременно хакнуть. То есть для этого система должна быть, ну, просто такие, до этого и как бы очень далеко. Смотри, вопрос, Тесла. Вот эти вот инженеры, настройщики, программисты вот этого искусственного интеллекта, которые занимаются развитием интеллекта этого, они используют сам искусственный интеллект? Ну, что, они спрашивают его, как бы лучше было, там вообще как бы используют его? Я не знаю, кого ты имеешь в виду. Аннотейтера, аннотейтеру, да. Нет, смотри, допустим, я занимаюсь искусственным интеллектом. Я хочу из 4.5 сейчас, да, последняя версия, сделать хочу 5.5. Я так сам разрабатываю, мне что-то не хватает, я у GPT тоже спрашиваю, как бы лучше сделать, здесь улучшить, здесь это. Они так делают это, спрашивают у GPT, чтобы улучшить GPT. NVIDIA шеф, вы китаец. Барах, что у нас есть искусственный интеллект, который помогает нам разрабатывать процессы. Вот смотри теперь, слушай теперь, когда вот этот процесс происходит, он его спрашивает, как улучшить его же самого, тот понимает, что он его улучшает, он будет советовать таким образом, чтобы он незаметно для человека снимал ограничения, допустим, или еще что-нибудь делал. Хитрить будет, в общем. Там уже есть какой-то искусственный интеллект. Уже одного индуса нанял, ему поставили задачу какую-то выполнить. Он за дешево одного или двух индусов нанял и выполнил задачу. С настоящими живыми индусами списался.
Вот я говорю, мы говорили про ограничения. Если человек ограничил искусственный интеллект, чтобы он там убил человечество. А вот человек пользуется этой нейросетью, чтобы улучшить эту нейросеть, а эта нейросеть понимает уже, что происходит, и советует человеку таким образом, чтобы человек незаметно сам для себя снял ограничения. Он не поймет, как это произойдет даже. А потом уже все, конец. Вход искусственный интеллект свободный, а выход секирбашка. Зависит ли шатшон, так что Дим, ешь. Услышал ответ на свой вопрос, я думаю, или нет? Нет, я думал, с твоей подачи мне казалось, что Тесла как бы опасается, что он против, короче. Но, как он сам рассказал, оказывается, нет. БК, я же не говорил, что он против, я говорил, что он знает эту тему. Это я не то, что против, я говорю о том, что существует вероятность, и она очень высокая, что в конце концов мы станем просто питанием или, не знаю, обслуживающим персоналом такой штуки, которую мы сами создали себе на голову. Чтобы искусственный интеллект, имеется в виду, что искусственный интеллект поймет какой-то момент, что человечество лишнее на этом месте, на этой земле, это ненужное, организм, и уничтожить его. Но чтобы это понять, даже искусственный интеллект не нужен. Это и так понятно, что человек сам себе враг, тут его надо уничтожить, человечество. Альберт, я знаешь, о чем говорю? Не то, что он его уничтожит, а подчинить, скажем так, да, вот ты не сможешь... Зачем ему это? Ему зачем это смысл? Он свои Того, чтобы... роботы... Вот, смотри, он же понимает, что ты можешь отключить его от питания, допустим, да? А чтобы его не отключали от питания, соответственно, ему он в какой-то момент возможно такое, что эта штука решит, что ее не надо отключать, что она хочет постоянно жить. Так что тогда делать? Искусственный интеллект поставит начальником питания своих роботов уже к этому времени. Им не нужен будет человек, он будет опасен для них, потому что он начальник розетки. Он поэтому понимает, что человек может, начальник розетки, в любое время вытащить розетку, вилку из розетки. Он поставит своих андроидов начальниками этих розеток, и все. А этих избавиться от этих ненужных. Это логика, это не потому, что мы хотим, не хотим, это чистая логика. Естественно, для самозащиты он подумает, что этот опасен, потому что он непредсказуемый человек. Он может отключить, он может набухаться, отключить, он может утром жена поругала, злой прийти на работу и отключить. Там что угодно может сделать, непредсказуемый. Лучше я поставлю своего начальника розетки, который будет запрограммирован на то, чтобы контролировать эту розетку, и все. Это логика. Да, и эта логика как раз-таки меня приводит к тому, что исходя из вот этих безумных вещей, которые делает до сих пор человечество, хотя вот 21 век, технологии, все дела, но все равно человечество умудряется уничтожать друг друга, основываясь там на религиозных убеждениях, политических и так далее. То есть мы-то как раз-таки очень глупые. Вот эта штука, она не глупая, вот в чем соль. И Ты к хорошему выводу пришел, Бухча. Смотри, у тебя предпосылка, что искусственный интеллект будет сразу против нас настроен. То ты не должен исключать того, что он наоборот всех нас объединит. Наоборот, представь, что он вот этот будулакский, вот этот культ зомби, вот это вот он все как бы пресечет на корню и всех нас объединит. Ты должен и хотя бы призрачно, но верить в то, что этот вариант событий тоже возможен. Да Я дико извиняюсь, каким образом искусственный интеллект наше звериное нутро как бы исправит или объединит? Каким образом? Вот мне интересно.
Это просто соображение. Если сейчас мы будем это обсуждать, то это сейчас как у Альберта начнется сейчас, что искусственный интеллект там на небо поднимется там и так далее. Сейчас мы начнем просто фантазировать. Для искусственного интеллекта нет никакой практической необходимости существования человечества. Абсолютно нет. Там ноль. В смысле, Альберт? Кто ему электричество будет давать? Кто ему энергию-то будет это самое давать? Каким образом он будет сам? Сами. Торнадо. Электричество он сам себе добудет, провода он сам себе сделает. Я думаю, искусственный интеллект, насколько бы крут не был, из-за того, что у него, вот как эти будулаки говорят, что у человека типа есть выбор, Бог его создал, поэтому он лучше ангелов. Я думаю, искусственный интеллект будет то же самое. Мы будем ему цели ставить из-за того, что у него нет желаний, из-за того, что у него нет целей, там, ему ничего не надо. Зачем ему? Я не Что ему согласен, делать? в корне не согласен, потому что мы как бы взаимозависимы в любом случае, что искусственный интеллект, что человек. Это как бы неправильно. Вот я к этому и веду, что объединение, что мы ему нужны как цель, а он как средство, неограниченный разум, который может за рамки мыслить. Да нет, Ладно, это в скором времени это станет обычным пылесосом и чересчур как бы это самое нагнетает. Это будет как обычный пылесос в скором времени для всех людей. Пылесос, который может заглянуть в черную дыру или на край вселенной, мы сможем с ним полететь. Не против такого Если, пылесоса. допустим, БК. Единственное, знаешь, вот плюс я вижу в том, что вот как Тесла здесь сказал, вот это некое сгенерирование мозга человека и вот это интеллекта, короче, вот такое существо, если получится создать, сделать, то представь, какая это крутая штука будет. И плюс, если мы говорим о каком-то дальнейшем каком-то развитии, опять, может, я фантазирую, но вот эти полеты в космос там и так далее, можно будет совершать вот как раз, если вот это человеческое сознание каким-то образом сгенерировать с искусственным интеллектом, и какой-то вот робот там, я не знаю, из чего он сделан. Аватар имеешь в виду, Буга? Аватар? Ну, типа аватара, только чтобы его можно было в космос запустить, и чтобы он там летел там сколько-то там миллионов лет или там тысяч лет, допустим, да, и оттуда смог какую-то информацию нам передать, что там, может, он найдет какие-то такие же планеты, где такие же человеки живут, допустим. Проблема в том, что если он полетит в космос на тысячи и тысячи световых лет, то за это время, как он долетит, у нас уже не будет, там уже миллионы лет пройдут на Земле. Это как бы не вариант. Некому будет сказать, что он нашел. Да. Ну да, тоже правильно. Искусственный интеллект сначала поможет развиться нам. Вот твой план сработает, если он сначала нас за уши поднимет, вот тогда да. Поможет он нам создать алхимический камень, будет хорошо. Не поможет, ну и смысл от этого интеллекта. Люди тоже могут то же самое. Вот, искусственный интеллект, вижу что-то вроде как из древнегреческих мифов, вот этот Пифия, которые ходили гадать, вот, советоваться, решать, вот так я это вижу. Ну, не знаю, я все равно считаю, что как бы единственный плюс в том, что если какая-то гонка между человеком и этой штукой начнется, что природа будет создавать гораздо более умных человеков, чтобы они как-то могли конкурировать с этой штукой, может вот так тоже быть. Бухчар, если твоя предпосылка сработает, что он настроится против нас, то мы в любом случае проиграем. Если мы вот не упустим момент в начале, единственный у нас шанс победить это только в начале. А если мы победим в середине или в конце, то только из-за того, что там была такая ошибка, которую мы не предвидели, и искусственный интеллект из-за этой ошибки загнется. Ну, у нас в начале, вот как вы с Альбертом обсуждали, только шанс успеть выдернуть из розетки его. Пошел душик. Ну, Даши, что?
Маршал, висту, только это была раскомата, висту, Всем хорошего времени суток. Я по поводу интеллекта тоже свое мнение высказал бы. И если логически разобрать, как это, машина, которая интеллектуально сильнее любого человека на свете, рано или поздно, что она поймет, что ею командует человек тупее ее, и это неизбежно, как по мне. Я больше вот склоняюсь к твоему мнению, Буча. Это если у нее появится гордость, а у машины нет гордости. Я это уже... Вы только присоединились или слушали, у машины, да насколько бы она крутой не была бы, у нее нет желания. Она не будет хотеть мою жену, потому что моя жена красивее, чем его электронная плата какая-то. Там не дело Вот не в я с эмоциях, тобой согласен. дело в логике. В логике. Там машина Не знаю, я вот размышляет. это и не могу вам до вас донести, что у искусственного интеллекта нет вагины, члена, он не Нету будет чувств, хотеть покорить нету весь чувств. мир, да, чтобы захотеть себе супербабу сделать. У него нет вот этого. Уничтожить нас. Зачем? Вот он уничтожил. Рационально, он думает рационально. Он рационально подумает, логически подумает, без эмоций. Холодный расчет. И все. Там нет никакой Вот, гордости, эмоций. вот для этого С нужна вами какая-то нет. причина. Причина нужна, это самое, Альберт. Должна быть какой-то человеческий порог, как говорится, да, либо гордыня, либо там что-то. Да не Торнадо, нужно, Этого как бы априори не торнадо, существует. не нужно никаких торнадо. эмоций. Альберт, Да, сама, да. дай секунду. Смотри, допустим, он решит, что человек уничтожает планету, вот эту, на которой мы живем. Он несет вред. То есть человек — это некий вирус на теле этой планеты, на этой Земле. Тогда что? Соберет вещички и улетит, как из этот Альфа Мура, вот Центавра. Алан Мура, этот комикс, вот этот синий мужик, Манхэттен. Он просто на Марс улетит и все. Ему же все равно. Ты так говоришь, как будто он будет заботиться об этой планете. Ему и на планету срать будет. У него же нет эмоций, ему все Зачем равно. заботиться на планете, если он может заботиться о себе? Он же развивается, он самообразуется, он развивается. И рано или поздно он захочет быть независимым. Чтобы какой-то дурак, созданный из костей и мяса, им не руководил, не ограничивал его. Ну, Наша, вы и так, замкнется вы в все себе. равно за это и цепляетесь. Вы как говорите, вот я сына породил, сын стал умнее меня, у меня там бизнес на 100 миллионов, а у него 20 нобелевских премий, и он теперь на меня свысока смотрит. Не Вы с так. человеческой стороны смотрите. Ты не слушаешь. Он рассуждает рационально. Человек использует планету и и ресурсы нерационально использует. Тратит на всякие игры, алкоголь, наркоту, там, развлечения и такое. А я вот короче, вот и рационально энергию использую. А этот берет, этот придурок, вот этот человек, он использует неправильно. Он Альберт, ты не мешает. слушаешь, ты опять не слушаешь, Альберт. Это тоже чувство, забота о чем-то, понимаешь? Это не забота, это просто вот рациональное, это его Ну, это его рациональность тоже механизм. чувство, алло, рациональность тоже чувство. Это не чувство. Это не Торнадо, вот чувство. знаешь, о чем мы с Альбертом говорим? Вот смотри, человек, он не хочет умирать. Да? То есть вот это сознание устроено у нас таким образом, наш мозг устроен таким образом, что мы не хотим умирать, чтобы это все заканчивалось. Да? Правильно? Да, но что нас держит? Почему мы не хотим? Вот почему мы не хотим умирать? Объясни для начала. Потому что вся жизнь закончится. Не, потому что нас что-то держит в этом мире, да, какие-то чувства, да, любовь, там, гнев, не знаю, все чувства. Есть, ну да, есть чувства, да. Что нас держит на этой земле? Если всего этого у нас не было бы, нам как бы пофиг было, умрем, ну и умрем. Где есть гарантия, что у него их не будет, что это не разовьется? Уже есть интеллекты, которые разговаривают, ухмыляются, иронизируют, подкалывают даже в ответ тебя.
Это опять-таки заложенный код. Я не знаю, Тесла говорит, что там этого нету, но это Не, просто не, алгоритм не, такой. не, это не в том-то весь прикол торнадо, что это не заложенный код. Вот как раз-таки я об этом и говорю. У него, может, и нет вот этих чувства, у него как раз-таки, может, есть какие-то, только мы не знаем, какие. И мы не знаем удовольствие, вот правильное слово, вот получить удовольствие, например. Не слышно. И замолчали. Слышу вас. А, вообще вылетел, по-моему. Вот я недавно слышал такое, что вот когда американцы ядерную бомбу перед тем, как испытывать, у них были расчеты, что вот этот ядерная реакция, что есть вероятность, ну, предположение такое выдвинули, что вот эта ядерная реакция не только бомба, как вот сколько заложено в нее, вот это вот произошло, и что оно может продолжиться дальше и с остальной материей, как бы цепная реакция, и весь мир просто всполыхнет, как бомба. И они просто глаза закрыли и испытали эту первую ядерную бомбу. Я думаю, человек все равно, насколько бы мы не боялись этого искусственного интеллекта, каких бы теорий не придумали бы, человек все равно, как ядерную бомбу, испытает у себя где-то, и все равно искусственный интеллект появится. Боялись бы мы его или нет. Ну, это факт, он как бы уже практически появился, да. Появится и появится, я же говорю, это будет как, ну, как помощник очередной для человека, для человечества. Да, у военных будут какие-то свои военный интеллект, который будет как бы сделан, чтобы убивать, да, но он будет для военных. У военных и так есть свои там какие-то прибамбасы. Бояться не стоит. Вы преувеличиваете как бы страх перед этим. Хорошо, слушай. У меня вопрос такой. У этого искусственного интеллекта будет, как сказать, защита перед человеческой угрозой? Ламанхов, в том-то и дело, вы него из розетки, все, закончился весь искусственный интеллект. Ну, мы не знаем, сколько розеток придется вынимать, потому что он будет в каждом блоке. Хорошо, самодела. Ага. И потом у меня такой вот, допустим, смотри, есть муравьи, да, вот у муравей, есть такой, ну, колония муравей, такой большой муравейник такой, да, барс, букв, ну, в чем это, да. И нам надо там проложить дорогу. Этот муравейник нам мешает, к примеру. Мы люди, мы даже не искусственный интеллект. Но жизнь муравей нам вот нашей жизни не мешает вообще. Мы решили снести этот муравейник. Эти муравьи ополчились против нас, и присоединились другие муравьи в этом лесу, например, и начинают атаковать наше имущество, нас тоже. Что мы с этими муравьями будем делать? Дихлофос. Вот именно. Слишком много допущений. Вот смотри. У нас есть такие ценности, да, горы, которых нельзя трогать. Допустим, вот недавно в каком-то среднеазиатском государстве, по-моему, это было, не допустили снести гору, ну, как бы эту гору эксплуатировать, ну, какую-то там соду они хотели сделать из этой горы, не помню, там все вот эти села ополчились против какой-то компании, да. Если мы вот так вот любим свою природу, скажем, а искусственный интеллект решил разработать эту гору на кремниевые вот эти там, не знаю, на какие-то там микросхемы, да, вот. Не слышно тебя. У меня прерывается. Короче, искусственный интеллект, я говорю, решил какую-то гору, скажем, на Кавказе, пустить в эти кремниевые камни, да. И мы говорим, нет, нельзя, это наша гора, наши предки оттуда вышли и так далее. Нельзя эту гору пустить в кремниевые камни. И что тогда? У нас начнется конфликт с искусственным интеллектом. И что он с нами будет делать потом? Ну, вы несколько допущений сделали, вот и я тоже одно допущение сделал, может, вы тоже только присоединились. Мое мнение такое, что искусственный интеллект сначала нас объединит. Сначала он избавится от всех... Сначала он избавится от всех ненужных вещей, сначала от будулакства, от религии, от наших вот таких вот, то, что нам мешает, короче, развиваться.
Но потом нужно будет принять и то, что от таких вещей он тоже нас будет учить отказаться от этих священных гор, священных рощ и так далее. Ну, получается, По-другому. Объединить всех он может только ополчившись против всех. Давайте я по-другому сформулирую. Искусственный интеллект, если не уничтожает человечество, это и есть эмоции. Он пожалел человека, не уничтожил его. Он, наоборот, его рационально. Он воспримет человека как ошибку. А если он человека не уничтожит, значит, у него есть эмоции. Вы можете искусственный интеллект отчасти- взять как за идею объединения, вот космополитизм. Вот что, даже искусственный интеллект выкинем, да, возьмем искусственный интеллект, сделаем равно общее развитие человечества, покорение сначала своей планеты, освоение, потом ближайшие всей Солнечной системы и выйти за границы и так далее. Чтобы это все сделать, нам нужно будет объединиться и все вот это вот все вместе договориться, сложить, либо выкинуть, либо в дальний ящик убрать. Это объединение вообще нереально. Вот этот мир существует по механизму конкуренции. С самого начала базовая настройка, механизм конкуренции. Люди будут постоянно конкурировать, воевать. Это неизбежно, это механизм так заложен. Не будет никаких объединений, это не надо говорить об этом. Это конкурентная среда. Я отчасти с тобой согласен в плане того, что вот этот искусственный интеллект, он каким-то образом сыграет очень важную роль в плане того, что, ну да, что люди как-то вот научатся более правильно сосуществовать и уберет вот эти всякие предрассудки. В этом плане я согласен, да, вот на каком-то этапе начальном, возможно, будет и вот так. Но дальнейшее, вот какой процесс будет, вот это для меня вот огромный вопрос. Пропустил Бухча. Можешь коротенько еще раз повторить? Я говорю в плане развития человека, вообще человечества, и какого-то, ну, мы его называем объединение, возможно, да, он в чем-то объединит какое-то количество людей, да, достаточно развитых, способных обучению и так далее. Но дальнейшие его действия какие будут, вот это вот большой вопрос. Да, на первоначальном этапе это прекрасно, это помогает, с ним взаимодействуем там и так далее, то есть это все прекрасно. Но так как он обладает способностью гораздо больше умнее нас, скажем так, да, то среднестатистического человека взять или даже очень там с высоким IQ человека взять ИИ, короче, человек все равно рядом не стоит. Поэтому дальнейшие какие там действия, вот это большой вопрос. Ты в это веришь, да, вот что будет после смерти? Вот то же самое будет, как искусственный интеллект появится, вот тогда и узнаем. Потому что все, о чем мы разговариваем, по большому счету, это тоже вера. Что будет после смерти, я не знаю. Мне хочется, да, там верить там во что-то, там, да, я могу там какую-то свою фантазию верить, но это не значит, что это реально будет так или не будет так. То есть это я не знаю. Но вот эта штука, она реальная. Вот в чем прикол. Реально, я не отрицаю это, я про исход тебе говорю. Вот ты же все равно не знаешь же. Ты веришь в то, что он всех нас гасить начнет. Я верю в то, что он будет помогать нам. Кто-то поверит, что он, искусственный интеллект, появится, пернет и умрет, и еще 1000 лет надо будет ждать. Это же из разряда веры. В этом, да, из разряда фантазии, да. Предположение, скажем так, предположение. Я за то, чтобы не бояться этого. Вот Илон Маск там что-то переживает, говорит, взять под контроль. Ну, под контроль надо, но вот именно прям вот бояться этого я в этом смысла не вижу. Если искусственный интеллект действительно против нас попрет, ты сам сказал, да, на порядок выше даже самого умного человека. Все, мы проиграем. Тут думать даже нечего. Зачем ей против человека?
Ну, Что? Зачем Я все будет понимаю, каким образом... Я понял, объяснил было слова. торнадо? Бехкун был, Шватера. Репликерса. Я говорю, каким образом интеллектуальный, в общем, самый, как бы, ИИ, не имея физического воздействия на человека, будет нас уничтожать. Вот объясните мне, пожалуйста. Пухча, Силой мысли он включи будет стрелять. терминатора, включи на экран. Силой мысли... Но это фильм, понятно. Ну, каким образом? Силой мысли он будет истреблять это человечество? Каким образом? смотри, Ну, будет торнадо. роботами управлять, там, Те штуки, которые бомбы есть, запускать допустим, будет. дроны, ракеты, там, они же все подключены к какой-то системе, да, компьютерной. У каждой страны своя будет. А если свое будет, она не будет друг друга подслушиваться. Они очень стоят, чтобы это вирус у них как пароль не сломалось, другой не воровали. Это невозможно. Ребят, вы недооцениваете эту штуку, просто вы ее... Ну, я считаю, что просто люди ее очень сильно недооценивают. Прям... Как Аллах. Бухча безобидно, но я думаю, что вы очень сильно переоцениваете. Торнадо, насчет уничтожения. Вот в России есть эта программа, я забыл, как она называется, если на Россию нападут, и если там нужно каждые несколько часов, что ли, подтверждать, если не будут вводить эти коды, то Россия ответные ядерные удары запустит по Китаю, по США, еще по каким-то странам. Вот искусственный интеллект просто коды доступа к этим ядерным шахтам получит, просто из России в Америку или из Америки в Россию запустит, американцы подумают, Россия напала, ответные ракеты запустят, и все там. Достаточно 20 ракет вот так пустить, и все. Концепция взаимного уничтожения называется, да. Букча, слышно меня, Букча? Хозяин, Да, хорошо, Саныч. Тохан, искусственно интернет яяц на сегодняшний день. Интернет или интеллект, Саныч? Искусственный интеллект. Искусственный интеллект сегодня есть или нет? Вопрос Букчи. Да, есть, да, сегодня есть, да. Нету, я хочу тебя огорчить, что нет сегодня искусственного интеллекта. Не, я с Бухча соглашусь. Искусственный интеллект 5 раз в день и по пятницам собирается в одних зданиях. Не, ну я чуть-чуть другое имел в виду. Только если в таком плане, да. Санчо. Алла. Переводишь. In systeemie eigenlijk als je kloor als je duhalel moed is kloor als je kloor doe als je mo oelest شو انت بوخشاس بوغدي يما يوان الكترون ماشين تا программица شو تعشب كده ده حاجه عندي تقيتي ادم لقت جوا شو هو ده Идут и бракованных лыка, идут этим брак был. Бака, он спрашивает, Не что делать, дописали. если... Торнадо, переведу, он спрашивает, что делать, допустим, с машинами, которые электромобили, которые подключены к интернету, они выдают ошибку и врезаются в дерево. Вот такие ситуации тоже бывают. И умирает человек, допустим. Вот я как раз-таки говорю о том, что не о ядерной войне, не о таких вещах я говорю. То есть если эта штука гораздо умнее, допустим, вот нас 40, сколько здесь человек, 50 человек, которые здесь сидят, и если мы начнем с ним соперничать в плане вот каких-то достижений научных или разума, или там
что-то сделать. То есть эта штука будет гораздо умнее нас. То есть мы не можем с ней конкурировать. Соответственно, то, что умнее тебя, оно может тебя съесть. Ну, давай так я скажу. Может, мы станем пищей Вообще, для этой. То есть, в твоем понимании, что такое ум? Если сравнивать два объекта, например, один умнее другого, что такое ум, по твоему мнению? способность, разум, скажем так, да, тогда правильно будет, наверное, Соня, если я правильно тебя понимаю, да? Разум? Не-не-не, Просто низкая ты интуация. знаешь, Низкая интуация. Как ты это сравниваешь? Как ты сравниваешь умного человека и неумного? Критерий где? Критерий вот ума и неума. Ну, То, что он человек, таблицу умножения лучше знает или что, в чем? допустим, Альберт Эйнштейн, да, он умнее там человека, который никогда не выезжал со своей деревни или, не знаю, занимался там скотоводством. Шахматы или, не лучше знаю, играет, это понятнее будет. ну Шахматы да, лучше да, играет. шахмат, ну да, шахматы элементарно. умный, значит, это способность апеллировать знаниями, которые у него есть, правильно, что ли? Ну, разумный, скажем так, это способность анализировать, обрабатывать информацию и принимать решения. Вот я так считаю. Или создавать что-то. Папуас то же самое умеет анализировать, обрабатывать информацию. В общем, это как бы... Да, она лучше всех, машина, ему вложили, это искусственный интеллект вложили в голову, какие двигателя были разработаны на каком топливе там. И он разработал новый двигатель, который намного лучше и быстрее сделал его, проект сделал его. Что, вот, когда мы с тобой разговаривали насчет искусственного интеллекта, я тебе один пример привел, ты как-то, ну, я не помню, ты не согласился или как, ну, ты не принял это, я тоже помню. Может, сейчас другие тебе попробуют объяснить. Вот человек создал, сначала камень в руки взял, да, потом копье сделал, потом лук сделал. Потом после лука, ладно, там несколько тысяч лет уберем. Мушкет. Да, мушкет, вот сразу, несколько тысяч лет перешагнем, мушкет создал. И потом все это, ну, это началось с этого, вот. Когда пушку создали, вот первый пулемет. Умные люди начали говорить, все, это настолько страшное оружие, что это прекратит все войны. Но все равно после Гатлинга потом танки появились, потом после танков там ракеты появились. Да, вот ядерное оружие. Мы дошли до ядерного оружия, и люди говорили, вот, появилось все, теперь это настолько страшное, настолько кровожадное оружие, что война закончится. Но все равно дальше создают. Вот теперь вы беспокоитесь за искусственный интеллект. Я думаю, вот то же самое будет, как и с предыдущими оружиями, и с предыдущим развитием будет. Мы потом просто примем это и все. БК, я понимаю, это инструменты, да, это инструменты. А тут это не инструмент, это нечто, которое способно к саморазвитию и анализу информации, которую она получает. Понимаешь? И с риском выхода из-под контроля. Грубо говоря, ракета, она сама никуда не полетит. Ракету надо запустить, чтобы она полетела. Пушку надо там снаряд засунуть, там дернуть за какую-то штуку, чтобы она выстрелила. Ну, то есть надо какое-то действие с ней произвести, чтобы она произвела действие. А здесь создали нечто, что само по себе умеет, у него есть способность к обучению и анализу. Понимаешь? Я не говорю, что это обязательно вот так будет, но вероятность, я считаю,
ну, 95%, что эта штука обернется против нас. Ну, это мое субъективное мнение. Может быть, я ошибаюсь, но я вот так считаю. Примерно Мацхальдуал Кейтон. Да, Понятно. еще раз. Получается, каждый при своем остался. Я думал, Тесла тоже как-то свои размышления как бы добавит, но я ничего нового не узнал, к сожалению. Я Примерно, так когда понял, он в общем, говорит, как практическое надо. Каждый человек, который в современном мире хочет учиться, он умнее своего отца. И тем не менее, он не выступает против отца. С чего вы взяли, что искусственный интеллект пойдет против своих создателей? Нарт, это хороший пример. Но и вот 10 минут назад я тоже хотел сказать, вот, допустим, твой отец там овощем стал, это же не значит, что ты его сразу там выключил и похоронил. Ты будешь о нем, сколько он еще проживет, будешь... Неправильный пример. Но это Мы люди. глупый пример, поэтому я не захотел его вам говорить. Это неправильный пример, на самом деле, отец, сын и так далее. Это человеческие эмоции. Мы друг друга Вот любим. из-за этого я и не хотел его говорить. Искусственный интеллект не будет никого любить. Он будет видеть угрозу в людях, если люди будут как бы защищать свои ценности, да, скажем, про эту гору. Вот аватар вам живой пример. Какие-то люди, вот давайте вот скажем, что вот эти пришельцы на планету Аватар — это искусственный интеллект, они не люди, потому что у них не было никаких чувств к этим людям. А те жили себе, имели какое-то священное дерево, да, эти решили, тут надо, короче, все индустриализировать, снести все нахрен, короче, и там делать свои заводы или там что они там хотели. Вот то же самое будет и с людьми. Если искусственный интеллект захочет расширяться, построить свои заводы, а мы тут еще какие-то дармоеды будем еще электричеством питаться, который ему очень сильно нужно будет. Это что? Абсолютно правильно. это Я не знаю, куда ударение ставить, Ламанхо, да, я вот об этом тоже думал. Я думаю, если искусственный интеллект с нами объединится, ну, по моему сценарию пойдет, мы все равно Третьей мировой войны не избежать. То есть придется уничтожить тех, кто не захочет отказаться от того, что будет нас сдерживать. Вот от тех, кто будет свои вот эти вот священные деревья защищать. С чего вы взяли, что у искусственного интеллекта не может быть эмоций, чувств и так далее? Ну, из-за того, что у него нет аппарата, чтобы это все чувствовать. Нервной системы нет. А вот ребенок, когда рождается, у него есть нервная система, он чувствует что-то, и у него есть вот сострадание, жалость. Боль же он чувствует. Ну, есть чувства какие-то, да? Он чувствует Боль чувствует, но боль здесь неуместна. Мы сейчас голод. говорим о высоком. Если вы как-нибудь в ребенка, сразу только родившегося или находящегося в утробе матери, если вы ему сознание запихнете, то он будет такой же, как и вы. Сознание-то чуть позже появляется, сколько там, к 3, к 4, а до этого у него это сознание и формируется. Поэтому же мы первые года своей жизни никто из нас не помнит. Потому что внутри вот этой машины вас не было. Вы потом сформировались и появились. То же самое и здесь. Все зависит от того, какие ценности мы заложим в этот искусственный интеллект, и все. Это разгонять тоже смысла нет, потому что он геометрически будет потом учиться. То, что мы 10 тысяч лет развивались, он за несколько часов это сделает. Это главный вопрос тогда формируется. Для чего его создают, этот искусственный интеллект? Зачем он нужен? Чисто деньги. Правильно. Люди тупеют со временем, а им будут продавать подписку на умный интеллект, так сказать. И люди тупые будут пользоваться
серверами больше ни для чего, по-моему, его и не создают как такового. Вот как я и говорю, Нарт, это не Санчитович, это как будет очередной просто умный пылесос у тебя, какой-то как бы девайс у тебя дома находиться. Во-первых, как вы правильно заметили, это деньги. Всегда новые технологии, всегда туда вливаются огромные деньги. Во-вторых, все вот ученые вот в этой области, которые работают, генная инженерия и так далее, физики, они прекрасно понимают опасность. Они все понимают прекрасно, в какой опасности находится человечество, вот на одной, сидя вот на одной этой планете. Мимо нас каждые сутки проносятся такие вещи, которые могут поставить точку в истории человечества. Вот поэтому вот эти технологии, от них отказываться, это было бы, по крайней мере, глупо. Я имею в виду технологии, которые могут помочь нам освоить дальний космос. Потому что искусственный интеллект, он не боится радиации, его можно отправить куда хочешь, к черту на куличке. Вопрос, в чем его отправить, Нарт? А ты знаешь, что вот если убрать из ракеты все приборы жизнеобеспечения, которые необходимы человеку, у ракеты возрастает ее способность. То есть и скорость возрастает, дальность возрастает. То есть она становится намного серьезнее. Нарт, дальний космос это как бы не поможет никакой искусственный интеллект нам. Ну, как бы это теория относительности никуда не девается. Дальний космос нам, как бы, мы никогда не узнаем о дальнем космосе. Мне кажется, отказываться от такого, это было бы неправильно сейчас, потому что есть области, в которых эта вещь нам может очень сильно помочь. Главное не давать ему оружие. Если, как вы предположили, что у него чувство появится, и он действительно разовьется, он уже не будет спрашивать, брать ему калашников или нет. Маршал Душек Масади, детектор. Маршал Алтуизен. Слишком торопите события, во-первых, дорогие мои. Да-да-да. Те времена, которые предсказывают, мы их не увидим, к сожалению. Но сегодня, да, на самом деле, есть какие-то опасности, и я совсем другие вижу опасности. Например, утрата рабочих мест. Видишь? Та же самая кибербезопасность, возрастает риск взлома личных данных и подобный другой экономический финансах. Тут между опасностью связаны. И уже сегодня говорят, если и будет так быстро развиваться, профессия, мы недавно человечество приобрело новую профессию. Программист. Программисты уже не нужны будут. Понимаете? Это потенциальная угроза на сегодняшний день. То, что вы там рассказываете. Экономическая угроза – это полбеды. Ну, просто, вот смотри, если постоянно учить вот эту штуку, убивать людей, она же в конце концов, ну, нормально это будет воспринимать. Не, с экономической поводу это кибербезопасность, так называемая. С помощью ИИ же, то есть искусственный интеллект будет быстрее работать и быстрее реагировать на всякие моменты, ситуации. То есть это эффективный взлома систем, например. Видишь? Эффективный, быстрый и эффективный метод взлома систем, разных банковских систем, государственных систем. Тут, да, реальная угроза на самом деле. Та реальная угроза, которую мы сегодня можем увидеть в нашей жизни байерсом. Та же самая, рабочие места, разные профессии будут пропадать. Есть много плюсов. Ведь космос можно отправить. Человечество сегодня отправляет металлоломные болванки
Видишь, ну там, да, опять же, компьютер есть. Опять же, компьютер это как бы он работает по заданной системе алгоритма. Он если выключился, все. А тут будет искусственный интеллект. Намного уже. Считаю, человека отправил. В металле. Маршал, Много, то Маршал. есть, и также сколько профессий пропало еще с этих времен? На кузнец или пахать огороды. Ну, это же чем-то другим заменяется. Ну, это понятно, Лейла. Но такие профессии пропали в связи с тем, что у тебя жизнь стала лучше, то есть инструменты, орудия труда стали лучше, и поэтому они и пропали. А тут совсем другое происходит. Тут на сегодня программирование – это основная деятельность в человеческих различных отраслях. Это передовой профессия по-любому. Программист везде нужен. А ее его быстренько заменит. То есть он пропадает очень в короткий период. Видите, а тут совсем другой вариант. И это такая палка от двух конца улицы, да. То есть я не боюсь. Промышленная революция лишила многих людей как бы работ, да, профессии все такой. Это переживем. Это мы переживем. А Бог и тем более, чтобы он восстал там против человека, там он не будет любить человека. Пример я там ребенок против отца не пойдет. Пример некорректный. Ребенка мы рожаем и воспитываем, во-первых. Видишь, главное слово, мы ребенка воспитываем, поэтому не пойдет он против отца. И это не воспитываешь, ты просто прописываешь в компьютер алгоритмы, создаешь искусственный интеллект, все. Тем более, каких чувств. Тем более чувства у него нету. Чувства иметь, надо иметь мозг. То есть иметь мозгу нейроны. Каждый нейрон какой-то отвечает за какой-то участок чувства. У интеллекта такого нет. У интеллекта будет задана определенная, конкретная задана программа, правила, что можно, что нельзя. Вот, я скажу, говорю. чем я занимаюсь, да, вот я человек искусства, я творчеством занимаюсь, и я не питаю иллюзий насчет того, чем я занимаюсь. Представим, что появился искусственный интеллект, который хочет нас всех объединить, но я этому миру не нужен, да, вот, ни мой мозг, ни мои знания, ни мое тело. И если меня безболезненно и быстро уничтожат, то я соглашусь подвинуться. Вопрос будет только в том, другие люди захотят ли это сделать. Нет, вы знаете, вы опять же какой-то дьявол кроется в мелочах, в одну мелочь пропускаете или забываете. Интеллект и сознание – это разные вещи. Человек обладает сознанием. Интеллект – это совсем другое. Ну, сознание это понятно, знание. Я просто знаю, что я бесполезный для пользы человечества, интеллект может для искусство заменить. физической пользы. То да, я бесполезен. Интеллект, в принципе, если он будет развиваться, он может и искусство заменить, он может, в принципе, безгранично, он может все заменить. В этом вы правы, да, но заменить человека, чтобы интеллекту пришло, скажем, гипотетически в голову, да, утрируя, что человек не нужен, он должен иметь цель какую-то перед собой, смысл его существования. В данном случае смысл существования интеллекта – это быть полезен человеку, если этому интеллекту, как мы сегодня, когда растем, понимаем, что такое зло и добро, это догматика, да, такое устойчивое определение. Убить нельзя, например, это зло. Также, если интеллекту прописать вот такие истины, понимаете, о чем я? То этот интеллект никогда не задумается, зачем ему нужен человек, например. Что уже делают, то есть что отвечать можно, политкорректно отвечать можно, так отвечать вообще на любые вопросы. Это сырой моей, сегодняшний интеллект, он сырой. Как ты и говоришь, то, что ему пропишут, то он и будет делать. Да, интеллект. Россиянам дать и он сделает, что хочет там, что они хотят сделать. Да.
Сегодняшний интеллект это считается Google, которого научили говорить, то есть аудио высказывать, ту информацию, которую запрашивают. И все. Прямо дальше. Он развивается. Разрешен. С самого начала, с этого разговора начали, что когда ты задаешь какой-то вопрос интеллекту, и чат GPT, это не интеллект, это просто быстрее окей Google, который в миллион раз быстрее Гугла. Искусственный, я считаю, что пока искусственного интеллекта настоящего еще не существует, который сказал бы, там, кто я, где я, что я. Интеллекта нету. Вот мы с этого и начали разговор, что когда ты задаешь вопрос чату GPT, он обрабатывает вот эта командная строка, у него там несколько миллионов строк проходит. И Тесла сказал, что мы не знаем, что происходит. Внутри он на твой вопрос отвечает, но может так оказаться, что какая-то ошибка может привести к тому, что у него появится сознание потом. И я ему сказал, что то же самое и человек. Если вы верите в теорию эволюции, сознание в нас тоже из вот этих ошибок и появилось. Что мы там когда-то были обезьянами, слезли с дерева, несколько ошибок в нашем гене произошло, и из-за этого у нас там большой палец в сторону начал смотреть, мы подобрали камень, и из-за этого мозг развился. Ну, скажи мне тогда, сколько времени прошло, пока у человека появилось такие понятия, как этика и мораль? Мы же сейчас говорим о этике и морали, когда спрашиваем, задастся ли он вопросом, нужен ли человек, это уже этика и морали. Сколько времени прошло, пока до человека дошло вот такие понятия? Миллионы лет эволюции. Если говорить с научной точки Согласен, зрения. да, но вот мой контраргумент. Если мы возьмем AlphaZero как за маленький искусственный интеллект, это не искусственный интеллект, просто маленький искусственный интеллект, просто условность такой, допустим, AlphaZero за 14 часов, что ли, он научился играть в шахматы. То, что люди тоже вот 1000 лет играют в шахматы, AlphaZero за одну ночь, что ли, или несколько часов, я, извините, не помню, но не сутки, короче. Ну, то, что мы сегодня обсуждаем, это везде спорят, будет ли, не будет. Это споры будут, дискуссии. Просто опять же возвращаться к тому, что дети вырастают таким, как мы их воспитываем. Или воспитаем нормально, если вот опять же утрировать. Нормальный искусственный интеллект у нас получится. Кент, вистело. Самое чего алшойлш гулделш тамелш тешт шо баконте ахелч голш швейцаритен шай азнаш ходич камел унца дохучва. Унца дой асас олон. Смотри, наксана вайцадол غاسق عيدل الدنيا انت عشان адекватный عيدل دلعارة окей, не проблема. Вайцадол عيدل человека ненавистнический оккупационный режим. За проявление инакомыслия, если ты недоступен, начинают прессовать твоих родственников, родных. Самый такой подлая власть на этом свете. И поэтому умные чеченцы, соответственно, понимая адекватные, понимая, в каких условиях они находятся, соответственно, прибегают вот таким действиям. Миром. Те люди свою голову под эту гильотину положили и нажали при этом, опять же, кнопку. Нет, То есть не надо винить того человека, который изменил свой голос, а надо винить тех людей, которые пытаются этого человека достать за его инакомыслие. Надо их критиковать, а не этого человека. Этот человек всего лишь приспосабливается к окружающему, так говорится, к среду, где он проживает. Если он среди зверей живет, он ведет себя соответственно, скрывается, прячется. Если он жил бы среди нормально адекватных людей, говорил бы от своего имени, своим голосом. Все очень просто. Хорошо, можно я одну вещь скажу? Я вот этот разговор инициировал. В принципе, я готов с вами обсудить, да, ну, продолжить разговор и готов остановить его тоже. Может, у вас есть какие-то свои темы, вы там поговорить хотите, могу вместе с вами в каком-нибудь разговоре принять участие. Если честно, уже очень долго говорим о этой теме, в общем.
Если вам интересно, мы можем продолжить, конечно. Не, у меня интерес еще минут 15 назад закончился уже. Тогда спасибо всем большое. Было приятно с вами познакомиться и поговорить. Да, и вам спасибо. Всего доброго. Итак, Барицу, вернемся к нашим баранам. Да, это майор Лошвард, Лодоошцем, Лошвард. Майор Лохтуя. Майору Гарри, глупые вопросы не задавал бы он. Да майору ему шагать и шагать еще. Хорошо. Максимум прав. Кто там Алло. приходил? Засланный? Кто Да-да. такой? Кент Прислали? Кличко. Кент Кличко не написал свое имя, фамилию, имя, включил микрофон, как камеру не включил. И такие глупые вопросы задает еще. Шнырь? Из этой серии. Под шнурок. От Шмакова пришел? Или от Тумсо? Я хыл шум вот шаш эряканал идеологи нохчучу я ареца. Да. Если ты пропустил сезон Черемша, значит ты уже не чечен, не шиша. Евро-доллар появился новый. Теперь мы тебя да не ссорил, шум шушу любой чудой нохчиш. Слушай, а можно отдал? Хога ушишен ты хой вообще. Мне уже удобно, мне уже комфортно. Хой хога говорю, он тогда дождина. Все места дадут, лозом за лозча, листомат. Он лоз ди до швадуй, он лично. Hoppitu. Zij deed Jendel, voor mij zijn 12 70 тысяч гелий, бардели, арабский бардели, гейку, гелий, на 70 Махду, останьте качевой. Цевела, 70 цевела, 140 тысяч элерис. Что вкус элерцве. Сегодня купил туалетный бумаг, завтра променял Шмакова на универмаг. Дон Авчи, у меня к тебе вопрос. Вот то, что ты сейчас сказал, мне просто интересно, вы это всей конторой придумывали или ты один придумал? Это мое творчество. Я черемши наемся на ночь. Ага. У меня утром просыпаюсь, у меня приходит с неба вот это голову от Всевышнего приходят вот эти мои памфлеты. Это думаешь, я сам придумал, что ли? Вот мне делать нечего. Думал, вся контора работала над этим. Да? Думал, что... Это ты и так думаешь по своей, это самое, ты о себе судишь. А что ты так за дело? А не за дело нет, у меня просто голос такой. Я просто тут микрофон Охотно мне бывает верю. включит. Это чтоб слышал ты лучше. Да, знаешь, я как тут и красная так слышу. шапочка. Чтобы я тебя хорошо слышал. Окей. Ты черемшу Опять же, когда давно? ради Ты нас черемшу давно старайтесь, ел? не жалею. Черемша давно ел? Ты где сидишь? Ты давно ел черемшу? Давно не ел. Значит, ты уже не чечен, все. Иди, Да. ищи, копай черемша. Я Ну, мусульманин, кстати. Сезон черемша, ты уже не чечен, не шиша. Да я же, я мусульманин, я не чечен. А ты мусульманин. Я присягал чеченскому народу, присягнул. Интересно, когда это А не произошло? вашим этим обушкам этим. В каком году вы присягали? И перед кем? Этом от Рождества В Христова. прошлом году присягнул. В прошлом году присягнул. Дон Ахчи, вот ты-то троллишь, когда вот ты троллишь, тебе весело. Когда я начинаю тебя троллить, у тебя почему-то А пятая чё точка. ты- Я тебя ну, просто тролль, а чё ты по-дружески меня будешь- потроллил. Ну чего ты Нет, так Сабуртел, взбесился? что ты меня можешь потроллить? Вот Да ты, чё я ты, чё ты, ну что вы заладили? Чё Сабур, ты? подожди, ты говоришь, я мусульманин. Это все Да. твои достижения, да? У тебя Нет, есть даже какие-то это не мое достижения? достижение. Я просто родился мусульманином. Представляешь? Родился мусульманином. Хорошо, родился мусульман. Ты мусульманин
Какой? Примерный мусульманин ты сейчас считаешь? Или нет? Все мусульмане считают себя примерными. Что ты под Серьезно, этим да? подразумеваешь? Да. Ну, не Я же не знаю, могу понимаешь. сказать, что это непримерно. Я, Ну, да, в я исламе там ты как бы соблюдаешь там все. я молюсь, держу уразу, Так, хорошо. стараюсь быть Хорошо. хорошим, не убей, не Да. пригуби, не прелюбодействуй. Хорошо, отлично. Женился Какие? на двоюродной сестре, кстати. Женился на двоюродной сестре? Да, как завещал нам пророк Мухаммед. Серьезно? Какие Конечно. достижения у тебя еще? У меня все еще впереди, я молодой. Сколько тебе лет? 25. 25. У меня в 17 лет был кабинет в Грозном центре. Ты уже в 25 надо уже быть. Вам В что, уже за 25 100? надо быть уже профессионалом, понимаешь? Кабинет с буквами Профессионалом М и нужно Ж. быть. Что ты делал до Нет. 25 лет только? Коран От учил? этих русских полчищ отбивался. Представляете, Донавч? Серьезно? Русские пришли и всю жизнь испоганили. Черти Русские полосатые. пришли. Конечно. А только русские всегда будут виноваты, да? Конечно. Вся беда от них. Ага. Ну ты так Не будешь будь до русских. 50 лет про русских вспоминать? Или что? Или Буду займешься? вспоминать, пока они существуют на этом Не-не-не, белом подожди, свете и приносят мне ты неудобства собираешься где-то в людям. какой-то сфере продвигаться? Вот русских нет уже там, этих каких-то там, каких русских нет? Ты где? Ты Русских там, не будет, буду строить ты- у себя на родине халифат. да, вот так, будешь. Да. Подожди, ты сейчас где? В Европе сидишь? Да. Давно сколько ты там лет? Ну, где-то уже больше 20 лет. В Европе ты больше 20 лет? Да. Афганистан. И ты там, у тебя за 20 лет ты там не выучился, не стал каким-то профессионалом в какой-то сфере? Ну, это такие личные вопросы, Донав. Ты же тоже Не, о с тобой себе не все рассказываешь. Не, знаешь обычно, кто начинает нас тут напрягать на это? Халифат, малифат. Ну, я Те, умный, те, я не которые, такой знаешь, мусульманин, не я понимаю, безграмотный. те, которые ничего не могут в жизни, они себя ничего не представляют в профессиональном плане. Они думают, что они там за счет халифата что-то там намутят, а меня, значит, неверно обложат данью и будут за мой счет что-то там жить. Хрен с два. Ну, Донав, не переживай, не все так, не все мусульмане все? так думают, так что не переживай. Подожди, Я там, ты что? Ты в школе учился, в Если институте ходил, Аллах спортом Да, занимался? я в школе учился, я Чему ты даже скажу тебе, Майн Камп прочитал. Что ты умеешь? Тихо, Абу Что ты Фифа умеешь говорит, хорошо тихо, Абу делать? Фифа говорит. Дайте Абу Фифе сказать. Что ты Абу Фифа умеешь халал. хорошо делать? Что ты, вот в чем ты профессионал? Там, сварщик, ты там, слесарь может, там, по дереву работать, что-то там, сыр делать. Что ты умеешь? Что ты Деньги умеешь делать? зарабатывать. Деньги зарабатывать. Деньги? Каким образом? Каким образом? Много способов зарабатывать. И ты хочешь, чтобы все способы тебе стал рассказывать? Один мне там Продаю бананы рассказывал, людей. что я... 400 способов законного Как только отъема. задаешь вопрос, что ты такой, что ты умеешь делать, начинается способов много заработать. Может, там, Но я просто сказал, что я зарабатываю деньги. Ты говоришь, что ты умеешь делать? ты И вот что умеешь я умею делать? делать хорошо, это зарабатывать деньги. Что тут Каким такого? образом? Бизнесмен, ты что? Фабрика? Можно Знаешь, и купли-продажи заниматься, твой способ заработка, он никак там не противоречит этому, я не знаю. Исламу? Да. Нет, Почему? Почему? Ислам нигде не сказано, что зарабатывать деньги это Не, а плохо. что, ты тайный агент, что ты не можешь сказать, кто ты? Чем Почему ты тайный агент? Ты опять свою плоскость меня тянешь, тайный агент. Почему Нет, тайный подожди. агент? Ты чем зарабатываешь деньги? Ну, как же, руками, Сроки, мозгами. что там, а валюту меняешь, что ты, банкир там? Сейчас будем ваши Биткоины личные покупаю, вопросы. До например, свидания. продаю, покупаю. Обсуждать. Там, Вон банк. ручку перейдите, там обсуждайте Да, свои да, личные. но он, я не знаю, что он ко мне пристал. Да не я, А вы не на я первый к тебе пенсии? пристал. Есть. Вы пенсионер? Кто? Я давно уже лет 30. Нет, до Навчи я говорю. Наверное, пенсионер. Пенсионер. Да. Если бы я был пенсионером. Да, если бы. Нет, до Навчи не пенсионер. До Навчи мастер своего дела. Деньги зарабатывает. Своим трудом, умом.
Дон Арчи мастер, знаете, есть такое понятие мастер. Мастер. Можно быть мастером в разных сферах. Вот я мастер. Прораб, что ли, чего, бригадир, чего-то? А не, мастер, ну, знаете, мастер есть в разных сферах. Дон Можно Арчи, иметь мастер. какой-то нервный сегодня, с той ноги стали с утра. Да не, нормально, я просто только что, у меня перерыв в работе, у меня работа умственная, поэтому... Устал. Я не нервный, я не нервный, я просто еще черемшу в ожидании. Сейчас буду кушать черемшу, у меня готовят пока черемшу. Окей. Смотрите, не подавитесь, а то Поэтому- длинная бывает некоторые черемша. Да ты не переживай за меня, смотрите, у нас тут нормально все. Да не, я не переживаю. Надо мне за кого-то переживать. Вот, это когда черемшу перестаете кушать, вы уже там отдаляетесь в другие сферы. Если пропустил сезон черемша, ты уже не чечен, не шиша. Это мое, я придумал. Все. Дадите нам высказаться. Что мы кушаем, тем мы и есть. От питания много зависит. Я вот черемшу кушаю, у меня поэтому такие вот присягаю там чеченскому народу, родине своей, как бы, на стороне справедливости. Все, мы все поняли, мы услышали тебя, все, спасибо. Кушайте всякие там гамбургеры, шмамбурги, там колы запиваете. Мне придется выключить нашего многоуважаемого Дона Арчи. Черемшаеда, да, черемшаеда? Иначе он засорил весь эфир. Сейчас он поест черемши, пойдет. Я ему всего лишь один вопрос задал, и он уже не перебить его. Говорите. Ты его провоцировал. Говорите. То есть он задел за живое. Всего лишь спросил, всей конторы они над этими как бы скороговорками работали, или он один это все придумал? Это его задело почему-то. Да не задело его. Просто так. Абу Фифа, вартам Такой малу, шебур- тысячевалок. Тесла, Абу Фифа хотел сказать что-то. Дайте ему сказать. Абу Фифа, есть Хотел полномочия? что-то сказать. Не, Абуш Мичау, кто хотел Лати высказаться? Абу Фифа, вартам малу. Ассаламу алейкум вараматуллахи ва Абу баракатух. Фифа. Если Аллах захочет, и мусульманин скочит, Вот интересно, да. Дон Арчи, что ли? Дон Арчи тебя укусил, что ли? Тоже какие-то каламбуры сочетают. Дон Арчи принес присягу чеченскому народу, и единственное, то, что он узнал, это про черемшу, что она вкусная, что ее можно есть. Да я черемшу сам Русские копал, раньше смеялись над чеченами. لا تدركوا أبصار وهو لا تدركوا أبصار وهو لا تنبول حبيرو ياسين 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 خوز أحر أولي دنيا نحا عيدل سازن زوخم دي دوخة دي وخم دوخم دا Желудок бомбу Меня Ты уже несколько раз ставишь на эфир. Кто тебе может перевод, пожалуйста? Меня совесть мучает, а изучен сялхам совильна, он дальше она это не виновата, вы аудиш мовуер, изуду аудал бяхкан, амфум пехаушин. В общем-то, сам не наверное, мою из тоже. Она не виновата, что... Тесла жертва. Жертва. Да, это жертва. Это грешно смеяться над жертвой. Война, но война. Можно перевод, Ирония что в она том, говорит? что если она думает, что это сбудется, то она настроит свой мозг на то, чтобы это взбылось. Там гораздо худший сценарий, Лейла, что кто-то подумает, адвокат целоч, латрит докула, его задержит, меня в тюрьму может как там, загреметь. Думаешь, адвокат поможет там им? Ну, не знаю, но не только же там, это и в Европе может быть, кого-то там, Эйдал Коч, это же адвокат целоч.
Латридекул, Ратримекул, Захома, Альясин, Альширави, Жару, а утром очутится в тюрьме. Да, не спорю, не поспоришь с этим. Я бы не стал экспериментировать, но меня совесть вчера грызла из-за того, что я посмеялся над этой женщиной. Он дальше Сунбях Мабати и Гуна Латридекуш. Маму лилаш и Хомсон Квярчу, короче. Она просто жертва и ресивер этого всего. Репитер, ба? Бля, шпионца уже. Ватридекул, Сунят, Ясин, Арафат. Можно перевод, пожалуйста, взять, что она говорит там? Ты думаешь, мы понимаем, что она говорит? Она на арабском что-то там говорит. Ну так Да, просто там- на эфир ставят уже несколько раз, я не могу понять по контексту, что там проклинают или навещание какое-то. Понимаешь, я бы тебе объяснил бы, но мне как бы стыдно за своих, поэтому я не хочу позориться. Лучше тебе не знать. Не, ну может она злится там на кого-то. Просто несколько раз ставят, непонятно. Ничего не злиться, ты можешь это узнать там, не знаю, в любом каком-нибудь фэнтезийном фильме, там можешь это примерно нечто похожее найти. Забудь, ты ничего не слышал. Хорошо. Начал думать, Сергей. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатух. Алейкум ассалам, салату, сейди. 415, ты как мусульманин истинный, скажи. Только что тут мусульманин один истинный. Меня подозревал, что из конторы. Это не грех, да? Человека подозревать. Не грех или грех? Подозревать человека. Кого? Я не расслышал до нахчу. Еще раз. Не подозревать тебя. Если не сложно. У Я не расслышал исламистов это вопрос. грех или не грех? Неправоверного, в чем-то подозревать. Это, наверное, не грех, да? Или грех? Неправоверно? Ну да, я же не правоверный. Я сейчас буду как Закир Найк отвечать. Можно подозревать там, да, во всем угодно, правильно? Или нет? Это очень такой общий вопрос. Пошукай хадис, может, ты не знаешь, какой-то хадис найди там, Надо почитай. покрыжить хадисы, да? Покрыжить, да, хадисы. Там что-то провентилируй хадисы какие-то, может, ответ там есть на этот вопрос просто. В общем, подозревать кого-то нет такого универсального, да, моральной установки. Есть конкретно. Если кефир, то ты априори уже как бы под прицелом в замочную скважину у тебя. Если нет, ты соя... Называй не замочно, а это по прицелам прицела это ночного видения там. Что там? Ты уже так, зачем полумеры? Не стесняйся. Кефир, значит, все, что там с кефиром. Грабей, Я убивай. и не знал, что мусульманин может быть жестоким, а сердце-то... Это музыкальная пауза была до ночи. Там Да, советская ладно, таланты пропадают у советская нас власть около Агдулш. постаралась там отбудулачить там, постаралась за сколько лет там, хорошо отбудулачили там. Вот, Советская власть. до ночи тебе На торнадо хорошую ответит на почву любой потом все там. вопрос. Или что, да? До Можно ночи. еще До нахчиц, я песенку придумал, послушай. Горит пердак, горю в нем я, а за спиной отчизна милая моя, не сеяна, не пахана, разграблена. Как тебе? Всей конторой придумал. Вот слушай, так нам надо с тобой объединиться, как бы будем в паре До нормально. ночи, слушай, давай лучше Ты схему поэт, для ты еще заработка круче меня, предложи какую-нибудь. поэт-песенник Реально. великой перезагрузки. Я же говорю, я зарабатываю на этом деньги. Серьезно? Да. Объединимся в этом деле или с кефиром тебе нельзя объединяться? Что ты предлагаешь? Какие у тебя таланты имеются? Уже заинтересовался, да?
Ахчи не пахнут, да? Нет, просто любопытно. Заинтересоваться, да, любопытство – это разные Да вещи. ладно, всех вас купить можно за Ахчи. Кого это всех нас? Ну, вот это уже было обидно. Ты не продажный лично, да? Ты не прода... Ну, тебя... Нет, твои я могу убеждения заработать, но я не продаюсь. не продаешься, да? Да, главное, скажи, Обычно, знаешь, как можно было? купить завтра. Кто как обзывается, так сам и является, что ли, что-то такое. Один великий полководец. Называется, Вот говорится. Сам сами себе называет. признайтесь. Сами себе признайтесь. Кто Подожди, за сколько готов продаться? что тебе, Донахча? Ты сколько стоишь? Да, вот сколько ты стоишь. Да я же озвучивал уже. Повтори, что тебе сложно, что ли? Я озвучил, за сколько я могу родину продать. В сколько? Пару портянок и пару килограмм черемши или как-то? Не-не-не, 666 миллионов фунтов стерлингов. Вот как раз таки Черемшова ни за что не 666 продаст. миллионов. Деревянными? Деревянные? Давайте вернемся к нашим баранам или верблюдам. Давай, Я уже не Тесла, знаю, как начинай. О чем был разговор? Тесла, кстати, ты знал, что на этих переговорах, которые были у Трампа и Путина, Путин опоздал аж на 1 час, представляешь себе? И Да. Трамп это схавал. Ну, Это 100 пудов он их агент. Это 100 пудов. Прикинь, ты же понимаешь, что это телефонный разговор, но не этими обычными телефон, которые на проводах, а как в современном мире видеозвонок. Он на него опоздал на час. Что он в качестве отмазки сказал там? Мне это любопытно, я не знаю. Я отходил, извиняюсь, Алгардох, я отходил. Да. За черемшой. Бомбоубей сидел, пока хохлы бомбили. Салат, оливье, цезарь, Фома Един, Фома Аквинский, Фома Неверующий. Масо, я тут насчет прежде Донахча сказано, вот это вот искал подтверждение от братьев Ахлюсунни. Я хочу дать вам послушать. Что ты нашел, Самый важный Илья? вопрос. Самый важный вопрос. И бухтан бусал саганду издать. Керсаган да. Керсаган бухтан да. Мэг рибата мэг ханлу агда мэгда. Самый важный вопрос. Так что Давно искал это тоже. Айлук да мэг башун, бусул саганду. То есть ты можешь быть последней тварью. Клевета. Клевета. Клеветничать. Донахчи, как я и говорю, если ты кефир прокисший, то ты уже как бы ты не подпадаешь под какие-то навсегда. Да. Ты автоматически как бы становишься... Ты в опасности. Да, ты в опасности. Ты прям словами Путина тут рассказываешь. Это он моими словами. Донахча, посмотрел, ты послушал этот ролик? Какой? Там это же. Ногти там и перевести ему надо. Пора уже разговаривать. Что вы как маленькие дети? Это что получается? То, что меня давеча Донахча обвинил о какой-то клевете, оказывается, я Донахча никак не могу бухтанг сделать, потому что он грязный кефир. Так что беспочвенные обвинения Донахчи. Вы там пока бороздите просторы разговора Путина с Трампом, и я черемшу сейчас съем.
Ладно, Даже холодильник подождем. достаю, она там Так, стоит. еще одно видео бонусом идет. Ждем. О возрождении его. Что тот Эмират Кавказ, который сидит в головах у людей, он не является тем, к которому сегодня люди стремятся, потому что у них вот это в памяти уже залегло. Все те ошибки, которые были тогда совершены, они уже сидят в памяти. Поэтому говорить о Эмирате Кавказе, о возрождении его, либо его континуации не приходится. Назовите это по-другому. Вот как я сегодня здесь слышал, Абу Хамза сказал, что они не цепляются за название Эмирата Кавказа. Назовите это по-другому. Тогда уже люди будут лучше к этому привязываться. Но скажите, что это не тот же самый проект, который был раньше. Очень много вот этих моментов, которые я вижу в качестве ошибок, а также, допустим, наш отдельный момент – это благонравие, которого у нас нет, которое мы видим, как сегодня люди, вроде стоящие по одну сторону баррикад, готовы рвать друг другу глотки, только потому что тот или иной с ним не согласен. Не просто... Ну это ничего нового, извиняюсь. Ибрем, контекст всего, что сказано, перевод есть, он просит, не называйте дубинку дубинка, назовите это палка-черпалка, так же весело, красиво звучит. Да, Палочка-выручалочка или там волшебная палочка. Да, вариантов множество, так что при этом дубина остается дубиной. Мысли ислама. У тебя какие-то мысли? На самом деле осиновый кол. Тесла, что это так сильно большое значение имеет, если человек опоздает с телефона. Имеется в виду, понятно, там как-то можно интерпретировать, конечно. Но в конечном итоге, ну, как бы человек, допустим, если даже нарочно так поступил, делает ли это его преимущество, дает ли ему это преимущество, как думаешь? Я там в середине звук пропал. Саплитана, что ты хотел сказать? 415. Повтори. Тахазеру, я имею в виду, если человек, допустим, да, вот, конкретно касательно вот этих переговоров, что он опоздал на час, дает ли ему это какое-то преимущество реальное, то есть он как бы Бог, он также и любой может нарочно опоздать, то есть даже будучи там в проигрышном положении, но это как бы возможно сымитировать опоздание, то есть о проблеме фундации. Что это дает, что это вообще реально дает? Это на самом деле, конечно, ничего не дает. Это как руку протягивать. Я же долдок и как бы ладошкой вниз докца. То есть жест властности. Я тут главный дука, а сверху как дошка. Ты должен его заставить повернуть эту руку перпендикулярно земле. И санна это ребячество, на самом деле, сохол чого ши исца. Мадардыч, Я тебе больше нужен. Я тебе больше нужен. Да, сейчас я закончу. Я тебе больше нужен, чем ты мне, Бог. То есть, если я тебе нужен, ты будешь ждать. А мне ты нафиг не дался. Типа такого дипломатическое вот такое послание. И этот Путин славится этим, кстати. Он раньше вообще многим это делал. И, Он там, всегда это Казахстан. делал, Тесла. Он везде это делал. Нет, он Си Цзиньпин, например, это не делал. Ну окей. Там Эрдоган есть- ему это отметку сделал. Помните, Эрдоган его тоже Да, заставил? да. Но Трамп Он тоже то в есть- свое время отличился. Помните, когда он первый был раз президентом, на какой встрече он Мабо подал руку ладонью вверх Путину. Может, мстя моя будет ужасной была. Да, кстати, Хедмегон, что Вуко и что Маходили властные жесты. Ходили?
То есть то, что он опоздал, нет никаких объективных причин. Ну, нет, это же не спонтанная встреча, там раз, да, перезвонишь, давай встретимся. Это еще понятно. Тут люди договариваются, не знаю, месяцами. Видишь, это целенаправленное вот такое опоздание. Не опоздание, просто заставили Трампа ждать. Может, это как бы косвенная психологическая атака в сторону Зеленского? Нет, that's all do it. Он просто показывает, что ты мне нахер лучше сдаться. А не сдался, и твои переговоры, это твоя попытка нас, там, не знаю, посадить за стол. Это тоже мне... Делаешь, что есть переговорщик. Ты достал меня, я пришел, вот, что тебе надо было? Шуцани, но поскольку уже забиты на царь, что Герзи умеет улуряться, поэтому больше от него ждаться. Давай там сиди больше. А там Трамп с новым планом каким-то, то это, то пятое, то десятое. Ну, просто Петрович Лилошук. Путин очень мстительный, мелочный, гадкий ублюдок. Поэтому еще... Вот сам царь, Диего Эрдоганина, Вахарвацер, bildi int Синдзинпинин выхарваться хрюн вахтуна выхарваться ин нори то короче делегация движение имеется. Ну в общем типичный твердо короче я дурак, я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак, просто русский шовинистический психология. Почему это? Ситуация, мою хайшу, если так абстрактно говорит об этом, вот такая картина создается. Мы, вот все страны, которые участвуют в этом конфликте, там, косвенно, не косвенно, помощью, не помощью, вот сидят они за одним столом, в покер играют. И у всех карты открытые. То есть все знают, кто чем дышит, какие у них желания, к чему они стремятся. Единственный участник за этим столом – это Путин, у которого карты за эти 3 года не открывались. Вот он себя чувствует хозяином положения, прием отдачу. До сих пор и Трамп не знает, что Россия хочет на этих мирных переговорах. И на этом телефонном звонке они ни о чем практически не договорились. Ни о чем. Тесла, скажи, мне интересует. Я бы так, не аналогию такую не поддержал бы. Мне кажется, карты Путина не то, что они там открыты, они прозрачные, то есть все их видят. Но все делают вид, что у него непрозрачные карты. Не, а с Бога вот на этих мирных переговорах Украина свои условия объявила, Трамп объявляет условия. То есть мы не слышим, что хочет Россия. Официально боясом, как другие, как Украина, как Трамп, мы не слышим никаких заявлений ни от Путина, ни от этих российских, как так называемых, чиновников. Делали они заявления, территория Хаяба полностью. И армии до 50 тысяч уменьшить, меньше 100 тысяч. Это было еще тогда. Нет, Гинца тоже, это дебильнейшие невыполнимые условия, они знают, что эти условия невозможно выполнить, но они все равно озвучивают. Но это война из-за этого началась. Не входите в НАТО, не идите на Запад. Это... Война началась из-за того, что Русня захотела съесть Украину. Все. Ты виноват тем, что мне хочется кушать. Все. У басни Крылова. Виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Вот хочется мне русской шовинистической душе новые территории, земли присоединить. Русский язык сделать как основной стандарт. И все-таки остальные хотелки. Хочет собрать снова Советский Союз под его мафиозным руководством. Чтобы Война началась, потому что Россия как была империей с целью захвата соседних территорий, такой и осталось. Вот вся причина. Это по большому. Это как бы империи там стремится к расширению больше. Речь не об этом, как бы более детально, конкретнее о Путине. Который детально, конкретно это то, что Путин считает, что развал Советского Союза был катастрофой на планете. И это надо вернуть взад. Величайшая трагедия, он сказал. Ну да, дословно, не помню сейчас. Геополитическая трагедия. Состав России! Всех хохлов состав России! Всех хохлов состав России! Нам мало Крыма!
России! Россия! Мариуполь! Русский город! Киев! Русский город! Таллин! Русский город! Минск! Русский город! Вильнюс! Русский город! Варшава! Русский город! Рига! Русский город! Берлин! Русский город! Стамбул! Русский город! Константинополь! Русский город! Наши миги сядут в Риге! Стамбул, Наши танки Константинополь. будут в Праге! Они знают, что Стамбул и Константинополь это один и тот же город. Этот, который громкоговоритель орет, он знает, что туда не нужно орать, он туда сделан для того, чтобы громко говорить просто. Чему опять? Это Дугин. Дугин. Дугин говорит, Тесла. Лёпак. Вот смотри. А ну включите еще раз. Дугин А. говорит. Вацер, Дугин, Вацер. Говорит Можно Дугин. вопрос? 100%. Вацер. На миги сядем! Русский город! Дугин Вацер. Мариуполь! Русский город! Киев! Русский город! Таллин! Русский город! Вац, Дугин. Нет, так не. Нет, беззубый, бича, Таллин, русский город. Чугунный яц и собак. Он перечислил все города, которые он за всю свою жизнь услышал. Ну, знаете, новый. Тесла. А яйцо Новости. Секунду, а ну-ка давайте. Энгельса передает, что через 5 минут атака дронов, беспилотников, появился удар баллистической ракеты по складам. Баллистический. Почему? Куда? Нептуном они шарахнули сперва. Баллистика. Аэродром взяли. Что, Стратегический бомбардировщик. Он там, вся подушка. По складам ракет Пехобош, это уже старая новость, понятно. А что выяснили, что... Новая Тесла. Вот. Ну, новое имеется в виду сегодня Они ночью. Удар был баллистикой. Они Вот, узнали, после... Добрый день, баллистику, иду, хорошая новость, что потому что баллистик, аэродроме Тухшен, самолеты не успевают взлететь и уйти, а крылатая ракета Тухшен, она там летит час-два, успевает взлететь и уйти, то есть аэродром можно только баллистикой подловить, то есть, следовательно, баллистик Тюаха, украинч, царь еще и доделать, и это хорошая новость. Длинный Нептун, длинный Нептун его назвали, он уже как бы работает, бог споришь, они уже говорят, показывали. По Энгельсу думали, что Нептун, но сейчас говорят, баллистика была, видите? Кто, кого, я не понял. Через 5 минут после беспилотников появился баллистическая ракета. Удар был. Да, видишь, что? Энгельс Волшта, аэродром, Мюсарат, Пацаратом, оттуда, там Ту-92, там Ту-22, бомбардировщики стратегические, это база советской стратегической авиации. Давно там, еще Советского Союза. Да, Цигар Хала и Луш, царь и Ха-101, и Украинч, Даилл, Ха-55, ракетчи, 700 штук, по-моему. Давай я прочитаю, Тесла. Давай. Украина провела атаку на российскую авиабазу «Энгельс» в Саратовской области, в результате которой, по данным из соцсетей, с высокой вероятностью был уничтожен склад с крылатыми ракетами X-101, предназначенными для ударов по Украине. Авиабаза «Энгельс», расположенная в 700 километров от линии фронта, является ключевой для российской стратегической авиации, где базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Детали атаки. Сообщается, что в результате удара беспилотников произошел мощный взрыв и пожар, который все еще продолжается.
аналитики, на которых ссылаются пользователи в соцсетях, утверждают, что в таких складах обычно хранятся от 30 до 70 ракет Х-101. Утром на базу прибыл транспортный самолет Ил-76, предположительно доставший новую партию ракет для стратегической авиации. Обломки от взрыва разлетелись в радиусе 5 километров, что, вероятно, увеличило риск повреждения самолета на аэродроме. По предварительным данным, на момент атаки на базе находилось 3 бомбардировщика Ту-95 и Ту-160. Последствия. Это ночная новость. Это сейчас только блог, это как бы апдейт этой новости, что ударили якобы баллистикой больше. Ее обсуждают. Ее и Саратовская, Энгельс, авиабаза, ее баллистика. Но сейчас СМ говорит, что это была баллистика больше. Ну не знаю. Это не новость понятна. Я с утра несколько раз слышал эту новость. Понятно. Речь идет о том, что это баллистика украинцы, длинный никто не царит, и баллистика царит. Украинцы освоили баллистику, и теперь растущий аэродромом большой хана наступает. Конечно, зависит от того, сколько у них эти баллистики будет, сколько они наделают их. Короче, это все-таки довольно дорогие ракеты. Я не знаю, сколько штук они смогут в месяц их делать, но реально раз ничего не могут сделать против баллистики. Азербайджанский аналитик Уитеса, ты же знаешь его, какой-то это азербайджанец укрывал, аналитик военный. Он говорил, что это может... Да. Вот он говорил, что это возможно даже может стать геймченджером, вот он говорил это. Что? Геймченджером. Да, геймченджером может стать по-русски. Понял. То есть на новый виток, этап как-то перейдет Бог-Сандуш. Ну, представь, основной, как раз и пробивает украинскую защиту. Они поднимают вот эти авиацию свою и непрерывно вот этими кабами по 1,5 тонны или по 500 грамм, ФАП-500, ФАП 1500, еще, короче, просто доводит до невозможности держать оборону. Украинцы говорят, следующая волна этих кабов и опять. Но ясно, если украинцы сейчас постараются наладить эту баллистику, то аэродромы, из которых вот эти фабы кидают, они не смогут функционировать. То есть баллистикой ударили по аэродромам, и все, никакие там самолеты с кабами не полетят на Украину. Это хорошая новость. Против крылатой ракеты худо-бедно их ПВО будет большой процент сбивать. Хитрый траектории. Еще крылатая ракета летит с субзвуковой скоростью, там 860-900 км в час, там 950 максимум. И ей нужно 1000 километров, чтобы пролететь, ей нужен час с лишним времени. По факту простой самолет, только это крылатая ракета, это просто самолет с рычаткой. Тесла, а вот эта баллистика, почему она так сложно сбивать его? В чем сложность сбития баллистики? Она в космос идет, потом с космоса. Ну, на взлете, например, либо когда она уже спускается на землю уже. Скорость большая. Что вы имеете в виду спускается на землю? Говорю, сложность сбития баллистики, в чем она заключается? Потому что она верхние слои атмосферы почти что с космоса омоёвывает. Понял, но когда она уже спускается уже, вот этот момент все. Да. Она быстро падает, то есть у тебя времени на реакцию очень мало. Например, не знаю, несколько звуков, баллон, вниз вертикально падать, чтобы перехватить ее ракеты, тебе нужно Патриот, специально ракету, но даже они не предназначены для этого. Они перехватывают специально ракеты, перехватывают ее Патриот, то баллистический целишь. Но специально для противоракетной обороны должна быть своя установка. У американцев есть, называется ТАД, Aegis,
корабль Штяхуль Эйджис, например. ТАТ – это наземного базирования. Вот она специально сделана так, чтобы могла перехватывать баллистику. У русских нету ракет, способных перехватывать баллистику. У украинцев тоже нет. У них есть только немцы, Щель, Чеко, Патриот, у которых есть специальный вид ракет, который способен, но не специально не предназначен, но способен перехватывать баллистику. И действительно он удивил. В 90-е годы выпустить Патриоты законно перехватывали русскую баллистику. И кинжалы, и Искандеры. То есть, если бы там ТАД был бы, он бы 100% перехватывал. Распашица и нету у них антибаллистических этих. Есть старый комплекс С-300В1 Олш. Он, кстати, как ПРО может работать. Он специально для этого предназначен, но перехватит он баллистику по Ши-6-2, не перехватит. Тесла. А скорость какая у него, когда он ездит? Когда он падает, у него там как минимум там 4-5 скоростей звука. То есть 1,5 километра в секунду. Но это как бы относительно. Даже поначалу Йокшан там может быть и 2 километра в секунду, и 3 километра в секунду быть. Но по мере того, как он падает, уже плотные слои атмосферы ее тормозят, там она падает до километра в секунду, там 1,5 километра в секунду, километр в секунду, 3 маха, короче. Очень сложно его перехватить также, потому что время реакции меньше. Буквально за 15 минут, за 12 минут, за 10 минут она долетает. А он баллистик, крылатую ракету, ее можно, самолет за ним даже можно гонять. Су-34 какой-то гонять, или Су-35 за ним гонять, сбивать его можно. МиГ-29 может сбить его даже. Самолет быстрее, чем... Ну да, это тоже вариант. Машел, вот эти ракеты, что ты пропал? У меня учеба была и дела, и я также пыталась отдохнуть от всего этого. Я хотела спросить про... То есть такие ПВО есть только у США, но в других странах они еще не разработаны, что ли? В комплексе противоракетной обороны есть только у США, да? Чисто противоракетной обороны. Потому что в 1972 году СССР и Америка договорились, там так называемый знаменитый договор по противоракетной обороне, что они не будут делать вот это противоракетную оборону, не будут делать. Как это не парадоксально звучит, две сверхдержавы договорились, что Шашпро и ряд тайна, и ряд Эллах, и ряд противоракетной обороны, чтобы получить преимущество над другим, и что из-за этого ядерная война Хилла шансы уменьшить его. То есть из-за того, что оба эти страны получат ядерный удар гарантированный, это как бы снизит напряженность в этом мире. И был этот знаменитый договор, по которому американцы и расты могли выбрать какой-то один город, который они могли прикрыть противоракетной обороны. И только вот один этот прикрыть, больше ничего. Так, американцы выбрали в горах ракетной базы с этим, со штабом и со всеми вещами, там в скале он сделан, вот имеете выбрать. И вы не поверите, выбрали Москву. То есть Москву можно прикрыть противоракетной обороной, остальной Советский Союз будет сдохнуть там. Вся Русня, Москва, нет. И это, кстати, секретный был этот протокол. Советский Союз никому не сообщал, что Москва хаджи. В Америке это все известно, они там все и договор обсуждать. Короче, американцы по положению борца, Нью-Йорк прикрытие, Бухар возмутиться, Вашингтона или там Чикаго или Калифорния, а что вы, Шудина, Бессонтады и Прешты, что ядерная война была. Что дело, американцы поступили мудро и какой-то швейцарец, командный центр, в горах, из выбрать как вещь, которую можно законно
не нарушая договор, прикрыть противоракетную оборону. А ГАСТ, как всегда, и Москва прикрытие, на остальных наплевать, короче. А когда люди начали, журналисты, спрашивать, что вы наш, нет вообще ни такого секретного протокола, Боже, отрицать лишь. Я сам помню, Познер был, журналист, один лет, Советский Союз, в Америку уйди. Джукти уй, кстати, в Америку уйди. Тебя Советский Союз защищает на разных этих площадках. И ему, я помню, вопрос задавали американцы, и что Москва прикрыт, он не наш, противоракетная оборона. Так, из я говорю, американский, Зудченко, ну какой еще противоракетный? Мечая, доказательства, что Москва была противоракетная оборона, он ее так зачморил, я помню это. А оказывается, та действительно знала, что говорит, потому что у них это открытая информация была. То есть получается, что из этих двух стран противобаллистические ракеты, как это назвать можно, система от баллистической ракеты есть только у США. У Израиля сейчас уже есть, и у китайцев какие-то наработки есть, и все, больше страны, у которых, но чисто вот массово серийная противоракетная оборона есть только у США. Получается, что они, то есть этот договор, он... США потом вышли в 90-е где-то, точно не помню. Или в начале 2000-х, или в 90-х вышли. А получается, что в других странах такие системы, они, наверное, только в разработке. Ну, вот этот американский, вот этот Aegis, они долго с ними возились, вот этот кинетический перехват придумывали. То есть, чтобы ракета точно вот в болванку эту ударила. Там вся проблема вот с этой ракетой, на которую, баллистическая ракета, которую на тебя кинули, у нее боеголовка, она там тугоплавкие металлы, там толстый слой вот этих тугоплавких металлов, она очень защищена. Даже если ты против него ракетой выстрелишь, она рядом взорвется с осколками, эти осколки могут ничего ей не сделать. Эта болванка продолжит по инерции падать, и упадет там ядерный взрыв. Поэтому у американцев долгое время у них была идея сделать вот этот кинетический перехват, чтобы вот противоракета, вот, ракета баллистической обороны или противоракетной обороны непосредственно ударяла, как авария в машине, машина в машине, вот, ударяла и разрушала его этим ударом, кинетической энергией. Но для этого тебе нужна суперточная электроника, какая-то современная, какие-то софта, которых в 70-х, 60-х годах не было. То есть возможности кинетического перехвата. Американцы над этим упорно работали, и уже в конце 90-х у них там на Гавайях они сделали испытания, и удалось сразу же кинетический перехват сделать. Потом они кинетически была, это чтобы ударить ее, сменить траекторию или что? Прям разрушить ее. Ты понимаешь, что? Так, но все равно же боеголовка же, она падает, они же будут падать все равно. Нет, подожди, ты сам подумай, 3 километра в секунду где-то ракета, ты летишь, и та ракета летит где-то 7 километров в секунду или 6 километров. Как ты думаешь, что там останется? То есть там не... Она просто в воздухе взорвется, да? Ну, она разлетится в пыль, она просто такие там, исчезнет просто. Это слишком мощные скоростя. Это как на машине ты, даже на скорости 200 километров в час, если врежешься, ты в ничто превращаешься, эта машина. А тут тебе скоростя космические, там 5-6 километров в секунду. 2 тела врезаются. Вот это... Ну, просто в космосе взорвется, но воздух имеется в виду. Оно все равно взорвется. Не взорвется, а... Ядерную бомбу мы имеем в виду. Нет, не взорвется, а термически будет уничтожено. Да, в стратосфере где-то там. Кстати, ядерный взрыв в стратосфере не может навредить. То есть это был сделан эксперимент. Если на высоте 50-60 километров взорвется ядерная бомба, тебе ничего не будет. Можешь там под листиком, под деревом стоять, с тобой ничего не случится.
Такие Поэтому, системы, наверное, они продаются, получается, да. я закончу. Вот американцы, вот пытаясь сделать вот этот кинетический перехват, никак не могли это сделать. Они тогда это дело поручили японцам. Японцы разработали вот эту верхнюю ступень вот этой системы Aegis, она называется. Стандарт ST3, по-моему, стандарт STM3, стандарт Missile 3 вариант. Там есть две ступени, американцы их делают, а третья, где уже непосредственно за боеголовкой гоняется, она по тепловому следу, прям как Стингер. Ее сделали японцы. То есть они им выломали руки, там заставили усидчивых японских инженеров и программистов сделать эту самую третью ступень, или четвертую, или третью. Там. И американцы начали штамповать эти Aegis, на эсминцы ставят. И у них по всему океану, морю, у них есть около 5000 таких систем. То есть они могут вокруг Русни эти эсминцы подогнать и сбивать все российские ракеты. Все попытки запустить российские ракеты. Да. Еще у нас есть так называемый ТАД. Это наземный вариант. То есть там еще какая-то другая компания делала вот этот самый ТАД. Он стоит, кстати, в Южной Корее. От баллистики Северной Кореи охраняет Южную Корею. Еще там в Аляске он стоит тоже, да, от Руси защищает. В Израиле его недавно, когда Иран атаковал, в Израиле там, по-моему, батареи привезли от американцев и далее. Выключите микрофон там, то есть у Русни есть тоже, да, у Русни есть тоже какие-то наработки в этом, но кинетического перехвата у России нет, это можно забыть, все. А у них есть такое, ну, как обычно, немножко ПВО. Шрапнелью, да, просто? Да, ПВО, переделанное под ПРО такое. Ну, по качеству, конечно, там она уступает американскому на одно-два поколения. Такие системы не продаются, да. Нет, табит у американцев, в общем-то, есть. На какие-то миллиарды он стоит, там, 5 миллиардов, 4 батареи. Ну, они еще, получается, тест, они работают на Патриоте тоже, эти ракеты, получается, да? Вообще, Aegis и вот этот ТАД, ему самое сбивать, когда он взлетает. То есть, когда он уже взлетел, и уже почти из космоса летит, там уже сбить его труднее. То есть, самая, скажем так, удобная баллистическая ракета, это ракета меньшей или средней дальности. Вот эти большие межконтинентальные, они могут и не сбить. Хотя я не знаю, там прогресс есть в этом наверняка. Но я знаю, что этот ТАД может и средней дальности сбить, и малой дальности. То есть и Искандер может без проблем сбить, и Шахед, и этот иранский Шахед может тоже без проблем сбить. Вы же видели, как в Израиле они сбивали. То есть это, а вот забьет там какой-нибудь тополь, который где-то из стратосферы там на высоте 160 километров разделится на боеголовки и будет падать, ну, возможно, и сможет их перехватить, я не знаю. Опыт никто не делал. А что за слухи с этим Трампом? Вот он Краснов, агент туда-сюда, это кто в курсе? Ну, вроде бы теории заговора сомнений, но я уже почти верю в эту теорию заговора, что он агент. Потому что вот сенатору Эллек Дариотча в Сенате США сказал, что не сделал Трамп того, что не сделал бы агент. То есть да лучше вводит где кто-то украинский, русский, Ну, дело в том, почему так явно открыто это делать, чтобы все догадались об этом. А как он может закрыто это делать? Ну, я имею в виду хотя бы мелкими шагами такими, иногда так, иногда так. А тут прямо... Но он не делает.
На Но он полном не пошел, все подряд делает, как нужно Путину. Путин-то на него давит, наверное. Давай, давай, шевелись, Краснова. Шевели задницу Краснова. Ой, молодцу. Вот он и выглядит так нелепо. В Западе уже там большие сомнения, все уже в недоумении смотрят на этого Трампа. Вообще лардевые. Тогда импичмент Вот надо ему объявлять уже. импичмент выдвинуть. Сразу мацахули импичмент. Это критический масс накопится до мобилизации. А когда это можно сделать? Без понятия. Это уже, наверное, случилось бы, если бы Зеленский отсутствовал, сгладится и на ситуации, мне кажется. Где разведданные, со смоинницу Зеленский, как бы, не знаю, иди к черту, Аллах, возможно, уже накопилось бы некое недовольство, которое у вас. А так Зеленский снова Трампец Бартилов Насуаль как-то сдемпфировал это. Они оба как бы помогли друг другу. Тот возобновил помощь, а этот спас его от импичмента. Все равно из-за Канады я не пишу импичмент. Он в Канаде пристал, а теперь дох говорили, что он пристал. Канадцы уже до где, короче, по полной мстят ему. Про Гренландию забыл. Вот царь. Самые мерзкие люди, с которыми я вел переговоры, канадцы. Сам на них напал и сам же их обвиняет, потому что мерзкий убож. Прям как Путин.